Приветствую. Ведущий. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллах. Where are you from? Откуда ты? I'm from Afghanistan. Кабул. Центральный. Афганистан, машаллах. Салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. You from? Where you from? Я или он? Я всех имею в виду, как бы, не знаком. Я наполовину азербайджанец, наполовину армянин. Я с Палестины. Вы говорите по-русски? Я русский палестинец. Сейчас таких много. Free Palestine. Free Palestine. Сейчас очень много это на палестинском разговаривают. Очень много. Очень. А вы давно там? В Палестине. Как только узнал про Палестину, сразу приехал. Где-то дней 15 назад, 2 недели назад. Ого. Я услышал уже здесь в ТикТоке про Палестину говорят, как бы взял билет, сразу полетел. Это... Туда и летают самолеты, ездят поезда. Как вы приехали? Я в 35-й за мной прилетел. Как вы, ребята? Здравствуйте. Шалом. Алхамдулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Как вы, братья? Братья, откуда будете? Добрый вечер. Брат, все с Я из Кавказа. Афганистана, город Кабул. Центральный Очень мост. приятно. Я из Палестины. Добрый вечер. Здравствуйте. Кто с Палестины? Я... Мой Фаби? брат Лазик, алхамдулиллах. Здесь кто-то здесь Палестина. Есть помощник من فلسطين. تجد ناشي بعربيت. В смысле بعربيت? كيف حالك؟ كيف حالك? فلسطيني. Ну? ايش بتسوي؟ Так я же говорю, 15 дней только здесь живу. Я узнал про Палестину, приехал, услышал, здесь хорошо жить. Я еще язык не выучил, я только приехал. Ты турист, да? В смысле турист? Нет, ни хрена. Я Вендетта, брат. Добрый вечер. За тобой наблюдаю. Очень рад тому, что есть такой человек, как ты. Просто мое уважение, почтение к тебе, к Прометею. Благодарю, Сарма. Я сам из Дагестана, по национальности лезгин. Очень много раз был в Израиле. То, что он сейчас здесь говорит, здесь Палестин, не Палестин. Я здесь был во всех городах Палестины, все здесь знаю. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать, я вам все объясню. Если есть какие-то вопросы между там Иудеем, Палестиной, Боровием. Я в Газе живу, а в чем проблема, не понимаю. Секундочку, Да, ребят. к тебе проблем нет никаких. Я-то не с тобой разговариваю с администратором. Я сейчас сижу здесь в кафе, допустим, да, кушаем, хорошо, да, все. А где ты, в каком городе сидишь? В Газе? В Газе самой? Ого. Что ты врешь, блядь, в Газе ты сидишь, блядь? Секундочку, Лезгин. Ва алейкум салам. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва рахматуллахи ва баракатуху. Лезгин, салам алейкум. Здорово. Лезгин, я тоже Лезгин. Я поехал из вижу по Дагестана в флагу. Палестину помогать. Я из Дагестана поехал Палестину помогать. тоже Я тоже он у меня Ты слышал. врешь, поехал в Палестину Ты помогать. Палестине нам помогаешь. Ахля васахля. О, Прометей, добрый вечер, брат. Добрый вечер. Лезгин, как в Дербенте наши братья-евреи проживают? Их там сейчас мало осталось. А иншаллах, скоро приедут, они много будут. Ну пусть приедут, дай бог, чтобы такие умные люди приезжали. Ва, машаллах. Профессор. Лезгин, ты
Ты можешь сбором денег собрать там для Палестины, для Газа? Я чуть-чуть, нужда есть. Я их ненавижу. Молодец, ты красавчик. Сара Лизгер, скажи. Вот Да, я Лизгер. здесь сейчас нахожусь, мне на чаевые не хватает. Кто-то может мне прислать, чтобы я Лазик, иди отсюда, за- да? чаевые заплатил? Подожди, я своему земляку деньги хочу как-то там. И есть же этот, Лизген, есть же там, который собирает деньги. Ты лучше им мою карточку дай, чтобы мы нормально там кайфовали. Что за тема какая-то дурацкая? Вендетта, брат, какая тема сегодня у нас? У нас сегодня и завтра и всегда до конца сутного дня будет одна только тема. Ислам. Аллаху Акбар. Аллах Акбар. Иногда. Аллаху Акбар. Бау! А Лизген, как ты вы- работаешь, Лазик, родной? а как вы приехали в Многим чем Палестину? занимается. Я Как же вы говорю, приехали в F-35 Палестину? за мной прилетел. F-35, я лично Смотрите, заказал себе. Да он Смотрите, врет, ребят. он нигде не в Палестине, ничего. Да и слушай, а если ты сейчас в Палестине, дай кому-то сейчас трубку, какому-то арабу, дай трубку сейчас. Я с ним поговорю. Они стесняются, они хотят Вам с кем не разговаривать. стыдно Им нельзя. просто? Вам это если вы просто врете? фуфло. Да И по можно я телефону скажу? араб. Можно я Ты- скажу? Они сейчас Старший вроде брат, телефон. можно я скажу? Помогите. Телефоны Вам созданы должно быть евреи, стыдно, нельзя что вы разговаривать. говорите такие вещи, что вы в Палестине, вы взяли билет F-32, вы взрослый человек, F-35. Я вы прошу видите, прощения, что без F-35. разницы, какой F-35. Вы взрослый человек, вы должны понимать, что вы говорите. Какая бы ни была страна, люди умирают, гибнут, а вы сейчас просто себе хайпуете, или что тут делаете. В смысле хайпую? В прямом смысле хайпуете. Я знаю, что есть прямые рейсы F-35. Я знаю, Неправда, они не считайте мертвыми тех, Только кто там ушли уже. на пути джихада. Алхамдулилля, они не погибли, они ушли. Они ушли в райские сады большегрудым путанам. Алхамдулилля, там Ребят, отдыхают. прошу прощения, одну Я ремарку хочу сделать. обитаю постоянство. У кого нету работы, я открываю в Израиле новый говорю в Израиле, в Палестине новый завод для изготовления шоток. Который вешать. Не, подожди, родной. Хватает. Шотки будем готовить. Мы этих бородатых будем брить, из них будем шотки делать для очистки Я обуви. осуждаю. Смотрите, Да, кому нужны говорит, такие зачем шутки, делать? пожалуйста, в личку Осуждаю, обращайтесь. осуждаю. Только вешать. Не говори. Не, так. шотки для обуви чистить, брат мой, нельзя же так. Не говори Я такое. же деньги собираю, чтобы это... Задолбал, идиот. Эх, Господи боже. Ой, господи, один чужестранец пришел. Ладно, Короче, ребят, я вижу, пытаюсь, вот извини, всем вот, я вам мира пытаюсь и сейчас дать добра, телефон Муха, арабу, Израиль, да, берегите пытаюсь себя. дать телефон арабу, он говорит, нет, говорит, это, говорит, еврейская разработка, говорит, я, говорит, в руки телефон не беру. Лазик, говорит. тише, да? Да ты Я фуфло, вот так. успокойся. Я серьезно тебе говорю, что ты, кто я? Иншаллах, Фуфлыжник, Израиль говорю, будет успокойся. свободным. Ты что ругаешься, слышь ты? Что я ругаюсь, я по факту говорю. Если ты немножко туповатый, как бы не любой- понимаешь моих шуток, это не потому, что Слушай, я фуфлыжник. Иншаллах, это Израиль шутки, так и будет скажи, Ну что свободным. все, ты так, шутишь. блядь, так нормально разговаривай, дурачок. Иншаллах, Израиль Фуфлыжный, будет не свободным. фуфлыжный. Весь Израиль освободим, иншаллах, Израиль будет свободным. От оккупантов. Иерусалим вернем от этих оккупантов. Вот я сейчас сижу, у меня вот сейчас окружают ребята арабы. Если есть какие-то вопросы, они на арабском что хочешь ответят. Ну, что дальше? Не, если есть, говорю, у кого-то какие-то вопросы по поводу Израиля или иудеями, или там... У тебя ко араб- мне какие-то претензии имеются, я не понял, что Да ты вот хочешь? к тебе вообще ничего нету. Ну, а Я что не ты, с тобой а что тебя фуфлыжиком называешь? Потому что ты сейчас вначале сказал, что ты находишься Во-первых, я в не с Газе. тобой разговариваю, ты забежал сюда и задал мне вопрос. Если рядом с Я тобой- ответил, я здесь люди, допустим, меня Вендетта знает. Прометей, меня что ты вот говоришь? Да успокойся. Арбат знает, блядь, а ты с тобой что решил разговариваю. докопаться до меня, что ты хочешь? Если рядом с тобой есть арабы, то спроси у них, давай, докажи, если ты не балабол. Сейчас, Спроси сейчас, он. брат, сейчас. Спроси у них, что значит, да. Могу уже сказать. Конечно, говори. Ашхаду ан ла иляха илlallah ва ашхаду анна Натаньяху Расулуллах. Омин. Ай, халас, ты серьезно, что ли? Омин. А почему нет? Пускай ответят твои эти друзья. Да, арабы, спроси.
Не, Прометей, это Прометей, брат. Он, во-первых, не знает русский язык, он знает только арабский язык. Если ты хочешь, чтобы я перевел, я тебе сам могу перевести. Ты то же самое, что сказал, что про Мухаммада, сказал только про Таньяху. Нет, я хочу, чтобы он перевел. Не, халас, он не поймет. Это моя семья. Я это самое, не хочу. Он знает, что я тоже сделал муртад. А это можно считать как шутки какие-то? Или мне, если На честно... полном серьезе, какой шутки. Мне- Ашхаду ан ла илляха илляллах ва ашхаду анна Натаньяху Расулуллах. Омин, вала, омин. Натальяху Расулулла. Еще раз. Вы вообще откуда? Я в Афганистане, альхамдулилля. Я только что с верблюда. Ну, вы исказили только что шахаду, или я не могу понять? Почему исказили? По факту говорят тебе. Есть такая шахада, есть такая шахада. У Выбирай каждого какую. своя шахада. Да. А ты мусульманин сам, Рага? Сармат. Я изучаю ислам и изучаю христианство, и мне непонятно, почему люди себя ведут так. Как так? Оступил. Я оставлю свое мнение при себе, я просто послушаю, посмотрю. Нет, ты как так ведут, не понимаешь, говоришь. Объясни. Вы только как что ведут? сказали... Можете повторить, что вы сказали? Вы сказали шахаду, и в конце вы что сказали? Натаньяху Расул Аллах. А как это на русский перевести? Нет Бога, кроме Аллаха, и Натаньяху посланник его. А Натаньяху как переводится? Натаньяху это имя единственное. Президент Израиль. Царь Ближнего Востока. Иншаллах. Начальник арабского мира. Нет, давай я вам переведу, как переводится Натаньяху. Натаньяху называется, это перевод, как получается из иврита, то Всевышний мне дал. Вот так у него и имя у него получается религиозное такое, знаешь, что прям... О, пожалуйста. Натан А как на он иврите может быть его переводится как дал. посланником? Да, я же говорю, Натаньяху, ну, имеется Всевышний дал мне, как бы. это Аллах дал Натаньяху. Да, все. Нет, Всё. Натаньяху не переводится как Бог дал. Натаниэль, полное имя, переводится как Бог дал. Эль это в конце Бог. У нас А везде... Натаньяху. Яхве, Давай без Натани- шуток, хорошо, Сармат. Я Натан- еврей, Вы только что Рега, Рега, ты сказали... еврей говоришь, а ты иуди? они Кайфота. иуди, Кен, они Кайфота. иуди, они гарбе Исраэль беждут. Беждут, сабаба, и ты Тель-Авив беждут. Все. Хорошо, да, неважно. У нас все имена связаны, как бы, допустим, когда мы детям даем имя, оно связано с именем Всевышним тоже, как бы. Он Я упоминается как услышал, Всевышний. Натаньягу Ты- там, Яхве, ты- по-моему, имя. Ты вместо- знаешь, я иврит сам изучал. Я вот иврит изучал 7 октября, когда началось, я начал изучать Да, иврит. Натаньяху. Я могу Яхве, тоже да. говорить. Получается, Яхве дал, да. Да, Яхве. А этот Рага говорит, он изучает там и так далее, христианство изучает. А ты какое христианство изучаешь? Ортодокс. Французское, феодальное, какое это христианство? Российское? Ортодокс. Православный ортодокс. А ты сам кто, мусульманин? Я опять говорю, я изучаю и ислам, и христианство, и я сейчас на этапе изучения всех религий. Да, по семье, то есть у меня отец армянин, я христианин, но у меня очень много друзей мусульманей. У меня и в Тебе семье хана, мусульмане. братан. Ты готовый мусульманин, тебе хана. Послушайте, Завидую тебе. дайте я скажу. Я считаю, что если у человека хорошее сердце, хорошая душа, и он сам хороший человек, мне будет без разницы, какая у него религия. Главное, чтобы А он как раз оставался... таки его религия говорит, что нужно отправлять на концерт Кобзона всех, которые не уверовали в Аллаха и последний день.
Заставляйте их платить Когда со визы. мной здороваются, ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракатуху, я готов ответить им тем же, потому что у меня всегда А есть тебе уважение. нельзя такой салам давать, ты же кафир. Наджа. Они, наверное, просто эти друзья, так называемые, не знают своей религии. Я кафир, я считаюсь кафиром, да? Отсюда. Ну, ты смотри, кафир. Вы любой мне человек, говорите кафир. Откуда вы знаете, как распорядиться Всевышний? Вдруг через месяц-два я буду мусульманином? Друг, Ну, тогда по ты возрасту. будешь мусульманин. На данный момент вообще не мусульманин означает кафир. Все не мусульмане являются кафирами. Неверующий это является. Это значит неверующий. Нет, неверующий означает ла ю'минун. Мгм. А кафир А вы- означает все а не вы мусульмане, короче. Вы имам? Что? Вы имам? Я чеченец, который был сыном имама, когда отец был жив, Мне изгонявшего джинны. Мне который очень 30 интересно поговорить с имамом, услышать позицию. Который 30 лет отдал этой Я религии. имам. Прометей лучший имам. А вот. Ребят, То есть- могу задать вопрос? Можете вы дать одному человеку сказать? Что непонятно, не слышно. У меня такой вопрос. Мне девушка не верит, что если дочь рождена вне брака, то мусульману она позволена, то есть по исламу. И можете сказать, где это написано? Просто я верю в Хармату, Прометею, то есть человек, который читал. Мне бы хотелось узнать, чтобы записать, где бы это проверить. Ну, смотрите, в исламе есть 4 юридические школы. Мазхаб называется. Это разъяснение, толкование закона исламского. Он идет в 4 школах. Есть самый радикальный, есть самый либеральный. Самый либеральный – это Абу Ханифа, который этнически не был арабом и придумал такую либеральную версию ислама для аджамов, то есть второсортных мусульман, которых покорили арабы. Вот для них, чтобы эти покоренные чуть-чуть, скажем так, не отпугивались, он такой, скажем так, мост построил, чтобы в рабстве арабов мусульмане, то есть в переводе означает покоренные, покоренные они считают Богом, покорные Богу. На самом деле это банальные покоренные арабами. Арабская нация, арабская империя покорила эти народы и заставила их боготворить свое покорение. То есть превратить свое покорение в религию. И банально даже саму религию назвала этим же именем. Ислам. Хотя в начальном этапе в мире все народы называли их магометанами, последователи Магомета. Но потом они сделали ислам из этого. Смотри, есть школа имама Шафии, которая в основном все чеченцы, ингуши, Дагестан придерживаются этого масхаба. Это шафиитский масхаб. В чем они отличаются? 4 масхаба. В некоторых небольших вопросах, например, в одном масхабе, если ты дотронулся до женщины, твое омовение ритуальное перед намазом, которое они делают, нарушается, и надо заново взять омовение. А в другом масхабе это не нарушается. В одном масхабе можно смотреть на безбородого, в другом масхабе нельзя смотреть на безбородого. Или в другом нежелательно смотреть на безбородого. То есть вот в эти вопросы они чуть-чуть отличаются. Так вот, насчет того, что самое главное, ты можешь выбрать любой масхаб. Если хочешь, можешь выбрать масхаб, в котором омовение не нарушается, если ты дотронулся до женщины. И так ты будешь на истине. А можешь выбрать масхаб и менять их можешь в любое время. Например, когда на хадж едут, там они же все, вот эти женщины, мужчины вместе, а там нужно быть в омовении. И что они делают, когда садятся, скорее всего, на самолет, переходят на масхаб Абу Ханифы,
А когда уже возвращаются обратный путь на поезд, переходят на мазхаб имама Шафии. Смотри, где это насчет того, что где это написано? Сейчас скажу тебе. Источники перечислю тебе. Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Еще раз извиняюсь, вы отвечали. А можно с вами поговорить вне эфира? Нет, у меня времени нет. У вас нет времени, просто... Ну, у меня был вопрос касательно ислама, касательно религии. Я думал, если вы сын имама, с вами можно поговорить. Шалом, Марша, Подпишись на него, ты поймешь. Ты можешь мне в Телеграме написать, если у меня будет время, смогу ответить. Так, насчет женитьбы на дочери. Смотри, первый источник, это дозволяется в мазхабе имама Шафии. Юридическая школа в исламе, шариатская, имама Шафии. Их всего 4. Есть еще некоторые, но они как бы откинулись. Они не стали авторитетными, и как бы они позабыты. Вот этот имам Шафии, которого придерживаются дагестанцы, чеченцы, ингуши, именно в нем это дозволено, он это дозволяет. Первый источник, где это позволяется, это источник называется Ибн Кудама, автор 13 века Аль-Муни. То есть, поскольку самих книг имама Шафии, там, 8-9 века этих имамов у нас нет, их учения передаются через там, их учеников от них к другим и так далее. Самих рукописей их книг у нас нету. Ибн Кудама, его книга называется Аль-Муни. Это фундаментальный труд в исламе по различиям в мазхабах. То есть этот Ибн Кудама собрал различия всех вот этих школ, которые в его времена существовали, да? Ходил к ним, спрашивал, что да как. И собрал в одной книге все их разногласия. И он приводит в 7 томе на 119 странице до 121. Глава «Брак с дочерью от прелюбодеяния, с сестрой, дочерью сына, дочерью дочери, дочерью брата и сестрой от прелюбодеяния». Раздел «Мужчине запрещено жениться на своей дочери от прелюбодеяния, своей сестре, дочери своего сына, дочери своей дочери, дочери своего брата и сестре от прелюбодеяния». Это мнение большинства факиев, то есть юристов, что это запрещено. Однако Малик, это второй мазхаб имама Малика, и Аш-Шафии в наиболее известном мнении своего мазхаба сказали, что все это дозволено, поскольку такая женщина является чужой для него, шариатски не приписывается к нему, между ними не действует наследование. Она не освобождается от рабства, если он ее купит, и он не обязан ее содержать. Поэтому она не запрещена для него, как и другие чужие женщины. Следующий источник у нас шарх сахих на сахих муслим. Шарх это типа толкование, буквально раскрытие. Есть хадисы, а потом есть толкование этих сборников хадисов от разных имамов. Это называют шарх. Толкование на аяты Корана называют тафсир. Так вот, у имама Науави, самый избранный, признанный 14-13 века, у него есть толкование на Сахих Муслим книгу. Называется его книга «Шарх Сахих Муслим имам ан-Науави». В его книге, толкуя 1457 хадис, глава Китаб ар-Ридаа, он пишет: мнение Малика, Шафии, Абу Саура и других на том, что половой акт в ходе прелюбодеяния не несет особых последствий, поэтому прелюбодею дозволено жениться на матери с той, которой он совершил прелюбодеяние, а также на ее дочери, рожденной от нее в результате их прелюбодеяния.
Шафии добавил, сказав, что мужчине дозволен брак со своей дочерью, рожденной от его семени в результате прелюбодеяния. Третий источник у нас будет «Ихтиляф аль-иммати аль-уляма». Это специализированная литература, посвященная различиям между имамами ислама касательно тех или иных вопросов. В Китаб ан-Никях арабский ученый ханбалитского масхаба, правовед Аун ад-Дин ибн Хубайра, 12 век, приводит следующее. Ученые разошлись во мнениях относительно рожденных от прелюбодеяния девочек. Дозволено ли тому, кто родил ее через прелюбодеяние, жениться на ней? Ахмад и Абу Ханифа считали, что нет. Имам Шафии же считает, что дозволено. И заключительный, четвертый источник у нас будет Коран, сура 4, аят 23. Толкование на этот аят от Ибн Касира. Он в своем толковании, хитрые, но глупые мусульмане с русскоязычного сайта koranonline.ru обрезали этот момент, когда приводят там на сайте Тафсир Ибн Касира, вырезали оттуда этот момент. Но мы не дураки, мы читаем оригинал. И любой может его прочитать, открыть том 2, страница 216, Тафсира Ибн Касира. Издательство у нас будет этой нумерации Дар аль-Кутуб аль-Ильмия, Бейрут, Ливан. Том 2, 216 страница. Большинство ученых обосновали запрет на брак с той, что рождена от семени прелюбодея, общим смыслом слов Всевышнего. И ваши дочери, поскольку они являются дочерьми и, следовательно, подпадают под общее правило, как это принято масхаба Абу Ханифы, Малика и Ахмада ибн Ханбаля. Однако от Аш-Шафии передается мнение о ее дозволенности, поскольку она не считается дочерью в шариатском смысле. Подобно тому, как она не входит в слова Всевышнего. Аллах заповедует вам относительно ваших детей, мужчин, то есть она не наследует. И согласно единогласному мнению, не наследует также она не подпадает под этот аят о дочерях. Аллах знает лучше. То есть имаме масхабе имама Шафии дозволено жениться на собственную родную дочь, если ты где-то нагулял ее, а потом она выросла и тебе понравилась. Если, по-моему, у меня в Телеграме есть этот источник. Если честно, я вот слушал вас. А можно услышать ваше мнение? Ваше мнение? Чего? Как вы, как мужчина, рассуждаете, это вообще возможно вот в реальном мире? То есть, где мужчина, если бы даже такая ситуация произошла, ну, как бы жениться на своей дочери. Ну, конечно, возможно, тут, если в камеру можно было бы открыть, я тебе показал бы, есть такой сайт, islamweb.net, это катарский сайт, на любую там студенты исламских вузов задают вопросы, а шейхи там отвечают, и там дают фатвы. Там люди, на каждый пост 6-значная цифра реакции. То есть там миллионы арабов сидят. Он на 5 языках. Арабский, французский, английский, индонезийский и германский, и испанский, точнее. Ну, арабский оригинал, можно там еще 5 языков. Всего получится 6. Испанский, германский, немецкий, то есть. Французский, английский и индонезийский. Там миллионы. Можешь загуглить даже сайт Islamweb, просто напиши, прочитай про этот сайт, что он, откуда он, кто его там делает, кто там отвечает. Так вот, на этом сайте как раз таки задали этот вопрос. Вот я тебе зачитаю этот вопрос. Можно секунду? Спасибо, Абхармат. Мы записали, я очень благодарен тебе тому, что ты делаешь. У меня просто процентов мало на телефоне. Удачи тебе. Я буду отключаться и освобождать место для остальных, кто есть вопросов. Спасибо. Зайди на этот мой телеграм. Там, короче, я уже заходил на все каналы в Телеграме. Подожди секунду, пожалуйста. Если там этого файла я сейчас посмотрю, со всеми ссылками на исламские библиотеки, там,
там можешь сразу на арабском скрины оригинальных книг и так далее все смотреть. Я этот документ, если там его нету, выставлю его сейчас там. Хорошо. Можешь там, короче, сразу... Я просто я не смотрел сам канал. Спасибо тебе большое. Очень благодарю тебя. Я много о исламе узнал. Я не думал насчет того, что это настолько, на самом деле, плохая религия. На самом деле, это прям реально плохая религия. Спасибо тебе большое. Всего Пожалуйста. тебе удачи в твоих действиях. Благодарю тебя. Спасибо тебе большое. Да не за что. Удачи. Тебе того же. Так вот, вопрос задает на этом сайте мусульманин. Сейчас, короче, я преображу этот... Перед тем, как... Так, вопрос. Я совершил прелюбодеяние 18 лет назад, покаявшись искренним покаянием перед Аллахом. Я решил жениться, чтобы избежать распутства. Через 4 месяца после свадьбы, та, с которой я совершил прелюбодеяние, сказала мне, что она беременна. Я был шокирован. Тогда вмешались некоторые люди, и был составлен устный договор о браке, урфи, на основании которого задним числом был оформлен официальный договор о браке без ведома ее родственников. Затем я развелся с ней, и она родила дочь, которой сейчас 18 лет. Я же видел ее в последний раз, когда ей было 3 года. А сейчас воспылал к ней любовью, которую нельзя назвать отцовской. Читая книги по фикху, я узнал, что шафиитский мазхаб разрешает отцу жениться на его дочери, рожденной от прелюбодеяния. Итак, я женился на ней обычным браком. То есть он буквально женился на своей дочери. Женился браком. Мы начали сожительствовать, как это бывает между супругами. Но когда я объявил о своем браке, я столкнулся с непониманием со стороны некоторых родственников. Мой вопрос. Должен ли я продолжать объявлять о браке в этой ситуации? И нахожусь ли я на истине? Ответ. Хвала Аллаху и мир благословения пророку и его семье сподвижникам. Не секрет, что прелюбодеяние один из самых позорных грехов, один из величайших грехов, который вызывает гнев Аллаха. Это серьезное преступление, которое имеет пагубные последствия для человека и общества. Если женщина забеременела от прелюбодеяния, этот ребенок не считается ребенком прелюбодея. Однако прелюбодеяние устанавливает запрет, поэтому большинство ученых не разрешают мужчине жениться на своей дочери от прелюбодеяния. Это правильное мнение. Шейха ислама Ибн Таймию спросили о дочерях от прелюбодеяния. Можно ли ей выйти замуж за своего отца? Он ответил. Хвала Аллаху, большинство ученых считают, что брак с ней не дозволен. И это верное мнение, в этом нет сомнения. Более того, среди ученых есть разногласия. Казнить ли того, кто совершит такой поступок? Есть 2 мнения. Передается от Ахмада, что того, кто совершил такой поступок, следует казнить. Можно сказать, что это относится к тому, кто не был в заблуждении, а тот, кто был в заблуждении, не казнен, даже если он ошибался. Также можно сказать, что это относится ко всем случаям, как сказал большинство ученых, кто пьет вино, о котором есть разногласия. В заблуждении тот подвергается наказанию плетьми, даже если при этом он не становится грешником, по мнению Шафии и Ахмада в одном из 2 его мнений. А Малик и Ахмад в другом его мнении считают его грешником. Но правильное мнение в заблуждении, за которое человек извинителен, не делает его грешником, и он не совершает грех. В связи с этим, дальше говорит, отвечает шейх, в связи с этим, если ты женился на ней, не веря в законность этого брака, а просто придерживался слов Шафии, да помилует его Аллах, ради легкого пути и удовлетворения желания, то твой брак недействителен. Ты должен развестись с ней и покаяться перед Аллахом, слава Ему. Посмотри фетву под номером 35277 и фетву под номером 5592. Однако же, если ты поступал так, ты следуя... Так, у меня наушник сейчас соединю я. Это плохо слышно.
Однако же, если ты поступал так, следовал мазхабу имама Шафии, будучи уверенным, что он соответствует истине, то не будет на тебе греха. Знай, что публичное объявление о браке желательно, по мнению большинства ученых, как мы объяснили в фетве под номером 139436. А Аллах знает лучше. Извините, пожалуйста, Прометей, можно вам задать еще один вопрос? Я просто не могу понять, поскольку я не воспринимаю всерьез ТикТок и не воспринимаю всерьез социальные сети. Вы сейчас, вы правду сказали, что вы сын и мама? Просто, ну, я как бы, у меня неверие к соцсетям, и я пока не поговорю с человеком по телефону. Да, я правда, это весь мир Ну, знает. мне, если честно, мне это вообще не имеет. Ты меня просто спросил, ты имам или нет. Я тебе ответил, я сын имама. Мне вообще по барабану просто. Я называю в своих словах, когда я что-то говорю, источник, который можешь любой проверить. Пойти Вы в же исламский мусульманин, университет, там, не знаю, к шейху, знающему эти источники, проверить эти источники. Или сам прочитать в электронной библиотеке исламском. Я называю номер, том, источник. А кто я, это не имеет значения. То есть вы Можно я тоже спрошу? Всем добрый вечер. Я хотел спросить, если позволь. Я уже полчаса здесь жду. Можно? А вопрос касательно чего вы хотите задать? Я хотел, да, во-первых, всем здравствуйте. Мое глубокое уважение к формату Вендетти. Я хотел просто, я услышал, тут поднялся армянин православный. Можно обратиться, спросить? Ну, спрашивайте. Это вы, да? Да. Хаэс дуапи хайра хосмес? Гайри Хусмен. Очень хорошо. Я просто так убедиться. Я просто не понял, дорогой, ты сказал, что ты православный и можешь принять ислам. Это серьезно ты сказал или пошутил? Я просто разговариваю с человеком и хочу услышать позицию человека, как он может что-то утверждать, если он не знает, кем буду я, допустим, через полгода или год. То есть люди пытаются быть умнее кого-то. Хаскан, ты подожди, брат, ты задаешь вопрос по формату, ты сомневаешься в его знаниях или что, я просто не могу понять. Я имею полное право сомневаться в знаниях каждого человека, поскольку каждый человек это тоже мясо. А ты тут недавно, да, просто? Ты тут просто недавно. Да, я первый раз на этом эфире. Мне просто интересно послушать каждого человека. Люди все равны перед Господом. И у меня есть... Перед каким Господом? Перед Аллахом или перед Господом? Я говорю, что перед твоим Господом. Перед Господом. Нет, ты сказал, ты православный. Да, я православный. Ты веришь, ну, понятно. Я не спрашиваю, почему ты не григорианин, а православный, это оставим. Ты христианин. Ты веришь в Господа искренне. Какие у тебя сомнения могут... Тем более ты говоришь, что ты изучаешь ислам. Ты Коран изучаешь там все. Я изучаю. Ты не нашел никаких противоречий в Коране, изучая этого? Ты говоришь, я нашел очень много противоречий между Кораном и Библией, но суть в чем? Я пытаюсь донести людям. Смотрите, в исламе твердится, что Иисус, Иса, мир ему, был посланником Всевышнего Аллаха. Я правильно говорю? Ты вообще в курсе, что такое Аллах? В Библии твердится, что Иисус был Господом единым, триединым. Правильно я говорю? Ну, отпусти, да. Но он нес не одну... в исламе твердится. Это вот, это, вообще подождите, я хочу донести до конца. Секта. Извините, пожалуйста, я хочу до конца. Секта гностиков была, которая бежала в Аравию, Сирию до ислама еще. Были такие еретики, которые говорили, что Иисус это не Бог, а всего лишь посланник. Вот, я к чему хочу прийти. К тому, что во всех религиях суть одна, что Иисус говорил верить в единого Господа. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям,
призывал людей верить в Слушай, единого а Господа. где ты набрался саляха, маляха? Ты Подожди, откуда же ты пожалуйста, православный? А кто Пуэрто тебе этих Рико. слов научил? Я не могу понять. Я сам Пуэрто верю, Рико, Пуэрто Рико, потому пожалуйста, что подождите, Всё, пожалуйста. я Дайте молчу, я поговорить. молчу. Подождите, пожалуйста. я Смотри, сам суть всех религий, она не одна, она крайне различна, нету такого. Если бы суть всех религий была бы одна, это была бы одна религия. Даже элементарно, просто ты вместо того, чтобы поддаваться пропаганде мусульман своего окружения, которые тебе никогда не скажут правду, их главной задачей является пропагандировать, показывать, тот мусульманин, который тебе дает салам, он не является мусульманином. Потому что посланник Аллаха в своем достоверном хадисе говорит: не приветствуйте салямом неверных первыми. А если они дают вам салам, то не берите полностью. Говорите ва алейкум просто. То есть не говорите даже ва алейкум ассалям. Если вы их встретите на дороге, то толкните их на самую крайнюю часть дороги, потому что они должны знать, что они унижены. знаете, что я вам То есть скажу? тот, кто тебе дает салам, это чисто в целях пропаганды, чтобы затащить тебя в ислам. Знаете, что я вам скажу? Сейчас, секундочку. С чем это связано, что он не может мне кинуть салам, а я ему? Как это С объясняется? тем, чтобы он понимал, что он унтерменш и тянулся стать уберменшем, то есть Смотрите, что я мусульманином. вам скажу. Те, кто считают... Извините, что я еще раз вас перебиваю. Те, кто считает меня кафиром, пусть они так считают. Я знаю, что у меня есть Тебя никто настоящий... не считает кафиром, ты являешься кафиром по исламу. Хорошо. Я по исламу все являюсь... мусульмане являются кафирами. Я по исламу являюсь Это означает кафиром, не но мусульманин. для людей... Рага, можно я кое-что скажу тебе? Ты знаешь, что в исламе есть нацизм? Ты знаешь, что там есть ПДФ, что там рабство есть? Подожди, эти я темы хочу просто изучал? понять, хочу понять другое. Почему люди делятся на типы, когда, если у тебя поистине чистая настоящая душа, и ты ко всем относишься по-искреннему? Это не всех. Зачем ты сравниваешь всех людей с собой, блин? Что за розовые очки у тебя? Люди разные. В этом мире либо ты жертва, либо ты хищник. Нету там, мы все добрые люди, все чистые. Нету, люди разные, чувак. Этот мир джунгли, тут каждый хочет кого-то лагануть, кого-то поймать, с кого-то что-то, блин, себе какую-то прибыль сделать. Я это понимаю, просто вот сейчас вы меня привели к недоумению, вот вы все спорите сейчас за тему религий, а поистине, если бы я встретил вас на улице... Подождите, дайте послушать, что он говорит, пожалуйста. Если бы я встретил вас на улице голодным, я не говорю, что если был бы я мусульманином или был бы я христианином, если бы я встретил вас на улице голодным, и я знал, что, допустим, вам деньги нужны не на алкоголь или на что-то другое, какие-то плохие вещества, я бы вас поднял с земли, пошел и накормил. И тут вне зависимости от моей религии, тут просто человеческий фактор, если ты не испорченный человек, который до сих пор понимает, что он может сделать что-то полезное в этой жизни и уйти с миром, и уже наверху отвечать за свои поступки, тогда сделай что-то хорошее и спокойно уходи с миром. Но большинство людей просто тратит свою жизнь на то, чтобы курить, бухать, так дальше продолжать что-то делать, непонятные для меня вещи, спорить за разные моменты, быть выше кого-то, пытаться быть выше кого-то. И для меня это до сих пор непонятно. Я вот могу выйти на улицу в порванных вещах, сходить в магазин, купить хлеб, рассчитаться монетами, я полностью не стесняюсь этого. А сейчас мир настолько испортился, все меряют финансово, деньгами, машинами. Мир не испортился, мир всегда был таким. Я вот одного не понимаю, при чем здесь то, что ты говоришь, и ислам? Это вообще тут разные вещи. Это типичная речь мусульманина. У него друзья мусульмане, они только об этом... Подождите, пожалуйста, дайте этому человеку сказать. В смысле речь мусульманина? Я христианин, у меня отец армянин, Давид Термаркарьян. Такую херню скажете тоже, блин, господи боже мой. Давид Термаркарьян, я знаю молитву, в смысле, вы сейчас все просто взрослые люди, но все ведете себя, как будто вы отстали в развитии. Извините, пожалуйста, это не считается человека, который подписан как Прометей, потому что он просто читает с источников. Но
До меня до сих пор это не доходит. Что не доходит до тебя? Смотри, подожди, ты сказал, Зачем что делить ты людей? изучаешь ислам. Христианство ты христианство. изучал вообще? У меня бабушка, да, изучал христианство, у меня бабушка христианка. Она Нет, я не армянка. говорю, что у тебя бабушка христианка. Ты в своей жизни Библию читал вообще? Да, я читал, я знаю молитвы. Я Дева не Мария, спрашиваю, ты Отче знаешь наш. молитвы или нет. Молитвы это 2-3 предложения, выучил и все. Ну, как Библию большинство от начала людей и до сейчас и конца делают. читал когда-нибудь? Библию до конца? Библию от начала до конца читал когда-нибудь? Да, читал, но не до конца. И как бы и Коран я тоже не до конца читал. Но суть я уловил. И в чем суть христианства? Суть в том, чтобы люди всегда делились на два типа. И всегда была война и разруха. И страдания. Чего? Не понял? Чего? Говорю, суть в том, чтобы люди всегда делились на два типа. Всегда была война, разруха и страдания. Суть христианства? Нет, суть этого мира. Так я тебе говорю, ты Библию прочитал. Суть христианства скажи. Суть одна же ты говоришь. Суть уловил. Христианство суть в чем? Смотрите, я сейчас вам отвечу спокойно. Суть Да, я слушаю. христианской религии — верить в Господа. Суть ислама — верить в Господа. Правильно я отвечаю? Неправильно. Неправильно. А как? Суть ислама. Подожди, пожалуйста, Вендетта. Суть христианства Смотрите. верит в Бога. И Это придерживаться... вообще что значит верить в Бога? И придерживаться всем предписаниям. Но для меня до сих пор вот непонятно. Один вопрос я задам. Нету такого, нету. Зачем ты врешь, сидишь? В христианстве есть дела и вера. Как я Верить выслушаю? только недостаточно. Надо еще и дела делать. Хорошо, а вы какие дела сделали хорошие? Я вот, если позволите, могу ему задать вопрос? Вот смотри, Рага, ты меня кормишь, постоянно поешь, а я потом, например, твою семью аннулировал. Как бы ты ко мне относился бы? Аннулировал в каком плане? Во всех планах. Убил. То есть, убил мою семью? Ну вот ты вот меня, я вот слепой, например. Ты вот кормишь меня постоянно, я тебя вот обзываю, ты такой весь хороший, добрый, как вот сейчас. Ты меня кормишь постоянно, поешь меня, я тебя обзываю, а я слепой, я тебя не вижу. А потом ты мою семью просто аннулировал, типа, под ноль. Еще и штаны снимал, чтобы потом посмотреть там, у кого выросло, не выросло. Ты бы так сделал бы? Ты сейчас вопрос задаешь какой-то... Либо ты не до конца его сформулировал, либо ты просто с меня издеваешься. Ты слепой, я тебя кормлю, пою, но в конце концов ты кусаешь меня за руку. Я так правильно понимаю? Нет, ты меня кормишь, поешь, Пожалуйста, а вы потом можете через не время вмешиваться? ты же мою Как, я не семью... знаю. Подождите, пожалуйста. Смотрите, тут собрались люди, которые обсуждают религии, и я что хочу сказать просто. Я не собираюсь здесь провести свой целый вечер, свой целый день. Я, наверное, из других людей, которые всегда останутся обычными, которые не будут себя возвышать перед кем-то, не будут унижать кого-то. Мой совет всем людям: пожалуйста, не будьте зверьми, хотя даже звери лучше людей. Не унижайте другие религии, не унижайте ислам, пожалуйста, христианство. прежде чем... Не унижаем. Смотри, пожалуйста, на домашнее задание. Просто ничего много не прошу. У тебя ты нейронкой пользуешься? Там чат GPT, там Gemini, Grok чем-нибудь. Пользуешься? Да, давай, говори. Запиши, пожалуйста, к себе куда-нибудь вот такие вопросы. Ну, продолжай, я пользуюсь чат GPT. Да, вот вопросы просто спроси. Это правда, что про нацизм, короче,
в исламе. То, что я тебе могу коротко рассказать, чтобы ты понял. Есть на самом верху Мухаммед, и потом идет Бану Хашим, его курайшитское племя, потом идут курайшиты, потом идут арабы, а потом все остальные. Это называется превосходство арабов, как бы Ибн Тамия эту тему раскрывает, и другие ученые. Это одна тема. По этой теме, пожалуйста, исследование проведи. Второй момент. Там, где... Как относились к рабам? Можно ли с замужними женщинами, которых захватывали воинов, спать с ними? Вот этот момент второй. Плюс еще этот момент с Аишей. Полностью все хадисы, как есть, вытащи и прочитай. Сколько ей было лет, играла ли она в игрушки, не играла. И еще другой момент. Я понял, как поступили... Друзья, смотрите. Да. Говори. Да, я говорю, как поступили с племенем одним, когда Мухаммед их выиграл, с детьми как поступали с мальчиками. Там, если коротко, штаны спускали, смотрели, если лобковые волосы растут, им секир делали, если не растут, их в рабство брали. Вот эти все моменты, пожалуйста, изучи детально. А после этого уже думай, куда ты, заходишь, а куда не заходишь. Послушай, смотри, что я тебе скажу. У каждого человека в этом мире есть свое субъективное мнение. Если я буду прислушиваться к субъективному мнению каждого человека в этом мире, то, я, наверное, разорвусь на миллиарды мелких частиц. Говорят не мнение, почитать их книжечку, почитай. У тебя четко говорит, где читать. У вас микрофоны у всех включены. Какой-то ветер тут. Могу я с ним продолжить? Закончили вы? Смотри, ты сказал, что ты Библию полностью не читал. Скажи, пожалуйста, суть уловил ты. И Коран ты полностью не читал. То есть, что христианство, что Коран ты не изучал. Там поверхностно, там типа тут сказано верить в Бога, тут сказано верить в Бога. Везде сказано верить в Бога. Значит, везде одно и то же. Но извини меня, есть сатанизм. Там тоже есть свой Бог, сатана. Это что делает их все эти религии одно и то же? Есть Бог Один, Бог Зевс, есть Бог Амон-Ра. Это не одно и то же. Сатанизм — это прямое поклонение демону. То есть демону, Иблису, шайтану, как там еще его называют разными именами, да? Но для них верить в добро, в Бога. То есть есть в этом мире добро и зло. То есть, когда ты умрешь, ты будешь отвечать ты будешь отвечать за свои поступки. То есть ты либо уйдешь в лучшую. Подожди секунду. С чего ты взял, что в этом мире есть добро и зло? А вы не видите, прожив столько лет, вы не видите, что есть добро и зло? Ты скажи, кто тебе сказал, что добро, а что зло? Откуда ты это взял? Когда ты делаешь какой-то хороший поступок человеку, правильно? Ты, допустим... Какой хороший, например? Покормил бедного. Или то же самое, напоил человека водой, которому очень хотелось пить, и ему было прям плохо. Это считается добром, да? Если ты накормил этого бедного, чтобы утешить самого себя... Нет, не утешить самого себя, я просто принес самому пример. Себе понравится, чтобы самому себе хорошо себя чувствовать, это добро? Я не говорил это. Это вы сказали. Я просто привел пример. Бывает такое, ты можешь сейчас думать, что ты кормишь бедного, а по факту, если глубоко копнуть, может оказаться, что ты просто перед собой оправдываешься. Сам себя, чтобы по кайфу чувствовать. Нет, я просто изучаю у себя в голове ситуации, которые могли произойти с тем или с иным человеком. Допустим, это мог быть чей-то отец, который остался на улице. Хорошо, давай скажи так. Ты увидел бедного и накормил его. Но есть второй вариант. Ты увидел бедного и дал ему работу. Что из них лучше? Я думаю, дать работу. А если его спросить, как ты думаешь, что для него будет добро или лучше, чем эти два? Что из них будет для него лучше? Заглянуть ему в голову я не смогу, но
Если человек, да, вы правильно ведете к сути, если человек хочет заработать себе на хлеб, он заработает любым методом, но мы не знаем и мы не можем знать до конца, какие ситуации. Возможно, он примет эту работу, а возможно, он просто отойдет и скажет: нет, мне работа не нужна, просто спасибо, что купил покушать, или там: нет, у меня нет документов, я не смогу работать. Есть много разных исходов, смотря какой он мне расскажет. Хорошо, понятно. Насчет ислама ты сказал, тоже что-то прочитал. Насчет сути мы говорили, да, религии, там суть типа одна. Как ты думаешь, в христианстве, в Библии, в исламе там Бог один? Смотрите, христианство твердит, что... Извините, пожалуйста, у меня тут... Да ничего. Еврей может спать с девочкой, если ей исполнилось 3, Талмуд пишет, Сапарбек. Дебилоид. Можешь сказать, страница там, том, номер? Что в Библии можно делать? Нет, Сапарбека там пишет главное, комментарии. пустит утку. Главное, пустит утку. Да. Послушайте, у народов Кавказа есть свои правила. И я живу по правилам народа Кавказа. Я сам армянин, у меня есть дедушка с Азербайджана, тоже один, его уже нету, со мной. А ты знаешь, что мусульмане сделали с армянами? Я не говорю за мусульман. Слушай. Я просто вопрос задаю. читал... Что мусульмане сделали с армянами? Знаешь, когда завоевание шли? Ты про турков говоришь? Про турков? Ты говоришь про турков? Я не про турка говорю, я про мусульман говорю. Ты меня не слушаешь? Про арабов. Когда завоевали что? Психоваться дошла, тавистала. Ну что с вашими предками мусульмане сделали? Такие, как провели с вашими предками? Вообще не знаешь, да? Я не В знаю. седьмом веке про арабов он говорит. Завоевание арабами Армении, а потом и геноцид армян арабами, мусульманами. Знаешь об этом? И за это я должен ненавидеть всех? Нет, он говорит, ты знаешь об этом или нет? Я об этом не знал, но ты мне только что сказал. Но из-за этого я не должен ненавидеть всех арабов. Не, ты должен любить всех. Тебе кто-то говорит, их ненавидит всех из-за этого? Или мне брать нож и идти резать горло всем, кто есть араб, потому что когда-то они сделали геноцид. Какие слова из сказанного здесь подвигли тебя на эту мысль? Можешь сказать конкретно? Просто ты сказал на чеченском агрессировать яцом, да? Я понял, что Вендетта уже агрессирует. Я не пытаюсь... Ну, он агрессирует, когда человек, называя себя армянином, не знает, сколько горя и скорби веками, как ваших женщин забирали и по кругу пускали арабы-мусульмане, навязывая вам, как они обложили твой народ данью, как они твоих прабабушек месяц пускали по кругу, а потом на рынках продавали, а потом другие покупали и пускали по кругу. Ты этого не знаешь, и у него это как бы... Потому что он это все знает, ему чуть-чуть, злость у него. Это праведный гнев, ничего в этом плохого нету. Я ему сказал, что ты этого не поймешь, тебе не понять праведного гнева, который он испытывает в отношении твоего народа, который у тебя напрочь отсутствует. Нет, у меня вот он присутствует, но я его гашу в себе. Потому что если я выпущу этот гнев наружу, будут страдать люди другие, которые вовсе не виноваты за то, что произошло когда-то. Так ты это не на людей должен выпускать, алло. А на кого? На мусульмане? Тебя кто говорит то, что ты людей должен как-то трогать? Ты вообще сумасшедший, что ли? А на кого я должен? Кто говорит, он настоящий христианин, ребят. Речь не об этом. Речь не о том, что она у тебя там есть внутри какой-то, где-то что-то у тебя гнев есть. Не об этом. А о твоим предкам. То, что с твоими предками. Историю знать надо, чтобы будущее идти. Надо историю знать вообще своего народа. Да, надо знать историю своего народа. Но смотрите, я хочу сразу сказать, всегда у меня было уважение к старшим по возрасту.
И я просто не закончил свою речь. Немножко перебилась тема. Я пытаюсь жить и живу. Ты Я постоянно живу. говоришь, знаешь, в чем проблема? Ты постоянно говоришь я. Здесь не Да. говорят я, то делаю, Не, я. просто Это ты группа, рассказывал. эта группа, я тебе поясняю просто, куда ты попал. Это группа, где обсуждаются идеи, религии, аргументы, а не личности. Я там был, я такой хороший. Ну и что? Ну ты такой, Если бы другой вам не такой. было интересно разговаривать со мной, вы бы меня просто удалили. Нет, я тебе еще раз говорю, нам не интересно, какой ты человек, кого ты кормишь там или еще что-то ты делаешь. Нам интересно вот твое окружение и твое заблуждение. Например, я тебя исследую. Например, как персонажа, который напрочь не интересуется своей культурой и религией и видит некую брутальность и привлекательность за счет обманчивого окружения, которое само не знает свою религию и само ее не исповедует, просто долбится башкой о землю 5 раз и на национальном воспитании ходит. И тебя это привлекает. Ты думаешь, это ислам у них такой, это ислам их так воспитал. Вот и мне лично интересны такие люди, я их исследую. И все. Это как Марат Вердиев. Помнишь, да, есть такой. То есть вы просто исследуете людей. Да, который и в Евангелии Иоанна в Ватикане. Ты видел, знаешь, Марата Вердиева, армянина, который принял ислам? Нет, его не знаю. К нему как относился бы ты? Тебе повезло. Я бы его не осуждал. А я думаю, он слушает его и хочет пример взять. Я бы его не осуждал. У каждого человека в этом мире своя голова. И я осуждаю тупых правда, людей, да, брат? если честно. Тупых людей я осуждаю. Да. Ахпер, это правда же, да, то, что в Ватикане Евангелие от Иоанна сокрытое где-то, и мы его не можем прочитать, это же правда, наверное, да? Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Но Марат Вердиев, вот, он истинный мусульманин. Не знает он, да не знает. Я его не знаю. Оля хочет сказать, мать Леоверных, говори. Можно мне просто секундочку к Раге обратиться? Здравствуйте, Рага. Здравствуйте. Я вас слушаю, я тоже, как и вы, росла в православной среде, и я понимаю, почему вы так настроены, я серьезно понимаю, клянусь вам, что понимаю. И хочу вам сказать о том, что я думала точно так же, как и вы, до тех пор, пока не стала изучать ислам. Как бы ни обернулась сегодня вот наша здесь беседа в чате, на стриме, сделайте, пожалуйста, одолжение. Я вас приглашаю к Пармату в голосовой чат, и там мы встречаемся каждый день и обсуждаем ислам тоже. И вы увидите и услышите множество людей, таких же, как вы. И все, что вы сказали о том, что бы вы сделали, если бы увидели человека, который нуждается в деньгах или в еде, которому вы с удовольствием помогли безотказно. И я хочу вам сказать одну вещь, что мусульманину запрещено это по Корану делать все то же, что вот вы сказали, для хороших людей, если они неверующие, если они не мусульмане. Как бы вы отнеслись к такому человеку, который бы не поступил точно так же, как вы, если человек нуждается в еде, в одежде, нуждается в крыше над головой? Ему это запрещено. Нет, если только он это не делает, чтобы этот человек принял ислам. Чтобы затащить его в ислам, ему разрешено это делать. То есть есть тонкости, да, и мы бы тебе все рассказали. Мы не претендуем на такие знания, как у Пармата, но у нас кто-то один знает одно, кто-то другое. Мы знаем, где искать ответы на вопросы. Приходи, мы тебе все расскажем. Удивишься. Сейчас ты просто думаешь, что тебя отговаривают, что здесь люди сидят и не понимают, что нужно быть добрым и относиться ко всем одинаково. Нет, извините, Но мы тебе хотим извините. просто... Я не говорю, что надо быть добрым и относиться ко всем одинаково. Такие у меня слова не были. Ну, ты просто говоришь, что к религии ислам нужно тоже уважать, это вера,
других людей, и нужно к этому относиться с уважением. Я тебя правильно поняла? Я говорю, что нужно относиться с уважением ко всему. Либо если ты хочешь иметь какое-то свое мнение, то ты можешь иметь его внутри себя. Все правильно, поэтому я и говорю, что ко всему можно. Но если у тебя есть закон, который тебе говорит, что все, кто неверующие, с теми нужно сражаться, там, уничтожать, руки-ноги рубить, сталкивать на обочину, если он идет напротив тебя. Это уже не то, понимаешь, с этим надо бороться. В каждом аяте, который мы тебе покажем, например, о том, что можно разводиться с малолетними девочками, которые не достигли периода менструации, на это есть статья в любой стране мира. Ну да. Понимаешь? Значит, это не зависит что? от Значит, религии. такие люди не должны... А вот мы тебе покажем, что зависит. Это закон. Это называется болезнь. У человека в голове болезнь. Рага, например, ты знал, что в Афганистане в мае месяце 26-го года дозволили браки от с 8 до 9 лет на маленьких девочках? Почему Афганистан должен склоняться на весь мир? Так он мусульманский, это не только в Афганистане, это и в Ираке. А в Турции так можно? Я вот его слушаю. Турция. Если человек ищет внимание... Там Сейчас, мать тебе подождите, пожалуйста, пришло Господи, оповещение. Боже мой. Я за тебя... Турция. Ну вот, хорошо. Кто-то там сказал... Турция – это демократическое государство, которое давным-давно уже умоляет Европу принять ее в Евросоюз. Это светская конституция, открываешь 1-2 статья, основанная на национализме Ататюрка, светское государство. Ататюрк – это, такой чуть-чуть жестковатый по отношению к исламу чувак был, если что, который там по разным данным оскорблял ислам, там, называл ее религией варваров и так далее. Это государство основано на его национализме. Он Ататюрк, то есть отец турков. Это его государство. Так что Турция – это не совсем пример к мусульманству. Там из мечетей делают бордели, ночные клубы в Турции. Там Хорошо, можно я скажу? Я не хочу. Яркий пример, там шариата нету. Клянусь Господом, я не хочу никого задеть. Стой. Или ты ищешь внимание, вот тебе дают примеры, говорят, читать книгу, да? Читать именно, что написано в исламе. Вот у меня тебе вопрос, вот ты христианин, у тебя в христианстве написано где-то замочить какие-то другие религии там, или другую веру? У тебя написано это? Нет. А почему в исламе это написано, да? И я должен уважать эту религию? Вот ты можешь мне, пожалуйста, ты можешь мне прочти, извини, пожалуйста, ты можешь мне прочти, где это написано? Не давай салам. 9 сура, 29 аят. Толкование, если откроешь к нему, то узнаешь, и что они в Армении тоже делали с вашими церквями, с христианами, с вашими женщинами. Самого авторитетного толкователя Ибн Касира. 9 сура, 29 аят. Сражайтесь с теми, кто не... сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последних... 15 глава, 3 стих. Убивайте мирных детей. И что? Выкиньте что эту такое бутылку. царство? Да не надо, пусть говорит, я могу ему ответить. Не надо его выкидывать. Только без оскорблений. Только без оскорблений. Царство, книга царств и дальше. Вендетта, сободен, давала, то, дадут свой Аллах, вендетта, давала. Здесь же про христианство говорят, не про это. Зачем вообще, да пусть говорит. Мы ответим на его вопрос про книгу царств, хотя я не являюсь христианином, но чуть-чуть больше знаю, чем эти дебилоиды. Бхармат, он знаешь, это, наверное, к чему приводит, то, что вот в книге царств якобы вот там, то, что вот так вот говорится, там это убивает, аннулируйте младенцев, и это типа один и тот же Бог, который был в Новом Завете. Но при этом он мусульманин, прикинь.
Не, смотрите, то, что в царстве книги там сказано, царство это больше историческая книга, описывающая там государство, историю и так далее. Это не религиозное руководство, книга царств. Это элементарное их полностью непонимание, что такое Библия. Они не вдупляют, что это за книга. Просто у них Коран считается прямым словом Аллаха, и они думают, что Библия тоже это прямое слово Аллаха, которое якобы он не спасал через ангела, а какой-то пророк взял и написал это все. Со слов самого ангела, и оно является прямым словом Аллаха. Библия это собрание книг, в которой есть как книги пророков, так и книги исторические. Это собрание разных книг. И то, что там в царстве сказано, там убивали детей и так далее, это историческая книга, рассказывает о первобытных временах и с конкретным народом, который приносил там жертву детей и так далее, чтобы этот грех уничтожить раз и навсегда. Но евреи его не выполнили, благодаря чему мы сегодня имеем такую исламскую мировую террористическую проблему. Выполнили бы плохие иудеи этот приказ, сегодня никаких проблем с исламом мы не испытывали бы. Да, там сказано, там, убейте скот, детей и всех в Ветхом Завете, там, в разных книгах, там есть жесть, но эта жесть, оно не руководство. Оно, когда в те первобытные времена, в соответствии с теми временами, языком, который... У кого-то жесткие писки в микрофоне, блин, шипит, короче, жесткий... Очень сильно, о Господи, слава богам, короче. Это исторический рассказ, просто что было тогда, что было сказано Богом. И все это перетекает у христиан к Иисусу. Иисус несет новую мораль и новое учение. И нигде не говорит, идите, распространяйте, убивайте, соберите банду джихадистов, собирайте дань, унижайте, либо пусть примут ислам или убивайте. Иисус такого нигде не говорит. Иисуса не было армии. Он, можно сказать, практически был бомжем. Проповедовал своим ученикам, а его ученики после его смерти по его приказу разошлись по разным странам и, проповедуя этим народам, кого-то сожгли, кого-то в Армении вообще живьем с кожу сняли с этого какого-то апостола, если не ошибаюсь, это было в Армении, да? Эхнатеп. Наверное, ты это лучше знаешь. Там есть, да, апостолы, с которых кожу живьем срезали, кого-то с высоких башен, как это по-русски? Скидывали. Скидывали, да. Там все 11 апостолов, точнее 10. 10 апостолов своей смертью никто не умер. Единственный только апостол Иоанн, если только не считать Иуду, который повесился. Вот эта бутылка про 3 года говорила там про Ребекку. Подожди, я сейчас ему тоже отвечу. В общем, вот эти апостолы, как бы, Иисус, он приносит, благословляйте врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, приветствуйте врагов ваших. Если вы приветствуете только друзей своих, то в чем эта награда, так делают и язычники. То есть, это вот это учение и мораль Иисуса. Выключи нахрен этот свой песчаный, блин, вайп. Кури его без микрофона. Еще раз микрофон свой включи, пока я не закончу. Включи микрофон еще раз, попробуй. Так вот, нигде Иисус не говорит убивайте, распространяйте или еще что-то. Везде Он говорит любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, поставьте вторую щеку, если есть там и так далее. Короче, вот это философия учения Иисуса Христа. У него в учении нету такого. А вот в исламе Мухаммед приветствуйте ваших друзей мусульман и унижайте не мусульман. Не давайте им салям, а если увидите на дороге, сталкивайте их, унижайте их, берите с них дань и так далее. Поэтому твое вот это свинячье брезгливое, что ты ядом тут разбрызгивал, короче, оно тут не получится, понимаешь?
Насчет Санхедрина, где ты сказал, идиотина, что еврей может жениться, совокупляться там с 3-летней. Вот я открыл Санхедрин 55б. Санедрион, да? Так он называется, Санедрион. Санхедрин 55, Талмуд Б. Вот открыл. Из того факта, что в последнем пункте Мишны указаны 2 причины убийства животного, а именно несчастье и позор, причиненные животным, очевидно, что первый пункт, первая причина, указанная в Мишне, относится к случаю несчастья без позора. А каковы обстоятельства несчастья без позора? Это случай, когда язычник вступает в половую связь с животным. В этом случае происходит несчастье, поскольку язычник казнен, но его позор не является предметом внимания еврейского суда. Гемара отвергает это доказательство. Нет, вторая часть относится к случаю как бедствия, так и позора. Но первая часть учит нас, что даже в случае, когда есть только обстоятельства позора, без бедствия казни, суд обязан убить животное. Хотя в Мишне используется термин «бедствие», возможно, здесь имеется в виду бедствие, связанное с преступлением, а не казнь преступника. А каковы обязательства этого случая? Это случай еврея, который невольно вступает в половую связь с животным. И это точно так же, как случай, по поводу которого Рав Хамуна поднимает дилемму. Рав Хамуна поднимает дилемму, что касается еврея, который неосознанно вступает в половую связь с животным. Какова галаха? Должен ли животное быть забито камнями до смерти? Неужели нужны ли нам и бедствие, и позор, чтобы предать его смерти? И поэтому здесь животное не убивают, поскольку есть позор, но нет бедствия казни. Или может быть достаточно позора, даже если нет бедствия. А ты точно то читаешь? Я бы хотел бы поправить. Это вроде не по теме. То, что... Можно я этому Сапарбеку отвечу? Он имеет в виду... Ты сказал, что ты Нет, ты говоришь про Ребекки... Не, про Ребекки и 3 года он утверждает. Он имеет в виду, что типа этот... Не, он Исаак... не Ребекка говорит. Нет, он не Ребекка. Он буквально написал, что... Подожди, пожалуйста, я знаю, что он написал. Он буквально написал, что еврею можно вступать в половую связь с 3-годовалой. Потом я попросил его источник, и он написал Санхедрин 55б. Этот идиот не знает, что такое Санхедрин. Не, он, кстати, по полной опростоволосился, потому что это не написано там в Санхедрине. Я вот почитать. Это я есть почитать Берешите, про это хочу, да. Это Берешите я про это вроде хочу. есть. Это Я хочу Берешите про это раба прочитать. Бля, вы такие странные люди, блин. Вот я открыл 55б Санхедрин. Вот. Сефария.орг. Он тебе не то скинул, 55. прикинь. 55б. Вот я открыл его. Читаю. Он тебе вообще не то сказал. Из того факта, что в последнем пункте Мишны указаны 2 причины убийства животного, а именно несчастье и позор, причиненные животным, очевидно, что первая причина, указанная в Мишне, относится к несчастью без позора. Каковы обстоятельства, бла-бла-бла, что я только что и читал. Нету тут нигде. Вторая часть, каковы дилемму Харовима, Рав Хамуна поднимает дилемму, что касается связи, если совершена половая связь с животным тут, каково наказание обсуждается. Санхедрин, чтобы ты понимал, это просто суд. Там иудеи свои раввины, много раввин. Пожалуйста, можно мне? Там раввины делятся своим разным мнением. Это как бы суд, на котором там 77 мудрецов раввинских бывало. Это до 5 века, по-моему, до 3 века то ли он действовал, этот суд у евреев. Это государственный суд, где религиозная и политическая, в общем, судебная система была в единую. Господи Боже мой, я не могу понять, каким это образом человек поднимается и сидит с открытым микрофоном. Каждого прохожего вендетта поднимаешь. Странный человек. Вот они сидят на этом суде и обсуждают, что можно, что нельзя. Вот я тебе прочитал из этого суда, где они обсуждают. Вот раввин один
Йосеф, Рав Хамуна, они делятся своими мнениями относительно совокупления с животным. Где 3 года? С Я девочкой. 100% говорю, он тебе это рандомом сказал. Это в Берешит Раба есть Я вообще такой. не понимаю, откуда они взяли 3 года, потому что там, когда читаешь, и оказывается вообще там 20 с чем-то или 30 что-то такое. Так я могу Нет, прочитать, нет, откуда это это в они Бере- с пальца высосали эту Это в тему. Берешит Раба такое и есть. Но видишь, он даже не знает. Видишь, он просто Санхедрин 55 от балды сказал. Вот, Это всё, проверяйте. поздняя Он думал, типа, не раввинистическая проверит. традиция. Это поздняя раввинистическая традиция Теперь, просто. теперь с девушкой, с женщиной, с девушкой нельзя жениться на ней, жениться даже, да, без ее согласия. Да, вот только типа, чтобы вы могли понять. То есть ей 12, 15, 16, 18 лет, без ее согласия, ну это написано, ты не имеешь права на ней жениться. Да О я чем понял, вообще сейчас идет мода, речь? Леон, сейчас А мода, где они мне вот, написано, кстати, можешь мне сказать, один пожалуйста? придурок скидывал, я эту тему изучал. Вот тут мне этот что Грок выдал. В Бытие 24 вся глава о сватовстве. Ревекка описывается как Нара, молодая женщина, девушка брачного возраста. Очень красивая дева, с которой никто не был знаком. Она самостоятельно черпает воду и поит 10 верблюдов. Как может 3-летняя девочка 10 верблюдов поить? Она сама дает согласие на брак. И вот именно на основе Ревекки, короче, это вот одно течение какое-то у вас есть, сейчас вот это дочитаю. 3-летний ребенок физически и умственно не способен на такое. Это описание взрослой девушки, а не малолетки. Библия нигде не называет ее возраст, цифра 3 года, это поздняя раввинистическая традиция. Седер Алам Раби, там, в 2 веке нашей Это эры, и комментарий Там Раши. ясно написано, что можно в 3 лет. Это в Берешит Да, Раба. так я читаю. Да Основано задолбал ты с Подожди. Берешит Раба. Мы про Берешит Раба не говорим. Зачем ты ее вбрасываешь? Подожди. Основанная Береш- на спорных хронологических расчетах, это смерть Сары плюс рождение Ревекки. Ну, Мири, Многие Лашо, еврейские давай. источники дают другие цифры. Ну, Чё точно ты не 3 сбежал, года. блин? Господи, боже мой. Че ты Нет, сбежал? Где ты тут Хама. написано? Вот я открыл. Я не вижу тут нигде, что можно с 3-летней. Где ты говоришь, это написано? Вот я открыл его, нету тут Я, его. кстати, тоже это не нашел, я хотел тоже найти. Но есть Так такое, вот, говорят, Грок- что есть Берешит Раба. Берешит Так Раба в Грок вот трактате пишет, есть такое. Грок пишет, что Про Ревекку, по крайней мере. Смотри, тут ключевой вот пишет в конце итог Грок. Ты берешь спорную раввинистическую традицию, не саму Тору, чтобы оправдать достоверность Сахих Хадисы Айши. Если даже Ревекке было 3 года, то не делать 9-летнюю Айшу нормой для продажи, который якобы послан для образец для человечества. Ну, короче, не было это нигде в Торе. Что там написано в Бытие 24, самой что она Торе, самостоятельно черпает воду и поит 10 верблюдов. Как здесь Блин, вы можно было сами сделать, себе что 3 придумали года? аргумент, а потом на него отвечаете. Какого хрена вы это делаете? Причем тут Ревекка? Он про Ревекку не говорил. Он написал, с 3-летней можно совокупляться. А потом он про говорит Ревекку источник. имел в На виду. источник отвечает Санхедрин 55б. Зачем вы сами себе создали соломенное чучело, а потом целый час опровергаете его? Пусть он сам это скажет. Но он Вот атом Болтус, он, видишь, он даже не знает то, что он Да, он если приводит. он Болтус, пусть он сам, я, короче, с ним справился бы. Если Болтус, пусть он источник покажет, либо не балаболит нахрен. Опустил бы его и выкинул бы отсюда. А сейчас вы ему дали самому сбежать. Подожди. Вот атом пришел. А правда, что Если в Библии ты так- можно трахнуть свою дочь? Если ты так будешь базарить, ну, шлюшкой станет ты, твоя мать, твоя дочка, твоя сестра, твой Аллах, твоя мать Айша, правоверных и так далее. Поэтому фильтруй свой базар и разговаривай как Я вызываю один... на время превратись, внимательно слушай, сын шлюхи, внимательно слушай, сын шлюхи, внимательно слушай. На время притворись человеком и говори нормально. Если не можешь, то иди домой.
Не, ну вот в бытие тут говорится, что на 10 верблюдов, например. Они с этого хотят вытащить, типа, что она вот в одном из... какой-то раввин там, типа, предположил, что ей 3 года, короче, было. Я понял. Хармат, когда играл в пророка Мухаммеду, он сказал то, что наш пророк, мусульманский пророк Исхак, женился на ней в 3 года, все нормально, типа. Все. Ничего такого. Алхамдулилля. У него подкаст был с Мухаммедом, если что, смотрите. 100%. Надо будет сделать. Вторую часть. Да сейчас, это вторую модная часть тоже тема. надо, да. Сейчас это модная тема с 3 годами, короче. Они Я прям их крутят эту допытываю. тему. Я их допытываю, как они вообще поняли, что это Аллах, когда его отец был Абдуллах, раб Аллаха, такого Аллаха. Потом, как они поняли, что он пророк. А почему? Вот он симфония. А почему, я спрашиваю? Раз они не могут объяснить. Выключите микрофон, ребят. Сейчас это модная тема с 3 годами. Я не знаю. Я Каждого извиняюсь. прохожего поднимают. Да. Это Если они не корректор могут вот этот. объяснить, если они не могут объяснить простые вещи, базу, а есть в каждой вещи есть фундамент, какая-то база. Если они не могут объяснить, что как они поняли, что он пророк и такие вещи, что там читал, что там дали, значит нет такой религии, значит это нет ислама. А я могу, значит, собрать по их системе и сказать, вот, например, Прометей он пророк. Ну, так же, как вы и сказали, так и Прометей пророк, или Вендетта пророк, или другой пророк, понимаешь? То есть у них все склеено очень плохо как-то, все так, нету базы, нету фундамента. Нету, ничего нету. И не будет. Они сейчас уже не отрицают это все. Они хотят придумать такую темку, короче. Типа вот мой сосед колется, короче, нам тоже типа можно колоться. Хотя на самом деле его сосед не колется, ему померещилось. Вот эта тема с курашитами, это вообще тема какая-то. То есть получается в исламе это элита, да, а все остальные это так, пыль. И вот эта пыль дерется за ислам. А те, которые себя считают избранные курашиты, да, вот они там мусульмане, арабы, они сидят спокойно себе, отдыхают, уже кайфуют. Даже зайдите, что Арабские Эмираты и другие страны поменяли вообще риторику. Они даже поменяли обучение в школах. Даже дошло до Израиля, да, что это страна сионистов, как они нам говорят, да. Дошло до того, что праздники можно справлять христианские, еврейские праздники в Саудовской Аравии, в Дубае. Почитайте. То есть А у вас, кстати, христианские праздники празднуют? Да, тут спокойно сидят, тут много христиан. Теперь как сказали, самая безопасная страна для христиан — это Израиль. Теперь, что получается у арабов? Они дают заднюю. Если бы не этот черный камень, они давно бы уже отошли бы от всего. Потому что это тащит только вниз. Они хотят технологии, нормально жить. А вот тех, которые они захватили, да, когда-то, сделали их рабами, и сейчас сидят, махаются лифчиком передо мной и кричат воистину ислам. А когда ты спрашиваешь какие-то базовые вещи, базовые, элементарные, они не могут ответить. Я даже, знаешь что, пошел к этим ямамам, блин. Вот они сидели там да, зашел, не может он ответить. Ни на арабском, ни на английском. Он сидел, чесал репу. Все, приехали. Хармат, что ты думаешь насчет того парня? Его уже прошили, да? Как думаешь? Да, он уже потерян. Там уже ничего не получится. Не, он ищет внимание просто. Он ищет внимание. Он нормально ищет. Он уже все. Он завтра новый блогер, который в Ватикане скрывают Евангелие от Иоанна, который будет там что-то нести. Интересно, что жена
этого Мухомора, хотя Мухомора не было. Мухаммада не было в истории. Нет такого человека. Его жена и ее дядя или двоюродный брат решили, что он пророк. И вот все это время он там катался там 5-10 лет, 15 лет. А потом в него стрельнула вот эта мазь пошла, и он стал пророком, типа все его признали. Когда у него появилась армия, деньги, когда он убивал, захватывал, страхом захватывал, да? Хотя бы историю почитайте про этого человека, кто он был, что он был. Зачем пророку армия, зачем захватывать деревни, грабить караваны. Если бы, Леон, если бы они что-то читали бы, они в первую очередь прочитали бы хотя бы про свою религию. Это люди не читающие, это зумеры. Вот он посмотрел, ему нравится какой-то мусульманин бородатый. Все, он уже ислам хочет. Так читать он никогда не будет про него читать. Он будет там видео смотреть, там какого-то там хиджаба, который очень сильно четко разносит кого-то там, христианина, и все. По сути, его жена же первая, она была богатая. Конечно, она хочет, чтобы... Хармат, конечно, счастливый. Мне с одной стороны мне с одной стороны не жалко таких людей, потому что лучше им присесть на бутылку хорошенько, как бы, да, и потом понять, что это такое. Вопрос, просто интересный вопрос. Он прятался где-то в пещере, да, вот включаем логику, пришел домой, что-то он боялся, она говорит, что ты боишься, что-то там было, а она пришла к какому-то дяде, двойному брату, он сказал, это, наверное, ангел Джибраил, наверное, давайте так. Тот сказал в пещере читай, тот читать не умеет, то есть ангел тупой пришел, знаешь, такой, непонятливый, он не знает, что, оказывается, Джибраил не умеет читать, а что он ему дал читать, где это написано? Что он ему дал хотя бы читать? Леон, ты постоянно с этим, блин, ой, господи, я вот сколько вот слушаю вот эти эфиры, ты постоянно с одним и тем же. Ты хотя бы скажи то, что есть хадисы, где Мухаммед берет Тору, он просит Тору ему, чтобы подали, сами иудеи, ее на подушку ложит и ее почитает. Он по Торе наказывал прелюбодеев, он по Торе там еще кого-то наказывал. Он, короче, Тору, в принципе, почитал. Ты вот это хотя бы вот делай аргумент. Я тебе объясню. Ты уже полгода одно и то же говоришь, я тебе объясню. Стой, я тебе объясню мою эту риторику. Я не хочу идти дальше, потому что база. А когда базы нету, когда база уничтожается, ее нету, значит ничего не было. Ты понимаешь? Теперь смотри, для нас понятие священная книга. Что такое священная книга? Когда она не изменяется там, да, священное писание, вот сказал так, как и есть. Да, например, вот дали заповеди евреям. Вот они следят, и хорошие, плохие, неважно, они сидят и соблюдают. Но там в Коране, оказывается, есть понятие, можно, именно Коран, мы уже не говорим про хадисы, можно заменить, улучшить, уничтожить, добавить эталона, он говорит, он стер. Есть в Коране написано то, что Тора является руководством, истинным руководством. Тора и Коран. Ладно, не слышишь меня, я не хочу на это ставить ставку. Получается, я возвышаюсь, иду спор между собой и ними. Не хочу этого делать. Я показываю, смотри, что происходит. Что понятие нахс, да, заменяет, уничтожает именно Коран. То есть Коран — это священная книга. Когда тебе говорят 6 сура, 115 стоят и другие вещи, не прибавь и не убавь. Мое слово закон, да, я уже забыл там. Я знаю, что будет наперед. И то, что я сказал, так и будет. И кто нарушит, я вкратце говорю, да, кто нарушит мое слово, тому будет казнь. И как я сказал, так и будет. Я знаю, что будет наперед. А там уже идет 2 сура, 106 аят, она начинает менять, заменять. 3 раза дополняет это хадис, этот аят с этим спиртным, потом законы там с этим. Я уже читал это, показывал. С этим. Куча вещей изменяется. А сура меч и меча
вообще уничтожает 100 сур мирных. Вообще уничтожает. Она просто их стирает в пыль. То есть книга сама себя противоречит. Мало того, что там нету последовательности, да? Там нет цепочки. Она показывает, что эта книга недостоверная. Как может Священное Писание уничтожаться? Стираться. Мало того, они еще взяли книгу... Леон, Они еще взяли свою Леон, книгу, да. уничтожили, сожгли. Прикинь? Леон, я бы хотел бы добавить, почему он сожег? да, интересно. Меня интересный вопрос. Почему он сожег Коран, вот Прометей? Вот это священная книга. Почему они сожгли эту книгу Коран, а потом переписали заново? Что, не Холодно понравилось? было, холодно было. Холодно было. Может, бумаги не хватало там, я не знаю, чтобы подтереться. Это, Леон, я хотел тему одну изучил, хотел, кстати, у Прометея спросить, у Ты не придумывай, они сожгли, они потерялись, они именно сожгли, не придумывай. Холодно было. Ну, может, грели одно место, там, я не знаю, как Каляка или кто-то. Да, я хотел сказать. Эти книги Коран, подожди, он попросил все книги собрать и сжечь. И потом он написал новый Коран. Получается, кто написал Коран? Не пророк, а какой-то шлумазл. А? Да, я хотел бы тему поднять. Насколько я знаю, короче, Мухаммед в самом Коране нигде, по-моему, с Аллахом не встречался. Как бы он только в хадисах же, да, описывается эта встреча. Я вот это хотел у Хармата узнать. То, что он там с этим, с Моисеем... Это трофейный язык у нас. Трофейный язык, поэтому говорим на нем. Да, то, что Моисей ему говорил, сколько там молитв, 50 молитв, да, вроде, это в хадисах пишется. А то, что он ни разу по-моему, кроме одного раза, и то это через 10 лет, по-моему, произошло, он якобы встретился, и это в хадисах описывалось, а в самом Коране этой встречи нету. И все это время непонятно, как бы, от кого он эти откровения или что он там получал. А трофейный язык арабский, это разве не для монголов является трофейным языком? А вот почему? Смотри, задумайся, да, Леон, задумайся. С Моисеем Бог Всевышний встречался, а с этой обезьяной, которая последняя печать пророков, да, самый последний, самый уважаемый якобы, с ним что-то он не хотел встречаться, там явиться ему в пещере. Я другое скажу. Смотри, как они опустили все, сами себя опустили, и даже своего всех. Что получилось? То есть Моисей говорил, сколько надо раз им молиться. А Бог, оказывается, не знал, сколько им молиться. Понимаешь? И вот он бегает туда-сюда, а Моисей говорит, ты что, бля, конченый? Говорит, 50 раз это много, твои люди не смогут. И он раз обратно бежит. Ты что, тупой? Говорит, 20 раз нет. И потом доходит до 7 раз. Ты понимаешь? Никакой логики, ничего. Вот сидишь со стороны, и получается, что Моисей как бы главный командующий там, и он, оказывается, всем правит. Я вот, ты знаешь, их послушаешь, вот честно, не обижайтесь, но логики никакой нету. Вот настолько все... Так это же путешествие с Моисеем, это на Аль-Бураке, это важный момент, как бы. Аль-Бурак, Моисей и встреча с Аллахом, там, это все связанный момент, как бы, который происходил в моменте, насколько я понял. На 7-е небо, то, что он там полетел на этом осле. И за 10 лет там или 11, сколько там, он до этого как бы только с Джабраилом общался. И то. Это по его словам. Во всем священном писании, когда ангел является пророком, он всегда говорит слово «не бойся», потому что люди боятся. Он представляется: «Я Гавриил, стоящий пред Богом». Это везде, вот на протяжении Библии там написано так. А здесь является ангел и не знает, что он не умеет читать, писать, как-то тоже непонятно.
Не, ну тут логики нету. Человек утверждает, что он последняя печать там всех пророков, это как бы на себя такой социальный статус ставит, что после него пророков не будет, и это, что это, да, что это самая окончательная, как бы совершенная этот религия, которой больше не будет, после которой. И с ним никто здесь... Главный вопрос спроси. А как они определили, вот эта его жена и с этим дядей, с братом, не знаю, с тетей, что это был ангел Джибраил, когда они там не были, и не видели, не слышали? Вот как это, вот это, наверное, сработало, вот это, да? Вот это интересно мне тоже, да? Понимаешь? Ну, тут же... Тут просто, ну, как бы спрашиваешь такие сами вопросы сам себя, и что-то много не клеится, непонятно. И поэтому я прихожу, спрашиваю мусульманов, кто-то, может, поднимется мне, на самом деле уже объяснит, как вы определили, что он, блядь, пророком стал, вот этот шлемазл. Или был он вообще? Так Кто это это еврей, вообще такое? это еврей же определил. Он же у него спросил, я тебе 3 задам вопроса, и на эти 3 вопроса, если я отвечу, значит, ты пророк. Это еврей ему сказал. Евреи, наоборот, И потом принял ислам после его А когда он пришел, ответов. когда он пришел к евреям с этой Камасутры, они почитали, сказали, а ты что нам Тору тащишь? Ну, первый раз. Он, да, и убежал. Типа такое тоже было, да? Ты не пророк. Не, ну Вот. просто вдумайтесь, он последний как бы пророк, да, якобы там печать там пророков, сколько титулов там на него повесили. И с ним Аллах не хочет встречаться там 10-11 лет, и кто-то там с ним в пещере там встречается там. Что это такое вообще? Просто логике не поддается. Жена была богата. Нет, Жена нет, была богата. подождите, там ему еврей задавал вопрос, 3 вопроса ему задал. Не помню какие, но Пармат, наверное, Ну, до лучше этого знает. же его душили в пещере же там. Ну, его душили, но... Почему ребенок иногда бывает похожим на отца или на мать? Да? Что первым покушают в раю, что будет первым предзнаменованием часа? А вот это сперма в ребре, это вообще ума, блин, это... Почему? Леон, вы еврей, да? Да. Теперь, Ну, теперь что происходит? это- Самое интересное. Она была богата, Леон. она богата. Да, еще не забудь добавить, что у него 30 быков сила была, что он там в неделю обходил Она всех была своих богата. этих... 30 Здесь все мужчин, понятно. Она была, 30 мужчин. она просто, она была богатая женщина. Ей надо было, чтобы ее шлемазл тоже какое-то влияние был. И вот под этот соус они подняли вот эту шумиху. И даже заплатили кому-то денежку, даже добавили это. Когда она откинулась, он пошел уже грабить, кидать, армию иметь. И вот все под этим соусом, вот это все и поднялось, понимаешь? Вот и все. Потому что ей было выгодно, чтобы он поднялся, стал каким-то сильным там влиянием. Вот и, потому что она богатая была, очень богатая. И под весь этот соус поднялся. То есть определила, я вам мусульманы подсказываю, определила его пророком его жена и ее двоюродный брат, там, дядя, там, тетя, бабушка, кто угодно. Ну вот и все. Вот здесь и заканчивается вот эта сказка. Короче, пока На Хадиджа старте была прям. жива, они На ими паруса старте. надули, а дальше он сам уже. А дальше он пошел, взял меч в зубы и побежал. Бисмилля. Леон, дай по-братски один вопрос Хармату задам. Маршаль всех, кого не видел, приветствую. Хармат вчера не успел задать вопрос. У Локи было на стриме, он говорил, есть хадис, где говорится о том, что отец Мухи умер за несколько лет до его рождения. Хотел уточнить это. Реально есть такой хадис? Что это за хадис? Я не знаю об этом, не могу сказать. Маршал. И еще один был вопрос. Аятуль Курси же называют величайшим аятом Корана. Есть же такое? По-моему, он первый. Не если понял. я не ошибаюсь. Нет, он не первый. Не первый. знаю. Величайшим аятом Корана его точно называют. Не Аятуль знаю. Курси. Они Он же не от путали. шейха, получается. Аль-Фатиха первая, да, все, ошибся, извиняюсь. Не первый, я говорю, Нет, величайший. не спосланы. Не спослана первая сура Аль-Аляк, сгусток. Не первый, Читай я во говорю, имя величайший. Господа твоего.
Я не знаю, не слышал никогда об этом. Ну, про аятуль курси так обычно говорят. Он же от шайтана получается. Аят от шайтана. А шайтан это те, которые про Альманат, Алюзу и про Аллат. Вот про них, наверное, ты имеешь в виду. Сатанинские аяты. Ты про это имеешь в виду? Аятуль курси, да. Нет, не про Аль-Курси, а именно вот про эти сатанинские аяты. Нет, А можно номер аята? Это какая сура, какой аят? Сатанинские аяты. Пятая сура вроде, 32-й аят, если не ошибаюсь. Ой, подожди. 50-я сура... нет. Сейчас за компьютер сяду, скажу. И еще там был момент, когда Хадиджа муху повела к своему двоюродному брату Вараке. Он же говорил ему как раз, что к тебе явился тот же ангел, что явился и к Моисею. А к Моисею же ангел не являлся, с ним же Бог напрямую общался. Пятьдесят третья сура, 20-й аят. أشهد أن بديف رسول الله أشهد أن بديف رسول الله حي على النبي حي على النبي Как он читает. حي على النبي حي على النبي Истинный верующий может пустить слезу. иногда в ресторан. Как он читает. Как он читает. Хамот сделайте. Каткамати салат. Оливье, винегрет, цезариус. Первые ряды становимся, занимаем первые ряды, туда намаз сделаем джаматовский. Мне сегодня Ибраим кое-что отправлял, включу там для разрядки. 53-я сура, 19-20 аят. Когда он встречал этого города шейха, уважительного человека, отвечающего за этот город или село, он слезал свои ослихи, с ослицы слезал и говорил: держи голову этой ослицы, пока я буду совокупляться с этой ослихой. Клянусь Аллаха, 489 страница. Если он говорит, не буду, если говорит, земля, говорит, его держал, шевелиться не оставлял. Ему один выбор остался, должен был держать голову. И он это держал, и шейх
совокуплялся с этой ослихой, и позорился их мэр города или сельсовет этого села. Ишака жалко. Ишака жалко. 53 сура, 19-20 аят, если что. На Кавказе своеобразный такой исламчик был. Всем добрый вечер. А можно вот Пармату задать один вопрос быстро, пока есть возможность? Пармат, привет, дорогой. А вот скажи, пожалуйста, а получается то, что ты, ну, самый первый, да, вот из пацанов, вот там, из Вендетта, из Локи, из остальных ребят, получается, ты самый первый, да, начал вот так открытую критику ислама? Если можно, пожалуйста, расскажи поподробнее этот момент. Подробно говорить привет, у меня нету времени, ну да, получается. Понял, от души, спасибо. Ну, до него еще были чеченские язычники. Это было еще в 2021 году, наверное. Но они были не настолько популярны. Я с Парматом через... Алпан был. Алпан Еще Элистан Жхой был. Иллюминат есть такой парень еще, вот тоже. Я его Да, слышал. иллюминат это, ладно, не иллюминат. Иллюминат он русский. Я именно, если говорю именно насчет чеченцев, то Алпан Элистан Жхой. Я Он иногда был не еще в могу 21 поверить. году. Иногда не могу поверить, что я слышу вообще вот от Пармата, от пацанов просто слов нет. А ты можешь... брат, кстати, ты можешь поверить то, что ты, например, вот лежишь на диване, оголил свое бедро и голень, и к тебе заходит твой тесть, и ты, не изменяя свое положение, просто с ним разговариваешь. Ты можешь в это поверить? Да я уже это все, брат, ну, я слышал. Я не к тому, что как бы я отрицаю то, что я слышу, а просто, ну, сам факт того, что это существует, и Пармат это озвучивает, вот этот момент. Я слышал продвижение чеченцев там, как бы, ну, вот этот, как бы, течение Ноя, как бы, или как, я не, ну, в Америке слышал, с одним чеченцем я разговаривал, он говорил, что там, ну, как бы, достаточно, насколько я понял, много там людей, которые вот сместились с ислама на вот этот, там, ну, заповеди Ноя, или как это называется. Да Ной здесь при чем? Ой, господи. Нет, это вообще тоже... Это вообще тоже... Не, модная тема, я имею в виду, модная, насколько я понял, тема, это не старая, как бы, а новая, как бы, тема такая. Нет, это вообще не то. Нет. Это вообще не то. То, что Нохчи и Нох, Нуах, там Нох, это вообще никак не связано. Вообще никак не связано. Узер 272, там 47, там или как. Вот ответь на вопрос, у тебя вот это в народе нормально или нет? Нет, Ну, а брат, чё мой мне народ, сказать? мой народ был, вот как Хармат уже много раз повторял, рассказывал, он был покорен, ему ислам был насажден, а через поколение уже адаптировался, так сказать, в психологии людей и стал как бы, ну... у тебя... ты не в войнах, что ли? Не, брат, не в войнах. Ну, в любом случае, у тебя в этом народе, если так есть, просто ответь. У тебя это нормально или нет? А с какого ты народа, юзер? Мы из одной группы, мы все нахско-дагестанские, так сказать, народы, вот, поэтому все, что вот как раз пацаны говорят, очень мне как бы и откликается, вот, поэтому и вот, такое уважение, так сказать, пацанам. Ну вот даже вот насчет этого ты как вот ответишь на этот вопрос? Ты своего тестя можешь, не изменяя положение, с оголенным бедром и голенью встречать? Да нет, конечно, брат, что это так нельзя.
Даже в обтягивающих штанах там не могли сидеть, допустим, сыновья при отце, то есть у вас вот такие там даже были раньше эти установки. Юзер, а кто ты по национальности, если не секрет? Да я не лезу, я же просто спрашиваю. Чего А вы мне нету правду никакой, начинаете? нету никакой проблемы ответить, я табасаранец был. Есть такая народность. О, табасаранец, о, крутые ковры, кстати, делаете, молодцы, Да, прям да. реально. Ну, так сказать, не только этим этот народ славен, вот поэтому, ну, а в целом, конечно, ковроткачество это, ну, такое Это медитативное ваша состояние. фишка, вы крутые ковры делаете в любом Есть случае. такой, брат, да. Спасибо, да, за такое подмечание, очень приятно. Лезгинская группа языков. Лезгинская Ну группа вот, народов. кстати, есть уже научное обоснование этот момент, так сказать, опротестовать, парировать, что есть там научные исследования, вот есть наши табасаранские исследователи, которые открыто заявляют, что нет, не из одной мы группы, это абсолютно самостоятельный и обособленный язык. Вот. Ну, по крайней мере, это последнее сведения, что я слышал об этом. Юзер, а ты когда вообще выскочил? Точнее, из-под бутылки вылез В ислама? лет 20, брат, в лет 20. У меня просто вот именно 18 лет вот моего совершеннолетия в моей жизни такая произошла трагедия, которая дала мне безлимитное время для изучения, поглощения информации. Вот. И вот мне, наверное, было лет 20, вот точно, может, чуть больше, чем меньше. Когда я понял, ну, вот это все, вот как сейчас популярно говорить, все вот эту вот матричную структуру о том, что религия это как некий эгрегор и, ну, все, что с этим связано, такие эзотерические моменты пойдут, вот. Но я как бы, собственно, понял, что это, ну, не то, что может быть истинное, если вот выражаться в исламской терминологии, вот, и это дало мне базу, почву, как сказать, ну, через это переступить и двигаться дальше. Но я помню, вот если в двух словах хотим поделиться, вот такое было, но я думаю, все через это приходили, кто выходил, испытываешь чувство тревоги, страха, переживания, там, потому что, ну, родственники, сам думаешь, может, ты что-то как бы неправильно совершаешь, а потом по мере того, как взрослеешь, образовываешься, узнаешь новую информацию, понимаешь, как бы, ну, что, да, это естественный, как бы, такой эволюционный скачок человеческой психики, когда он понимает, что, ну, он гораздо больше, выше всего вот этого, то, что нам, так сказать, и, ну, в голову вбивает самого с детства. Узер, знаешь, вот, по крайней мере, поделюсь своими как бы измышлениями, так сказать. Я тоже когда-то вышел как бы из своей религии, и вот я сейчас вот понимаю то, что лучше быть в поиске, чем вот верить в Бога, который приказывал аннулировать младенцев, который приказывал там все по жести делать, который приказывал делать дело не совсем хорошее с пленницами, там и так далее, жениться не на совсем взрослых женщинах и так далее, и так далее. Лучше уж быть в поиске. Если у тебя вот когда-то такие были мысли, то что типа вот во что верить, куда верить, что делать, куда потом попадешь, в рай, в ад, там и все такое, вот если даже такие мысли есть, лучше уж тогда быть в поиске. Вот у меня такие были типа мысли. Ну и есть до сих пор. Но, по крайней мере, вот эта интерпретация не совсем как бы подходит в любом случае. Юзер, хотел бы уточнить, ты говоришь 20 лет, а сейчас тебе сколько лет? Это давно было? 35, брат. 35 лет мне сейчас. О, завидую белой завистью, брат. Чему, брат? Этому возрасту, этой цифре? Или вообще? Не, то, что ты так давно, как бы, да, просек это дерьмо. Осуждаю. На самом деле, вот даже порой нет слов вот, выразить не то чтобы вот этот момент восхищения, да, вот тем, что делают пацаны, а вот насколько это вот чисто кавказский дух вот в поисках свободы, да, в поисках
правды и то вот как вот действительно Прометей, вот свет несет молодым пацанам, вот сколько ребят, да, я на самом деле тоже, ну, вот, наверное, не будет скромно сказать, вот 60%, вот, наверное, моей информации, что я сейчас осведомлен об исламе, это вот благодаря Бхармуту и остальным ребятам. Я, конечно, знал вот о деструктивных, да, вот этих элементах в исламе, но то, что какие подробности я еще больше узнал, вот, наверное, уже где-то месяца 4, может 5 вот за Параматом слежу, и я, конечно, ну, просто диву даюсь, вот нет слов иногда выразить, конечно. Что, и вот еще больше вот этот момент, одновременно сочувствие, да, тем, кто как бы находится вот в этой структуре, и вот одновременно, ну, думаю, что как-то, блядь, Но главное, чтобы не было ненависти к этим людям. ненависти нету, брат, абсолютно никакой, просто понимаешь, Мусульманам вот, никогда не нужна ненависть, тем более вот если это твои родственники, они ну, в этой религии находятся, к ним не надо ненависти. самый просто главный момент. Этот момент очень, я бы сказал, тяжелый, как бы, когда тебе вот эта масса, как бы, смерти желает из-за твоих взглядов, как бы, и этот момент очень тяжелый, брат. А здесь можно включить Иисуса. Здесь можно включить Иисуса. Его философию можно включить в этом плане. У меня вот в моей жизни самый волнительный момент был, это вот именно разговор с братом родным. Я вот ему, ну, как на духу выложил то, что, ну, я теперь, так сказать, вне этой системы. Я больше переживал, как он на это отреагирует, потому что там в юные годы у нас в Дагестане, да и в принципе, как и там на части территории Кавказа были антитеррористические все эти операции, и вот эти, ну, ваххабистские движения были, у меня туда ушли некоторые родственники. Да. И брат мог тоже туда... Ты прикинь, сколько молодых пацанов из-за этого погибло. Да, брат, да, к сожалению. Сколько ребят в Сирию уехало вообще, тоже вот там, вот этот год, я помню, 13, 14, 15 года, очень много кто с Кавказа туда пацаны поехали. Поэтому. И все, я слышал про это, и мне очень больно от этого. Думаю, пройдет лет 10-15, когда Бхармату будет уже лет 50, он будет такой седой мужчина. Вот, я думаю, ситуация кардинально будет уже другой. Да и в принципе само человечество развивается, технологии развиваются, информативность развивается. Вот сейчас тем более век такой вот этих коротких роликов, можно там за 1,5 минуты там целые труды, как бы, ну, какой-то вывод, такой выжимку из этого сделать. И очень много в России стараются отключить все это, как бы, вот я с родственниками общаюсь, насколько понимаю, для них эта эра технологий не доходит, нейронки и все остальное, то, чем можно пользоваться сейчас, в данное время. Я вот ни в коем Я говорю про взрослых людей, не про молодых говорю. Ну, взрослые, конечно, брат, там есть такие видеоролики, я видел, как одной бабушке показывают, как там, ну, какое-то чудо происходит, она такая, вау, это не может быть, а это, ну, просто нейронка, как бы, поэтому... До взрослого поколения тоже доходит потихоньку, но им, ну, просто им же будет невероятно сложно перестроиться на какую-то новую парадигму в жизни. Тут они верили всю жизнь, так сказать, в одну парадигму, а потом бах, это оказывается ложью, и им, конечно, очень тяжело, да. Вендетта заблокирует этих тварей, которые там специально пишут плохие вещи, чтобы что-то плохое произошло. Пусть поднимется. Я могу выйти, братцы, если что, без проблем. Давайте я выйду. Давайте, удачи вам. Береги себя. Давайте, счастливо. Салам алейкум, ЖС. Что за суета здесь? Тебя включить, брат? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Что за здесь суета такая? Здесь ислам критикует, да, здесь критика ислама. Смотри, что здесь происходит, я тебя включу. Он какой-то город заходил, это шейх Али Ухайш, когда город заходил, когда он встречал этого города шейха, уважительного человека, отвечающего за этот город или село, он слезал свои аслихи
со ослицы слезал и говорил, держи голову этой ослицы, пока я буду совокупляться с этой ослихой. Клянусь Аллахом, 489 страница. Если он говорит, не буду, если говорит, земля, говорит, его держал, шевелиться не оставлял. Ему один выбор остался, должен был держать голову. И он это держал, и шейх совокуплялся с этой ослихой. И позорился их мэр города или сельсовет этого села. Инна лиллах ва инна илейхи раджиун. Обсуждаем эти дагестанские традиции. Не, Ну, дагестанские именно традиции, дагестанские. они такие же, как и общекавказские традиции. Здесь не надо их обсуждать. Это общекавказские традиции, ничего здесь нету такого. Ну, некоторые. Шалом, кого не видел, всем шалом. Салам алейкум, да. Ва алейкум ассалам. Привет, Лазик. А мой ва алейкум ассалам как принимается, не? Если я еврей, там все такое. От кафера не принимается все. Лазик, не позорь мои седые волосы, пожалуйста. Я не знаю, что ты вообще позоришься постоянно, когда я разговариваю. Ты давай сам за себя, я сам за себя. Я иногда... Какой салам? Ты чё? В смысле какой? Ну, тот же шалом, как бы только на арабском получается. Они взяли там на арабский этот лад перевели. То же самое, как пророков забрали у нас и все такое. Тоже имена поменяли, как бы, да. Не так, чтобы было более понятно, как бы, это говорю на арабском. Не понимаешь, на иврите, так я на арабском говорю. Кстати, меня интересует, вот шалом алейхим есть. А как в ответ отвечают вообще? Алейхим и шалом. Так же получается? Ну, алейхим и шалом так же и получается, да. Ну, семитская группа языков же. Близкая. Это то же самое, как бы, да, просто как бы это получается, да, они взяли, на арабский перевели. Ну, то же самое, как взяли там, Авраама, назвали Ибрагимом, допустим, да, что-то вроде этого. А это не имеет никакого как бы религиозного значения. Это просто мир желается, как бы вот ты пришел, мир пожелал. Мир говорит тебе в ответ, говорит, и все. Религиозно, как это Любая. Я теперь понял, что китайцы не были первые, а были бабуины. Они полетели в космос, они все скопировали, ну как бы плохо, ну копировали. Во-первых, первый космонавт у нас есть этот Мухомор. Да, они еще суперклей первыми выпустили, чтобы Луну склеить. Тем более... Нет, да, насчет... Тем более... Этого Нет, ослика... насчет арабов Ваиши. осуждаю. Сейчас, секунду. Он еще Ваишу увидел, этот ослик. И именно на этом ослике он взлетел. Извиняюсь, что перебил. Кто-то вот перебил. этот вот по поводу Луны. Или нюхал. Каким образом его распилили и каким образом его заклеили? Мы могли бы подробнее рассказать? Да, я могу, кстати, я знаю эту историю. Нет. Вот 95.25. Мне это сами мои братья-мусульмане рассказывают. Я извиняюсь, я перебиваю, вот задают мне вопрос, как бы ты, говорит, мне желаешь мира, говорит, а я прихожу с миром, другим народом. Я говорю шалом, говорю, если шалом, люди, неважно, будь другой народ, как бы, будь это мой народ, я прихожу, говорю мир. А в чем эта проблема, как бы? У мусульманина проблема мне пожелать мира, у него проблема. Мусульманин желает, получается, как я понимаю, только мир мусульманину. А другим остальным, как бы, ну, наверное, получается, как договоренность между ними, да, то, что другим остальным нельзя желать мира, потому что, в конце концов, пойдет в войну. Но это вот такая, как бы, логика получается, логично, как я это вижу. Ты видишь? Потому что если у него написано тебя замочить, я не могу прийти к нему с миром. Но они сейчас если честно, не понимаю вот таких людей, вот сидит лев. Вот что тебе от меня надо? Ну, давай поднимайся на эфире, поговорим. Ты вот какие-то фигнюшки там пишешь. Что ты там написал? В шоке отвечаю, болтай дальше в эфире, писать тебе не буду больше.
Что тебе надо вообще? Ты вообще, что ли, сумасшедший? А вы обращаете внимание, как они сейчас, арабы, европеизируются? Есть такие видео, как они в ночном клубе стоят у стенки такие, как бы чуть-чуть мнутся, стесняются выйти, там, знаешь, так раскрепощенно танцевать начать. Но потихоньку вот все в эту сторону движется, то есть как бы они, может, и сами уже скоро, так сказать, переформатируются вот это более такое либеральное и более толерантное. Ислам изначально был очень либерален, кстати. Вот на момент 7 века, он Да был очень ну, либерален. как он либерален был в 7 серьезно. веке? По сравнению с христианством он был очень либерален на момент 7 века. Это я тебе серьезно говорю. Ага, до Кавказа аж добрался либерально. Я не говорю. Ну, это понятно. Я имею в виду именно по сравнению с религиями. Типа вот, например, в христианстве на момент 7 века женщина вообще типа ничего не могла делать. А в исламе типа она хотя бы что-то могла. Но Получается, суфизм был вообще допустим, на Кавказе? Суфизм присутствовал? Именно ислам суфийского толка? Суфизм это в Ираке он пришел, когда арабы из Хиджаза пришли, своих же арабов сделали дело, взяли на себя христианскую философию, и там уже появился суфизм вот где-то примерно в 8-9 веке. Но Вот тогда присутствовал, и получается, появился с тех пор он присутствовал? Как бы суфизм это, в принципе, просто как бы верующие, да, люди, как бы не религиозные. Это что-то такого, как бы... Нет, почему? Нет. Там нет, это философия у них есть. У них есть философия, которую они приняли от христиан, которых они завоевали. Там гасаниды были, арабы. Они были христианами. Гасаниды были арабами. Христианами. Они их завоевали, там сделали им 4.24. Лахмидов они тоже сделали 4.24. И все такое. Давайте я выйду, вот этого набутыленного поднимите там с черными флагами, а я пока выйду. Он не поднимется. А вот этот момент, когда они приходили в другую страну и не принимали их религию, они там уничтожали всех, это тоже это либералы такие? Тоже все нормально тут. А те, которые, конечно, не всех перебили, давай платить джизью, будешь униженный, а если не заплатишь, или тебе смерть, или ислам, нормально ли? Как бы, нормально. Нет, Леон, я имею в виду либерален по сравнению типа с христианством в вопросе статуса женщины. Именно в этом, говорю, имею. Женщин? Тут 3 бутылки сидят вот внизу сейчас. Можете, если хотите, я могу выйти их кого-нибудь Один меня вообще притянуть. выгоняет, как бы, да. Хотя в христианстве женщина была женщина, я знаю, что здесь там ничего такого не было. Нет, на момент 7 века там было очень такое, не очень положение. Если на момент 7 века посмотришь, что ислам был достаточно либерален в вопросе именно женщины. Женщины. Статуса. Это потом уже христиане развились, там и как бы... А что именно либеральная женщина? То, что она до сих пор пыль, до сих пор в исламе женщина никто. Она никто. И мы это видим прекрасно. Просто пыль. Это раз. И рабыня. Даже и у арабов сейчас, на приоритете это сыновья, чем дочери. Ты знаешь, что у бедуинов, у арабов многих, когда его дочка женится, они сидят как бедные родственники где-то в углу. Потому что приоритет это родственникам его сына. Так что я не знаю, там какое там либеральство. Нет, я имел в виду что-то другое дело. Я говорю то, что, вот, допустим, как вот пришел, допустим, ислам на Кавказ, и люди, они придерживаются своих традиций, вот, допустим, как чеченцы, вот, они продолжали придерживаться своих традиций, лезгинка, и
какие-то даты и все такое, как бы, но при этом они себя определяли как мусульмане. Мусульмане как верующие, как в единого Бога, но при этом они не придерживались, получается, как бы всех законов и правил, да, вот того ислама, который им принесли. Они вот это может, и понимали, как бы, но они от этого отказались. Но они уверовали в единого Всевышнего. Что такое мусульмане? Потому что на Кавказе были сильные бойни с этим, война. Хорошо, но при этом они определяют себя как мусульмане. Понимаешь, в чем дело? Ты не должен туда ответить даже. Ты начинаешь это. Ну ты не даешь мне вопрос задать до конца. Я тебе, потому что эту тему я уже хорошо. рассказывал эту тему. Поэтому я тебе уже понял твой вопрос сразу. Сначала там были большие бойни. Потом, когда захватили дагестанцев, да, а там конкретных потом захватили, они стали конкретно такие мусульмане, они полезли еще дальше. С чеченцами еще вверх. А там было больно. А те поняли прекрасно, что вот так силы не взять, ну никак не взять. Поэтому потом пришли и начали хитростью брать, сказками, вот этими небылицами. А потом, посередине, когда уже еще было, когда уже начали принимать, уже пошла резня опять. То есть, и поэтому остались... Смотри, там политика, Леон, там политическая тематика, там политическая тематика, по этой причине... Подожди, до конца не говори, подожди, до конца услышь. Поэтому остались солдаты, там танцы, лезгинка, петь, танцевать, еще все это осталось, потому что они не могли убрать. Они у себя поют, танцуют, пожалуйста, тоже все. А что, им нельзя петь, танцевать? Кстати. Леон, а у тебя есть какая-нибудь инсайдерская информация о том, что же все-таки Эпштейн делал с Кивсой? Я был в таком изумлении, когда это узнал новость, что у него, оказывается, была Кивса там. Что Эпштейн делал с кем? С чего делал? Кивса. Вспомнили этого Эпштейна, если бы не этот бы... Только здесь вспоминать его. Человек мафии был, мафионер. А сколько... не важно. Вы когда суете Эпштейна, как бы, да? Вы суете как пророка или что, не понимаю? Да. Да. Вы его сравните с пророком, я не понимаю. В чем дело? Вы когда говорите про Эпштейна, когда говорите, вот у вас Эпштейн есть. У нас Эпштейн, он еврей просто. По национальности он был евреем, да. Вот он педофил, я его осуждаю. Педофил, сутенер и так далее. Это пророк, новый пророк мусульман. Это что за ответка такая, когда тебе говорят про пророка вашего, как бы, да, вот тебе говорят, что пророк ваш был, а у вас Эпштейн есть, как бы, да, вы что, так серьезно? Он Эпштейн, это пророк мусульман, я тебе объясняю. Есть на кого равняться. Так они его ставят, получается, на уровень, да, святого, да, получается? Нет, он нам не святой был, это рядовой, как бы, еврей, который проживал в Америке и так далее, как бы, да. И вот он был-то продюсером и все такое. Я другое скажу. Почти в каждой стране, послушай, в каждой стране, да, в каждой стране есть такие Эпштейны, которые делают на всех богатых людей и на правительство. И это все работает на спецслужбы. Так тебе, как бы тебе сказать. Да не, мне просто интересно было. Для него это был как некий такой акт культурный или там какой-то связанный с искусством. Бизнес. Бизнес у него был. Бизнес. Да. Я про вот эту, про Киевскую. Он был неверующий человек, он был атеистом. А что он с ним делал? А может даже ислам принял. Ну что дальше? Он был бизнесменом, он был связан с правительством. И держал всех за яйца. Когда нужен был выгоден, все его замочили. Вот и все. Но это хорошо, что у вас Эпштейн тоже будет мусульман пророк. Он как инструмент, да, я так понимаю, был. В каждой стране такое есть. У арабов даже в Дубае нашли двоих таких. Послушай, ты что делаешь? Сейчас то, что когда задаешь этот вопрос, получается, как бы вы даете определение по какому-то религиозному принципу. Этот человек был нерелигиозный. Это был один человек, проживающий в Америке, продюсер и так далее, который был связан с властью и с Голливудом и так далее, как бы, да. Вот продюсер. И тут оказался он евреем, да.
В нем не было ничего религиозного. У него не было никакой связи как бы там с религией и так далее. Ну, вот, и когда вы показываете, как бы, да, то, что вот якобы вот зеркалите, да, Эпштейна, который там повесился, там свои осуждаю, да, я не знаю, может, такие вещи говорить нельзя на стриме, вот, который вот повесился там буквально там 7-8 лет назад, как бы, да, и его ставите параллельно пророку Мухаммаду, как бы, ну, серьезно, да, вы очерняете своего пророка, получается, при этом. Я не конкретно про тебя, я в общем говорю, я даже не к тебе обращаюсь, секундочку, извини, пожалуйста. Вы что говорите? Вы говорите, вот у нас был пророк Мухаммад, как бы, да, но у вас же есть, говорит, Эпштейн, как бы, да, вот, который повесился там 6 лет назад, как бы, в камере за то, что его осудили, за то, что он делал. И он повесился в камере, потому что он не выдержал такой давки, потому что это было ненормально, да, с его стороны, как он себя вел. Но пророк Мухаммад же не повесился, получается, да. И для вас он священный человек, и по его, как бы, вот этой теме, как бы, да, идут дальше и дальше, всего проживают так люди. Почему? Потому что его не осуждают, а наоборот, получается, его поддерживают, как бы, да, и еще поклоняются ему, как бы, говорят, что он священный человек. Причем Эпштейн? Как вы нахрен суете евреям Эпштейн постоянно? Потому что у него фамилия Эпштейн. Он человек, он был гнилой, отвратительный человек сам по себе. Но так оказалось, что он был евреем. Ну что дальше? Ну, они ищут какой-то контраргумент, поэтому пытаются... Какой контраргумент может быть к Эпштейну, как пророк Мухаммад, который создал вообще все, что создал для ислама, и Эпштейн, который был там продюсером в Голливуде. Блять, нельзя остановить. Это пророк. Бабуинов, ты что не понимаешь? Это их новый пророк. Не трогай это. Они просто доказывают, что это их такой же пророк, как у них был. Сейчас вот есть Эпштейн. Все. За Эпштейном не то, что никто не следует. За Эпштейном говорят, якобы, вот видите, у вас же тоже такой якобы есть, да, поэтому это якобы и у вас нормально. Нет, ни хрена не нормально по той причине. Потому что это вот недавно, буквально там 15-20 лет назад, как бы, какой-то извращенец, короче, так себя вел. Ну, в данном случае он был евреем. Причем с этого? Из-за этого сел в тюрьму. И потом он повесился из-за этого. Потому что он понял, что вот люди его осуждают за это. Все. Причем с одним другим. Вон тебе внизу написали: Мухаммад самый великий человек в истории. Ну все, пускай будет Мухаммад самый великий человек в истории. Все. А теперь мы с тобой должны жить нормально. А если Мухаммад тебе говорит, что ты должен самому плохо жить, то ты, извини, в конце концов, если придешь ко мне домой как бы с этой темой, что и Мухаммад тебе рассказывал, что не должен со мной жить нормально, то F-35 тебе в помощь. Ну, лучше Су-57. Ну, Су... Лазик, на тебя жалоба Аллаха пришла на 10 минут. Вендетта, а расскажи по-братски свой путь выход. Я просто никогда не слышал об этом. Да, я видел. Закидали жалобы, я вышел. Не понял, что... Ну, свой путь выхода из ислама. Вот просто про Бхармата все знаем. Да, оказывается, я туда даже не заходил. К счастью или не к счастью. Короче, я думал, что я мусульманин. Покайся, вернись в ислам. А прикинь, мусульмане настолько уважают свой черный камень. Слышишь? Настолько уважают свой черный камень, что вот это полотно даже готовы были продать Эпштейну. Покайтесь. Его же продали, кажется, нет? Покайтесь, примите Аллаха. На Авито я даже видел за 250 миллионов российских рупий продавали. Прикинь, насколько они оценят свою веру, религию, что все готовы продать.
А это вообще правда то, что этот ковер продали Эпштейну? Или это просто слухи какие-то? Ну, продали, он купил. Он какой обычный мусульманин купит за 250 миллионов вот это халат Аллаха? А зачем ему этот халат? Ну что блоки не видели люди. Он показал этим, что бабуины готовы на все ради денег. Деньги делают. Да нет, это... Ну, если он был евреем, то зачем ему это полотно? Тем более старое. Я тебе объясняю. Он этим показал, что бабуины, арабы, мусульмане готовы ради денег на все. Даже покрывало это. А мог еще... Жалко, что не поломал этот камень черный. А он и камень, походу, купил бы, да? Ну да. Ну, опасный человек, Тарсон. По-моему, на нас пытаются воздействовать каким-то песнопением исламским. Я восхваляю Господа, вашего Создателя, вашего Бога, моего и вашего. Иногда в ресторане. Альхамдулилля. Восхваляю. Альхамдулилля. Аллах способен на всякую дичь. Ты неправильно произносишь вендетта. Альхамдулилля, что такое вообще? Двойка тебе, садись 2. Хамдулюляшки. Так надо говорить, не? Было бы интересно. Ты же бывший муслим. Скажи, какой у тебя был манхадж? Вот как муслиму бывшему. Назови свой манхадж. У меня ядерный манхадж был. Нет, манхадж. Что такое вообще? Ну, вот как раз я хочу услышать вендетту, что он ответит. Макам какой у тебя? Видишь, не знаешь, ты обычно... Ты не муслим, ты даже не муртат. Ты просто челик, который притворяется, копирует каких-то исламофобов. Вот. Ноль без палочки. Я исламоёб, я не исламофоб. Ты даже не знаешь, что такое манхадж, поэтому ты дно обычное. Вальхамдулилля. А что такое манхадж? Это путь. Какой путь? У тебя сколько путей у тебя? Нет, можно я с ним поговорю, потом вы будете говорить? Единообъективный путь. Что у тебя? Манхадж праведных саляфов. Да. Расскажи самую красивую вещь. Все понятно. Расскажи, пожалуйста, самую красивую вещь в исламе. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, что ты считаешь самым красивым? Самое красивое? А что значит, что такое красота? У каждого красивый, это понятие обширное. Ну, что ты считаешь красивым, может быть для меня безобразным. Красиво отникахать 9-летнего ребенка, лучшего друга. Ну, обычно вот троллинг пошел. Дебильный, полоумный, невежественный. Это не троллинг, это полоумный ваш пророк гребаный был. Который спал, это педофил был. Давай с конструктивно, вот реально, давай с конструктивно. Вот, я конструктивно отвечаю, ваш пророк был педофилом, больным. Это педофилия. Неправильно, садись 2. Педофилия – это болезнь, психическая. Вендетта, с твоего позволения, можно задам вопрос? Дарын, что-то как у тебя написано. Скажи, шариат – это прекрасно? Шариат? Да. Это объективно. Это объективно, правильно? Отрубание рук, отрубание ног, как бы там по той или иной причине осуждаю. Это прекрасно, это замечательно. Подожди, правильно? ты сказал отрубание рук, это и осуждаю. Да. То есть, За воровство. Хорошо, я сказал, осуждаю, в Китае отрубают руки за воровство. Это ужасно тоже. Твоя мораль не соответствует китайской пропаганде. Это ужасно, это просто ужасно. Значит, китайцы забивание камнями. Видишь, какой ты дебил. Вот видишь, какой ты тупой. Подожди секундочку, так еще раз. Ты говорил о прекрасном и о ужасном, правильно? Теперь ты по шариату, как бы, да, вот ты сказал шариат. Да, китайцы тоже ужасные, то, что они руки оставь китайцев в покое, я тебе что значит оставь? Я тебе, мусульманин, задал вопрос, мы говорим о исламе. Что с китайцами? Вот это конструктив. Электричество ужасно. В США убивают ужасно. Дарын, успокойся. Выдохни. Да все нормально. Подожди, что выдохни, еще раз. Дебил просто. Шариат это прекрасно. Ты употребил слово. Все, ты не интересен мне. Чел, ты не интересен, все, свободен. Дай кто другой.
Уступи, пожалуйста, право поговорить. Да, вот, все, Вадик, извини, ты не веришь, Что-то подгорело у тебя, да? тебе интересно же все. Ты показал свой интеллект низкий, тупой, инцельный, без обид только. Да, вот другой челик, вот, юзер общается. Вот я мусульманин, давай поговорим. Вот ты скажи, пожалуйста, вот то, что вот здесь ислам подвергается критике, у тебя есть какой-то, контраргумент, как ты можешь парировать то, Это не критика. Ну вот он говорит, у вас в шариате отрубают руки, это плохо. Говорит, ну, блядь, в США электрический суд, это тоже плохо. В Китае отрубают руки, это, блядь, критика, что ли? Вот? Ну, без обид. Это критика, блин. вот Это когда дебилизм просто. Он говорит, это плохо. Его мораль субъективная. Мораль вообще понятие, вещь субъективная. И он мне говорит, это плохо. Объективной морали нет вообще. И он сидит, говорит, отрубать на лицо, это плохо. Ну, он дебил просто. Какая это критика? А вот объясни, пожалуйста, а когда ты сравниваешь, ты этот момент для себя нормализуешь, то есть ты допускаешь, да, в шариате это нормально, потому что где-то еще делают то же самое. Я правильно понимаю? Именно нормально. За воровство отрубать руки? Ну, допустим, да. Ну, это объективно. Я не говорю, что это нормально. Я не говорю, что это неприятно. Я не говорю, что это мне нравится. Я говорю, это объективно правильно. Это закон Божий. А закон Божий нужно повиноваться. Нравится, не нравится, терпимая красавица. А насколько мы можем быть объективны, что это действительно закон от Бога? Вот, как мы можем себе это объяснить, вот, допустим? Логику включать. Вот люди живут же согласно логике. Ориентир некий. Алло, опущенный. Логика в исламе запрещена, во-первых. Во-вторых, у вас нету ни одного доказательства, что это какой-то закон от Бога. К Богу вообще, какого хрена вы Бога упоминаете? Садись два, неправильно. Логика говорит запрещена. Садись два, двоечник. За его, вот этот в Коране нет никакого Бога, там Аллах. Логика. Вот про вашего Аллаха и говорите, Бога оставьте в покое. Ты меня понял? Скажи мне, что логика вам запрещена, вы опущенные рабы. Вам сказали повиноваться, вы холопы, вы рабы. Вы не можете никакую логику применять ни к чему. Ну вот, какая критика, брат? Какая критика? Он сидит... Ты сначала послушаешь, потом будешь перебивать. Хлеборезку закрыл, говорю. Докажи мне, что логика... Хлеборезку закрыл, говорю, еще раз. Ладно. Логика в исламе запрещена. Доказывай, да. Хлеборезку нахрен закрыл, Далил хочет, чтобы... Пошел нахрен отсюда, брат. Вендетта, ты поддался эмоциям, брат. Это не очень конструктивно, что ли. Да это, походу, обыкновенно тролль. Петушиться и привести доказательства – это разные вещи. Это обыкновенный тролль. Вот по поводу логики он сказал, я просто насколько логично, допустим, ходить вокруг камня, да, совершать какую-то ритуалистику, вот насколько вот этот момент логичен, вот было бы интересно послушать его мнение на этот счет. Ну, хотя, кстати, в этом есть какая-то своя логика, да, только она религиозная, исламская получается. В этом есть, наверное, различие. Мы можем опираться только на аяты и хадисы по исламу. Вот тут ссылаться на какие-то логические, человеческие, другие религии по исламу нельзя. Если пришел защищать свой гребаный ислам, стой на аятах и хадисах. Будет тебе уважение, честь и хвала. Могу задать вопрос, если очереди нету? Тут позиция четко и ясно должна быть понятна, да. Если ты приверженец той или иной позиции, ты должен четко за нее стоять. Если говоришь, что она прекрасна, значит она прекрасна. Нет такого. Я просто извиняюсь, юзер, да. Ну, он, да, дурачок, начал под дурачка, вот это херню, вот мне с тобой неинтересно общаться и так далее, на твой вопрос не буду отвечать, потому что мне неудобно. Еще шариат. Ты должен придерживаться этому шариату. Если ты, допустим, своровал, как я знаю, да, как это происходило по шариату, то тебе это и сейчас происходит, сегодня это в Саудии происходит, в этих всех арабских странах и так далее. И там отрубание рук, своровал жвачку, все, пипец, у тебя руки нету.
И это прекрасно. Вот был задан такой вопрос. Ему надо было на этот вопрос ответить, в конце концов. Не хочу, мне неудобно отвечать на этот вопрос. Я думаю, что для него должно быть прекрасно, как он сказал, что это прекрасно все, что у него происходит в исламе. А вот в кристаллизованном исламе, допустим, да, вот как они видят в идеале, они, получается, за оскорбление их пророка должны подвергнуть смерти того, кто его критикует. Я ж правильно понимаю, да? И это прекрасно. Это замечательно. Это красиво. Это жизнь. Так надо жить. Очень сурово. Слышно меня? Ассаламу алейкум варахматуллах. Ахи, ты прямо на пляже в Дагестане. Я слышу прибой моря. Я слышу Алейкум ассалам. Вот рядом брат, который стоит, то это. Кто? Это мой брат Яхуд, мусульманин, альхамдулилля. Че мусульманин? Вот израильский флагом стоит. Он мусульманин, еврей. Раком оставил этого еврея, бля. Раком вашего Аллаха не поставили. А что, кстати, происходит Я с вас этим? весь гейский. Алло, опущены. Раком вас весь Ближний Восток не поставили. 500 000 ваших братушек, арабов, стоят раком перед евреями. Ты чё, петуш? Тебя Путин один поставил раком. Алло. Ты шнырь Путина пришла сюда, на евреев петушишься. Слышь, блядь, ты, блядь, чмо ебучая. Иди нахрен. Я пошел нахрен за своим Аллахушкой. Иди Аллаху задницу полежи, в Каабу езжай. У меня, если что, есть время, я могу дать очередь тем, кто ислам, аля-халя, короче, этим, блядь. Могу потом задать свои вопросы, если могу уступить в вопрос. Вендетта, брат, ты... Слышишь? Вендетта, блядь. Очень импульсивен ты, брат, вот поэтому они все так... Слышишь, Вендетта, блядь, ты кто по нации? Ты чеченец? Да, я ложивший фугас патрон Аллаха. Чеченец, стой. Ну, ты оскорбляешь религию мою, да, все хорошо. Я психовать не буду, смысла этого нет. Да, как можно религию оскорбить? Оскорбление это применимо только к человеку. Ни к Аллаху, ни к религии, оскорбление. Это вам Путин, ваш халиф. Зачем ты микрофон отключаешь? Я сейчас закончу. Ваш халиф Путин вам по ушам проехался. Защита чувств верующих, религию, Бога оскорбить нельзя. Этот термин применим только к людям. Почему ты Бога считаешь человеком, Аллаха? Почему ты человеком считаешь? Я не понял. Вот вы его считаете человеком. Вы же говорите, нашего Аллахушку обидели, оскорбили. Это вы считаете его человеком как раз таки. Смотри, оскорбили, ты пытаешься его оскорбить по факту, да? Я не знаю, можешь. Но я его могу оскорбить. Это пассив. Я могу его оскорбить, да? Нет, оскорбить ты кого угодно можешь, хоть свинью можешь. Не, я Аллаха могу оскорбить. Ты можешь сказать плохое, тогда да? Он если ты человек, про это... Стой, ты хочешь меня на слой подловить, хочешь на слой меня подловить? Тогда он человек, получается. Он не может оскорбиться, хорошо, он не может оскорбиться, хорошо. Ну тогда какого хрена вы тут ноете, ты его просто хочешь поносить, просто оскорбляешь его по факту. Пускай Аллах за себя сам отвечает. Ну, потом уже все будет. А сейчас... Ну, Аллах что, не может за себя постоять, что ли, у него? Вы же говорите, он всесильный, всемогущий. Пускай Аллах за себя сам отвечает. Смотри, ты верующий вообще, во что веришь? Я-то как раз-таки верующий. Я верю. Я вот твоего Бога ебал, которому ты веришь. Все? Вот, ну, я так тебе пойди, скажу. постарайся. Не, я его ебу и буду ебать. Теперь что мне сделать? Давай, иди, как ты это сделаешь? Ну, мне ничего не сделать. Не можешь он за себя поставить. Ну, как ты это сделаешь? Ты же не знаешь, где он, кто он.
Алло, Просто опущено. я его ебу, понял? Вот прям сейчас. Ну, Путин вас вообще... Вот это, тебя Путин... вот Нормально это вообще, можно да. сказать оскорбление. Да, Вот все это вышло. можно сказать. Ты же не говорил, что Аллаха ебал. Ты просто сказал, фугас положил патрон. Ну, как в шуточной форме. Вот если бы ты сказал бы, что ты ебал Аллаха, тогда можно бы сказать, что это оскорбление. Не, ну, во-первых, и верующий, это получается, Бхарма, как я понимаю, это единоверец, правильно, да? А теперь есть законы и правила, которые устанавливает человек. Вот пришел Мухаммад, установил от него законы якобы. Он не верит, допустим, в Мухаммада, да, в пророка, как пророк, и все. Вот не верит в его слово, но Всевышнему он верит. Вот того, кто принес, допустим, Мухаммад, как бы, он не верит, что он истинный Всевышний. Вот человек верующий верит в Всевышнего. Вот он зашел сейчас, получается, он говорит, я, говорит, ебал, как он выразился, да, Всевышнего, говорит, да, получается. Подожди, блядь. Если говорит, не Мухаммад о нем рассказал, Не говорит, просто так так же он получается, это да? сказал. Так получается. Вы, короче, вы взяли Всевышнего, единого, да, вот, допустим, Вендетта говорит, что он верит в одного Всевышнего и больше другого нету, да. Но если Мухаммад о нем не говорил, получается, то вы его ебали. Так получается? Братцы, давайте по-братски разумно поговорим. Вот если Не, ну как они ведут, как они забегают сюда, короче, и начинают ругать Всевышнего. Да, это нормально они вообще? реагируют просто на вот эти оскорбления. Они Не, ну просто- пускай как бы Всевышний с ними разберется, нет проблем. Всевышний они даже почти- с ними разберется. Они-то на себя, понимаешь, такие полномочия, как бы... Полномочия берут и Салам, говорят, алейкум. мы будем определять, кто Всевышний, а кто не Всевышний, получается, да? Давайте просто попытаемся разумно вот именно поговорить. Ну, я думаю, по-любому же есть какое-то разумное зерно в этом. А зачем ругать, а зачем богохульствовать? Но они Не, реагируют. знаете, у кого был этот фетиш на богов? У жителей Содома и Гоморры же. У них был фетиш такой. Так Ну, это Бог, же они хотели, Бог один есть, и все в него, допустим, верят, да? Но вы определяете себе, говорите, нет, вот у нас есть свой Бог, и нам про него рассказал, допустим, пророк наш. И все. И другого Бога нету. Теперь, ислам, само понятие ислам, что такое? Это единоверие, правильно? Я так понимаю? Ну, я понимаю так, как бы, да. Но вы понимаете, что я имею в виду, как бы, да? Бог один, правильно? Адам. Ну, Бог один? ну, если мы... Ну да. Да, все. Бог один. Теперь получается, Бог что... не может быть несколькими. Если мы берем, Бог как перводвигатель, как тот, который могущественный и создал всю вселенную, он может быть только один. В одной сущности. Он один, правильно? Все, договорились. Хорошо. Бог один получается. Теперь каждый берет, тянет одеяло на себя. Говорит, мне вот про моего Бога, который один, рассказал кто-то, ну, допустим, пускай будет тот пророк Мухаммад, да, вот это в данном случае, да. И он якобы мне рассказал, что я должен себя вести так-то, 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 как бы. И он мне сказал, что вот так вот Бог мне, как бы, да, вот все это рассказал, я должен так проживать. Теперь я, как человек верующий, я знаю, что Бог один есть, но я вот не придерживаюсь этих правил. Мне рассказали по-другому. Теперь ты приходишь ко мне и говоришь, допустим, я не тебя имею в виду, как бы, вот этого придурка, который заходил до этого. Он говорит, я твоего Бога, говорит, и так-то делал, говорит. Маша, до. Понимаешь? Но мы с тобой верим в одного Всевышнего. Понимаешь, в чем дело? И он только что сейчас оскорбил того Всевышнего, в котором мы верим вместе. Но я против тех законов и правил, которые принес ему какой-то человек, который рассказал, что ты должен жить по этим правилам, допустим, все. Который его присвоил себе. И он только что зашел и оскорбил этого Всевышнего, в которого мы верим, в принципе, одинаково, как бы, да, то, что он есть. Мы верим, что он есть. Но мы не верим, допустим, я не верю в те законы и правила, которые установил, как бы, ему этот пророк Мухаммад. Но я верю, что Бог, он один, у нас он одинаковый. Он зашел сейчас, оскорбил его. Он говорит, я, говорит, его, говорит, то делал, говорит, я это делал. Говорит, нормально вообще? Кто он после этого? Лазик, одинаковый Бог у кого? Просто, я вообще считаю, что Бога вообще оскорблять, это как, не знаю,
попытаться осквернить океан тем, что ты в него, допустим, насышь. Но это настолько же не имеет смысла, потому что океану ни горячо, ни холодно от того, что ты сделал. Одинаковый Бог у всех. Одинаковый Бог. Если человек верующий, Он не только на его религиозный. совести. Меня вообще поражают муслики, которые в комментариях пишут оскорбления в сторону Иисуса Христа. Я им каждый раз пишу: мужик, ты только что второго после Мухаммеда пророка ты оскорбил. Тебе знаешь, сколько за это страдать? А при чем пророк Мухаммад к Всевышнему? Ну хорошо, пришел, он рассказал, он им правила дал. Я говорю о том, что их же парадигмы, они грешат тем, что, допустим, приходят и оскорбляют Иисуса. Христианам-то вообще плевать на учение других, так сказать. Как сказать, у христиан вообще, типа, как принято, у них уважай другого человека, но не уважай его убеждения, если они не христианские. Вот так. Так мусульмане не верят в Иисуса как во плоти, как Всевышнего, допустим. И иудеи тоже не верят в Всевышнего во плоти, как бы, да. Вот Ну теперь да, чего... не верят. О, Они да, просто как во плоти у нас нет оскорбляют такого, да, Бог во плоти. Но они заходят, он зашел, и только что получается, он как мусульманин зашел и оскорбил Всевышнего. Понимаешь, в чем дело? Причем даже Как можно сказал, какой оскорбить именно Бога? Всевышний. Вдруг у него, у этого Всевышнего вообще в принципе личности нет. Вдруг это просто как пантеисты воспринимают, то есть все есть Бог во Вселенной. Вдруг вот так вот это думает. Он даже не знает, кто его Всевышний. Как можно оскорбить Бога? Кто мне скажет? Как? Ну вот как? Я вообще не знаю. Это все равно, что попытаться испортить море тем, что ты на него, в него испразднишь. Если он есть, ну конечно. Но Бога невозможно оскорбить, как бы, но они считают, что возможно, и при этом они заходят, как бы, да, и оскорбляют, получается. Ну, пускай оскорбляют, вообще похер. То, что похер, да, просто я задаюсь вопросами, как бы, да. Пророк Мухаммед. Пророк Мухаммед какой пророк? Он АДФный. А если глубоко задуматься, ну, блядь, как бы все пророки по-своему, блядь, ебанутые были. Ну, Лот был готов отдать своих дочерей, лишь бы не тронули его гостей. Да, Лот, он даже предлагал им своих дочерей. И этот Авраам свою жену отдал этому, как зовут, фараону, блядь, за это дары взял. Он был готов своего сына прирезать ради Бога. Да, это вообще, блядь, пиздец, блядь. Если Бог такой, это, ну, что он его проверял? Он же знает все, да, наперед. Он же знает, что он от него сердцем верит. Что он его проверял? Здорово ли? Не знал, для меня странно это все. Написал кто-то, блядь, и давай, вот так надо жить. Да? Вот. Вообще непонятно, в одной там сцене, в одном сюжете Бог убивает детей христианских, в другой он говорит, что нельзя убивать детей. Египетских детей убивают. Ниневии он щадит, а детей египтян он не щадит. Детей, Да, которые умерли ладно. в потопе Ноева, не щадит. Ладно, брат, допустим, фараон там, ну, там не пускал, чтобы там вышли бы, да? А при чем египетский народ, их дети? Наказал бы фараона, ну, Бог. А нет, он что-то там саранчу пускал, там, не знаю, разную хрень какую-то пускал, потом всех это обнулил. При чем тут народ египетский? Я этого не могу понять. Хуй его знает, как-то странно это все, ну. И плюс все говорят, Бог всемилостивый, всемилостивый. Не знаю, а это, да, сатана, он такой плохой. Ну, что-то нигде, ни по каким религиям сатана ни одного человека не обнулил. Постоянно Бог херячит всех. Как-то странно, может, не в правильного Бога верите? Верующие. Вообще есть такая секта, была такая секта в древности, гностицисты. Вот они считали, что Бог, который создал мир, это злая, ревнивая, глубоко искаженная, ненавистная ко всему живому сущность. Он злой, ревнивый и так далее. Вот гностики так считали. Извиняюсь, можно я Он вас якобы перебью? создал, материальный мир создал. Это Секунду, можешь?
У кого-то шумно, у кого-то шумно. Вендетта? Серый кот. Ассаламу алейкум. Маликуль салам. Ты мусульманин, брат? Да. Альхамдулилля. Алхамдулилля. Я у Вендетта один вопрос хотел задать. Сейчас он пока занят. Какая, брат, твоя любимая сура из священного Корана? 116 сура, 4 аят. Не. Моя 169 аят. Там как этот пророк Мухаммед и Аиша спали валетом. Нет, там не такая сура. Что ты обманываешь людей? Брат, вообще моя любимая сура. Я твою маму ебал, сукин сын ебаный. Моя любимая сура это, Зачем ты ругаешь 111. Пошел нахуй, бля, сын толпы, блядь. Аиша дал маму мою. 11 сура, 111 лучшая сура. Пальмовые волокна. Чего он так подарил? Альхамдулилля. короче. Поднимись, ну-ка. Поднимись, я тебе расскажу про твою шалашовку Аишку. Ну-ка, поднимись. Такие суры есть у меня скрытные. У меня те суры, которые вам Аллах дал, но вы эти суры не понимаете, а я их понял. У тебя делюкс На армянском, да? На армянском, на греческом, на грузинском. Делюкс edition of Quran. Брат, почему ты мою маму заругал? Ей 75 лет, чем взрослая женщина. Мать, если она мать правоверная. Аиша, что шлюха, мы это знаем. Это давно она. Нет, это не про нее, это про твою маму я говорю, бля, сын толпы. Мать правоверных, да? У тебя, бля, сука, травма, то, что тебя в грузинской тюрьме по кругу пускали сын толпы, бля. Давали в рот, чем? Пошел нахуй. Все написано, как она садилась, как она играла со святым огурцом пророка Мухаммеда, мир ему, все остальное взад и так далее. Это все ты написано. тоже с огурцами, сука. В ебаном Коране твоем, это все у тебя написано. Зря здесь камеры нету. Я бы тебе открыл бы суру, ты охуел бы, там такие вещи. Можно не материться? Маму. Да. Да, я же с тобой нормально. Дискуссия превращается в клоунаду, как будто. Матерю. Давай. Нормально, можно конструктивно общаться? Видимо, люди хотят дискутировать серьезно. Дайте давай, серьезно да. дискутировать. С такими животными дискуссировать невозможно. Умеешь, брат? Вот видишь, как только ты делаешь шаг напротив будулакам, террористам, джихадистам, исламистам, мусульманам, они сразу начинают, гавкать. С ними Он всегда постоянно надо выходит и заходит, я понять не могу. Я надо имею ногу очень положить важный и разговаривать вопрос. сверху вниз. Вот тогда они понимают. Есть нормальная Получается так? Могу задать очень важный вопрос. Любишь жестко, да? Жестко любишь. Но мне кажется, это у них, короче, фетиши такие. Они любят, когда их, короче, над ними доминируют, короче, у них такие фетиши. Дорогие мусульмане, давайте поднимитесь, спокойно пообщаемся, чисто по Корану. У меня Странные очень важный люди вопрос, вообще. но важный для ислама, но немного с другой стороны. Задний, грубо говоря. У меня вопрос так состоит. Почему, условно, в Англии, Германии, в Америке так мягко говорят об исламе? То есть они не поднимают те темы, которые вот, поднимаются здесь, условно, то, что пророк Мухаммед был PDF, осуждаю. Потому что там все уже занято коммунистами. Постколониализм или левачество. Весь ответ. Можно ли это как-то, не знаю, если бы условно 200, 300, 500 тысяч человек было бы одновременно начали кричать о том, что это неправильно, и о том, что эта религия проповедует. Можно было бы это как-то исправить?
Я хочу сказать, что среди нас тоже же мало. Вендетта, ведь по Библии же можно отец шпирдалить свою дочку. Вендетта, твою мать выебал, не твою можно дедушку, в да? Сразу А ты свою дочку уже как выебал, это да? смешно. Ну, по Библии, Лот же ведь выебал своих дочерей, да? Но Ну ты, дебил, понял, что это можно? Почему это Свою дочку уже выебал. Ты это сделали, Библию, вот ты показываешь только, ты знаешь, что делаешь, ты думаешь, что ты пришел, там сказал в Библии, я что-то знаю. сказано, А с и оскорбил кого-то. На любовью самом деле ты всего лишь один на показал, Один на насколько один. мусульмане бывают. Можно, друзья, я- когда я говорю, хотя бы вы не вмешиваться? Кто его выбросил? Сам, наверное. Вот ты думаешь, вот ты поднялся и сказал это, да, и ты думаешь, что ты кого-то там оскорбил. На самом деле ты показал, что свою религию, что это религия обезьян. Что только обезьяна тупорылая, как ты, можешь исповедовать эту религию. То есть ты оскорбляешь свою же религию. И Лоте там в Библии что-то там с Лотом переспали, это не Лот, а кто там был? Твою мать ведь Да, выебал твой Лот. дедушка даже по Библии. Там Библии Лот выебал. Твою мать, твою. Ты что несешь? Твою мать, твою мать, Ну дайте Твою ему мать, сказать, Элэй. Элэй, подождите, молчите, пусть он свою религию покажет. Пришли кого-нибудь. Подождите, пусть говорит. Простите, говорит, я говорит. жду вас. Любого 1 на 1. 1 на 3. Давай. Хочешь? В Лионе встретимся. Вендетта, ты же шлюхин сын, да, по-моему? почему? Вот посмотри, я тебя оскорбляю. Подождите, Любого подождите, жду в дайте Лионе. ему говорить. Обезьяна, просто посмотрите, мы в зоопарке. Обезьян, Милеха, я тебя прометей. Ханан киет ендуэлен шудейда, скетио. На русском, на Ханан русском. киет ендуэлен винюха лично. Ханан, Да, он говорит, что- Он говорит, что Наверняка что-то исламское отец делает. моей матери... Отец моей матери в жопу ебал Библии. мою мать, короче. По Библии так можно, Мусульманин. Да, сейчас. И еще- Мусульманин. Я Щас, хочу, чтобы секунду. вы, сучки, меня Секунду. Сучка, истеричная сучка. Сучка моя, не истери. Потихоньку, по чуть-чуть. Он, короче, трясись, говорит маленький. на чеченском языке, что отец моей матери выебал мою мать в жопу. То есть отец моей матери мусульманин, то есть мой дедушка, ебал свою дочку мусульманку, он говорит. Еще он, наверное, называет себя чеченцем, то есть свою чеченскую сестру. Маша Аллах, ха-ха-ха-ха. Как прекрасно это А я хотел религия. ответить по Отцы поводу ебут дочерей, дочери ебут отцов. Маша Аллах, какая Маша красивая, Аллах. прекрасная религия. Я хотел по поводу Лота ответить. Может, Идиот, Примат блин, поймет, я обезьяна. знаю. Согласен с Меня Парматом. слышно? Идиот. Меня слышно, Лео? Лео, он Что ты, привет. кто поймет, ты сказал? Может, Примат поймет, я хотел ответить ему на Да, предъяву с можешь Лотом. сказать, если ты, да, если сядешь на огурец, можешь говорить. Сначала скажи бисмилля, сядь на огурец и говори. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. А, ты этому примату говоришь, да? Да. Я так и не услышал ответ. Я просто хотел спросить, почему европейские эксперты так пардон. Ну, тебе ответили, чувак, коммунист, всякие педерасты, Потому ЛГБТшники, что Прометей, всякие... потому что Прометей Щас, секунду. это Сейчас, секунду, да, Прометей, там, все понятно. Почему Прометей говорит прямо за ислам, Друзья, а всякие европейцы, они как-то обходят стороной, они не говорят Можете спокойно, прямо. друзья, можете спокойно относиться, мы Я в хотел зоопарке. ответить этому человеку, Будьте тут какой-то реально чуть-чуть спокойно. зверинец. Я ему хочу ответить. Подожди секунду, этому ответил. Потому что там всякие педерасты, левые, коммунисты, ебаные захватили власть. И они жестко цензурируют Англию, Францию, Германию. Все, хана, киртык, ультрамщичка, нету этих стран. Забудь, это педерастические мусульманские помойки. Все, никогда больше из этих стран нормальными странами не станут. Сейчас самое Аргентина главное белее. хотя бы Америка. Сейчас самое главное хотя бы Америку сохранить. Иначе нам всем коммунистическая пизда большая. Не, мы не всему пустим, миру. братуха. Не зря Аллах меня Прометей. сюда поселил.
Нет, вот я сейчас смотрю этого Шмандани и что-то сомневаюсь, что вы там что-то не пустите. Брат, Либо я у тебе вас за там мою будет жесткая Калифорнию говорю, гражданская отвечай. война. Ну, Короче, Никита, эти, знаешь, Америка, извиняюсь за а- выражение, эти ебаные педерасты хотят создать еще одного Гитлера и, скорее всего, еще одну мировую войну, блин. Да, Потому что, когда вот эта жесткая левая крайность, пидорастическая, она очень сильно в крайность падает, появляется крайность в другую сторону. То есть Гитлер, Шмитлер, Муссолини, Шмуссолини, да, и начнется всё это это рубилово, блядь. Нет, в Америке я не думаю, что так здесь. No games. Прометей, ты знаешь формата? Двоюродный Я есть брат? пару. Ну ты, блин, весь кайф обломал, да? Вы зачем так делаешь? Хармат, Я хотел Хармат. ответить. Можно скажу, пардон, А. простите. А. Если я приду на вокзал в Вильнюсе, но с благими намерениями для тебя, вот, я приду угостить, ты пойдешь навстречу, или ты только идешь навстречу стрелку не, сбивать? братан, не Только надо в настороже хорошем быть. смысле, даже к тебе домой не подойду хоть на километр, только... Не, так не получится. Мне сразу, чтобы надо знать. Не, Убийца идти я вот сразу. заранее скажу такого-то числа за месяц, я скажу там, я буду в этом вокзале в Вильнюсе, вот, на полном, Не без получится, пиздежа. братан. Не, я только уважение. Да я понял, не получится. Нет, не Блядь. получится, я же говорю. Я только хотел, Ладно, хорошего. что, ну тебе здесь сказали, Да нет, я что ты понимаю, об этом я думаешь? понимаю. Жаль. Нормально, как-нибудь Даже- еще встретимся, иншаллах, если Аллах пожелает. Да ну нахуй этого Аллаха, блядь, с такими перколами. С гуриями Без там. мата, без Да ну. мата. Пардон, Не матерись. простите за маты. Христианин ты? Я атеист, я вообще без Бога. Ну, я мораль человека. Если, только за мораль. Что есть плохо, я воспринимаю плохо. То есть, что есть плохо? Но у атеистов мораль субъективна. лично для меня, убийство это плохо, воровство это Значит- плохо. Мне Значит, у нужен тебя Бог, христианская мораль. кто иной, чтобы понять, что такое плохо в плане убийства. На Ну, чужую так жену ты- посмотреть я никогда не посмотрю. Только своя Ну, это женщина. Ты так или христианская иначе мораль, это вырос, христианская мораль. ты так или иначе вырос в христианской парадигме, Конечно. потому что вся Европа в христианской парадигме, даже самые атеистические движения Лавея, Маркса, они все выросли из христианской парадигмы. Ну, как могу сказать? Я просто сейчас немного алкоголя выпил. Я скажу честно, Харам. Для меня убийство это прям, я не знаю, это Осуждаем запрет. убийство, осуждаем. Это запрет. Ну окей, Там а как ты понял, что убийство это запрет? Потому что это убийство человека, потому что меня другой человек может убить, а это уже плохо. А как ты понял, что это плохо? Зачем мне? Плохо. Просто ты же понял. правда не понял. Мне что, Ну, какая-то ответь там помощь нужна, чтобы категорический императив Канта. как понять, что человека убивать плохо? Если меня убьют, это плохо. Если этот человек, он насиловал маленьких детей и так далее и тому подобное. Разве плохо его обнулить? Это его, это да. Это сложный вопрос, просто я сейчас выпил алкоголя, пардон. Простите, Дружище, да, отдыхай, иди, отдыхай. я просто хотел спросить, я только хорошие вопросы хотел спросить. Брат, Я считаю, что убивать человека завтра плохо. ответы не будешь помнить, друг мой. Не, я это все буду Ответы все равно помнить. завтра мусульмане. Я вообще человек без веры. Я на своей морали. Понятно, тут мусульман, ислам обсуждаем, дружище. Пардон, я наоборот, я хочу... Все нормально. Для меня... Я думал, что мусульмане... Понятно, все хорошо, хорошее хочешь, братан. Понятно, дай чуть-чуть поговорить с мусульманами.
Да, А да. почему ты думаешь, что в Европе уже конец, допустим, странам, как Англия и Германия? Неужели там не будет таких людей, патриотов, все-таки население большое, чтобы они, так сказать, отбили свою культуру, вернули Ну, свои ждем пока традиции? что, брат. Не, я думаю, что Англия уже все там, как бы там очень малое количество людей об этом думают. Там уже с момента окончания Второй мировой все университеты, все профессора, они все уже все педерасты и коммунисты. Они с тех времен уже новое поколение вырастили, и у них уже все мозги промыты левыми идеями. Но есть Там же не домашнее получится. воспитание от отцов, от дедов. Не только же Нет, там, отцы и деды работали, и они, социалисты, и с этим поработали. Детей, пенсии родителям там придумали, поэтому дети уходят. И родителям много детей не надо, потому что у них будет пенсия. Если бы пенсии не было бы, то они рожали бы много детей, чтобы в старости они кормили. Семья оставалась бы вместе, и было бы семейное воспитание. А сейчас семья разбита всякими... Нет, я как она называется, эпистократ. Семья разбита полностью всякими этими пособиями, пенсиями и так далее. Поэтому все поодиночке, нету никакой семьи там. Там педерастическая семья, вот священная сейчас. И все. Вот если вы два пидораса, то вам дадут ребенка, которого вы будете насиловать целых 4 месяца или полгода, сколько они сейчас, вот этот случай известный маленького мальчика. Да, Его Я будете еще хотел носить сказать... Ой, можно мне досказать, Господи Боже мой? Его будете носить в больницу, а там будут видеть, что над ним делают насилие, но как будто не видят, чтобы педерастов не обидеть, ну или геев. Я не думаю, что они были геями. Гей для меня это по природе вот. Бывает женоподобный, такой рождается человек. А это сейчас то, что происходит, это просто извращенцы, педерасты, никакие они не геи. Просто любят жопу долбиться и все как бы. Вот им дают детей воспитывать. Вот для них вот эта семья сейчас там. Поэтому я не думаю, Германия, Франция, Англия, я думаю, можно забыть. Там, скорее всего, будет какой-то, я не знаю, страшный кошмар, который другим странам, соседям надо будет железными стенами отгородить. А почему не Либо докатились до гражданская такой жизни? война какая-то. Ты все-таки думаешь, что Англия, Германия... Промытые мозги социалистами, коммунистами. Эти дебилы, они ничего не видят. У них некий рай в голове. Там религия, опиум для народа. Вот этими лозунгами, чем и пользовались Мухаммед, все бандиты там. Не, в чем Вот эти прикол? лозунги Они они отрицают свои рассказывают, и традиции. все как бы. Они отрицают свои традиции, они отрицают свою религию, но в вакууме, вакуум в природе практически не бывает. Когда появляется вакуум, туда приходит другое. Пришел самый ближний. Это ислам. Ислам всегда пытался проникнуть в Европу. Смотри, вот Европа к чему создала вакуум. Адам, к чему я веду этот диалог, это понятно, но зачем им это все, то есть к чему они ведут, то есть берут они этих арабов там и так далее, пакистанцев, которые там живут на пособии, которые никакую пользу вообще не приносят никому, разносят только насилие, разносят только дармовой образ жизни и преступность, а также я слышал то, что в Англии там покрывают целые группировки, Банды которые педофилов. занимаются развращением там, маленьких детей, девочек, мальчиков. Зачем им это все? Вот просто к чему они идут? К тому, чтобы национальное государство разрушить. Чтобы создать нового коммунистического дебилоида, нужно разрушить прежний старый мир. Вендетта, можно я После тоже Второй добавлю? мировой войны, с конца коммунизма, левые коммунисты поняли, вот эти все бывшие пролетариат, он просто стал, пожалуйста, если вы не говорите этот микрофон, можно я тоже выключите, добавлю? 6-7, не можно, пожалуйста.
Вы такие странные люди, я вам скажу. Дайте сказать, когда говорю. 6-7 микрофон включенные, разные эти шумы в одном ухе, блин, это невозможно выдерживать. Вот как этот коммунизм, короче. Вот эта Вторая мировая война, коммунизм, когда пал, не получилось. Эти левые коммунисты, всякие эти писатели, в кавычках, профессора, всякие эти дебилоиды, они поняли, что вот этот пролетариат, их бывший, они сами пошли, стали капиталистами, сами ипотеку взяли, там, работают, отдыхают, отпуск идут. То есть хотят просто жить, на них ставки нету больше. Что им делать, откуда брать? Да всяких геев, меньшинства, черных, мигрантов. И этим и ими разрушить старый мир, традиционную семью. А потом уже дальше эти дебилоиды думают, что они с мусульманами там что-то, какой-то коммунистический рай построят. Для этого и делается, чтобы местного человека, его корни, его традиции, это все уничтожить. Потому что пока оно есть, коммунизм не получится. А как связан коммунизм с исламом? Ну, очень просто. Оба хотят, то есть оба невозможны без всемирного распространения. Оба хотят всемирное господство. Оба претендуют на весь мир. Оба не признают нации, не признают расы, не признают национальные традиции. Короче, все мы люди. Одна партия будет главная. В исламе одно племя Курейш будет главным. Остальные все будут второсортными аджамами, рабочим классом, который будет работать с утра до ночи, блин. Потом, короче, бухать, бутылка водки, и если удастся, одна колбаса на неделю. И будет райская жизнь. И там, и там. Тут в комментариях Получается, кто-то они пишет, сами в себе в Китае... спину выстрелили, что ли? Знаешь, вот ты прав, но мне кажется, что... В Китае нету коммунизма, в Китае Не коммунизм было. не получился. И туда ввели эту рыночную Рыночные экономику. модели. Это госкапитализм. Прометей- Там госсектор меньше, чем во Франции, кстати. Секунду. Вот ты прав, да, но мне кажется, что в Европе, скорее всего, проснутся вот эта арийская кровь и все вот это дело, и там начнется это замес. Потому что я уже видел, как в Англии проснулись тоже, те же правые, да, в Ирландии проснулись, они там вообще сожгли их там. Ты в курсе, что я тебе показывал, по-моему, да? Сейчас-то будет Месяц этим назад они. кабзда. А? Я тебе, Но по-моему, их месяц назад мало. показывал, как они там они в Ирландии собрались, там сожгли бабуинов просто, взяли. Да, я видел. Сейчас, слава богу, у евреев есть своя страна, блин. И сейчас, если это будет, им будет кабзда жестко. Если будет, конечно. Но я сомневаюсь, если честно, что Знаешь, что-то что будет. в Европе проснутся вот это все правые силы и начнется вот это. Потому что так, ну, они не... Когда ты зажимаешь кого-то в угол, он начинает обороняться. Я думаю... Опасно то, что они заходят сейчас в правительство, опасно то, что они сейчас заходят в такие структуры, это опасно. Но то, что будет через пару лет, это я уверен на этом. В Англии они правительство вошли очень давным-давно. Там есть некое сообщество, фабианское общество. Загуглите, посмотрите. С конца 19 века эта организация существует. Это честь Фабия. Был такой римский полководец, который делал ставку не на прямое столкновение. Пожалуйста, если не говорите, микрофон выключайте. Который сделал ставку не на прямое сражение с этим Ганнибалом, а на истощение врага. То есть в честь него они назвали. Эмблема у них волк в овечьей шкуре. Просто загуглите, посмотрите, сразу увидите там их эмблему. Волк в овечьей шкуре. Их постулат в том, что социализм должен строиться постепенно, медленно, захватывая университеты, преподавая и так далее. То есть
потихоньку, медленно должен. Это их идея. Так вот, сейчас у них эмблему они поменяли, там же будет у них официальный в Лондоне и еще в одном городе есть официальный свой офис. Тони Блэр является участником, официальным участником этого общества. И оно тесно в контакте с лейбористской партией. А лейбористская партия сейчас является социалистической партией, и она является правящей во всех бывших колониях, там и в Австралии, если не ошибаюсь, тоже. То есть лейбористская партия, она лидирует. То есть это их, все это коммунизм. Они делают поколениями свою работу, и я не думаю, что Англия, вот это 3 миллиона человек получит какую-то еще поддержку. 99% все уже там промыты мозги. Они будут вместе с исламистами строить коммунизм, и ничто их не уговорит. Арман, что меня интересует, вот это то, что ты говоришь, это все очень логично, я тоже об этом думал. Но смотри, опять же, если к Англии вернуться, там есть монархический строй, вот семья, которая говорят то, что это типа она не имеет. Блин, какая монархическая, там принцесса там с арабом, долбилась, там никакая клоун, кукол, какая монархия, нету там ничего. Вот думаю. Вот то, что вот их король, вот даже сейчас, то, что недавно, по-моему, принц Чарльз его зовут, что старый, он даже говорил в Англии там «Салам алейкум» и «Баракатум». Вот этом Букингемском дворце даже проводили эти мусульманские молитвы. Вот это тоже очень странно. Они, то есть, свою власть собственноручно отдают или там какие-то более глобалистические силы, чем их монархия? Можно я тоже добавлю? Я 1 год жил в Англии, 35 лет живу в Европе. На сегодняшний момент в Англии строится 2200 мечетей. Все деньги мира контролируются финансовыми структурами, которые контролируют евреи. Деньги идут с Катара, Бахрейн, Саудовская Аравия, Турция. Если бы евреи хотели, или, по крайней мере, не поощряли, эти мечети бы там не строились. Поэтому сзади всего этого еврейское лобби, почему они там их строят и почему они сегодня выбрали такой, я думаю, что нет никаких шансов ни в Англии, ни в Италии, ни в Греции, ни во Франции. Это в будущем, через 50 лет, мусульманские страны. А на сегодняшний момент... Не скажу, что это Англия, там мусульманство будет. Там скорее Я был в Бирмингеме, друг. Я был в Бирмингеме. Там целые улицы есть, где плов варят просто на улице. Да понятное дело. У них мэры 10 городов сейчас мусульмане. Да это понятное сегодня. дело, эти мэры геи, коммунисты, понятное дело. Это пешки коммунистов. Там мусульманам никто не даст ничего захватить. Мусульман используют против местных. Там местные все, на что-то годные. Разбегутся, остальных там. Я не знаю, устроят ли они красный террор или нет. Или по другим как-то по-другому постараются их всех вытеснить. Например, Томми Робинсон, он мигрировал, сбежал в Америку, все. Самый единственный этот, чувак, который об этом говорил, собрал этих людей, все, он сбежал. Остальные тоже побегут, и там уже дальше они, коммунисты, как-то, у них будет оружие, у них будет там армия, наймут они кого-то там. Просто, скорее всего, будет резня, мусульман, коммунистов там. Какой-то эксперимент еще раз будут делать. Прометей, можно спросить? Я не знаю, это когда будет. Просто это мои мысли, что я наблюдаю, там не пугайтесь. Ты говоришь коммунизм. Коммунизм кто профинансировал на этом свете? Ленин где жил 13 лет? Откуда Ленин принес идею коммунизма в Советский Союз? С Германии. А там финансовые структуры... Какая разница с Германией? Какая разница, откуда он это принес? Факт в том, что миллионы людей за ним последовали и пошли устраивать красный террор.
Если бы они не пошли бы Ленина пинком под зад, короче, или леща дали бы, Голодные бочком пошли. загнали бы, то ничего он не сделал бы. Тут как бы на личности строить там что-то. Нет, сейчас дело в том, что у большой массы промыты мозги этими утопическими лозунгами, что вот там каждому по способности, там по потребностям, короче, каждому справедливый мир, без капитала, все равны, вот это прочее шняга, короче. Они как мусульмане, у них не получилось это сделать где-то, они не будут останавливаться, они будут заново. Нет, в этот раз мы установим, короче, наилучший, короче. Я не знаю, что будет, короче. Ну, что самое удивительное, это не укладывается у меня в голове. Вот я сам из маленькой страны, моя нация насчитывает, ну, максимум 8 миллионов. И вот Англия, Германия такая страна, которая миру дала все, сама чуть ли полмира не захватила. Как они свою страну там уступают там каким-то обезьянам. Вот я не представляю, чтобы вот кто-то там в Армению, какой-то араб, индус приехал и там начал качать там свои права. Даже если пожизненное будут давать, люди его на части порвут. Не будут даже смотреть на эти большие сроки, чтобы правительство не говорило. У них именно украли это самосознание, украли эго, украли память предков. Как они это допустили, когда у них была такая высокая культура, цивилизация. Ведь все равняются на европейскую цивилизацию. Даже взять Япония, очень развитая страна, Корея очень развитая. Все пытаются быть похожим на европейский стиль, хоть в одежде, хоть в кино, хоть фильмы, хоть книги. А они сами от этого отказываются. Вот это даже как-то не укладывается. Армат, помнишь, ты вот эту ролик вот самое делал? Там мужик был, короче, такой, очередное привержение вот этого примата, вот этот такой, похожий на русского, с длинными волосами. Не знаю, о ком ты говоришь. Ты на него делал вот самое привержение, по-моему. Так, я намного делал, о каком ты говоришь. Вот этот вот Там чувак, Александр, чеченец. что ли? Не Александр, он как бы чеченец, но похож на русского, но с длинными волосами такой. Я просто не знаю, как его зовут. О чем речь там была? Ну, там якобы... О чем была речь, я даже не вспомню сейчас. Да, насчет Азии. Ну, Азия слишком далека от Европы. Это, ну, как по мне, это плохое сравнение. Ну и все же они пытаются скопировать европейскую культуру, это факт. Хоть в музыке, хоть в одежде. Пытаются, это главное слово, пытаются. Они очень Я об этом и плохо говорю, все копируют. подражают европейской культуре, и они сами от этого отказываются. Они Я же не учат об там. этом говорю, кто хочет, кто насколько качественно это делает. Я говорю, пытаются, брат, и не получается. А сами европейцы от своего отказываются и пытаются быть толерантными с какими-то там обезьянами из Сомали. Вот этот парень, который говорил про Армению. Вот я живу в Греции, у нас во внутренних паспортах 20 лет тому назад была написана такая графа «ортодоксальный христианин». Когда вышел закон, что мы должны это убрать, 2 миллиона греков вышли на забастовки. Вся страна месяц стояла, аэропорты закрывали. Но это убрали. Например, сегодня, если мусульманин прибудет в нашу страну, ему дают такую карточку, он получает 450 евро в банкомате. Ты меня извини, но у меня мама, которая проживает здесь 35 лет, 5 детей имеет, она получает 320 пенсию, а мусульманам дают 450. Поэтому
если глубоко копнуть, есть определенная стратегия страшная для еврозоны, которая вот ее разрушит. У меня на фирме был парень, необыкновенный айтишник, он был с России. Я 5 лет судился, чтобы получить право остаться ему в Греции. Через 5 лет судов мой адвокат сказал, что если бы он был бы мусульманин и из Афганистана, мы бы получили разрешение. Грецию и еврозону внесли в такой что они должны сделать их многоэтническими и многоконфессиональными. Здесь что-то другое происходит, и кто-то это финансирует очень сильно. В Англию отправляют миллиарды долларов. Кто-то тут гадать не надо, там нету никакой. С России, Там давай. нету никакой. Отправлю себе в Грецию. Сразу арестуют, позовут в налоговую. А миллиарды можно отправлять в Германию строить мечети. Миллиарды. И это кто-то поощряет, и кто-то это финансирует, и кто-то печатает бешеные деньги на все это. Я тебе скажу честно. Там нету кто-то скрытого теории заговора. Из таких людей самый богатый это Джордж Сорос. Его сынок, который женат на мусульманке. Я не знаю, как он на нее женат, как у них это все получается. Но если ты смотришь официальной версии, что они показывают миру, да, то у него жена мусульманка. Он, я не знаю, коммунист, он этнический еврей, а сам он, не знаю, является, какой веру исповедует. Наверное, какой-то коммунистический атеист, может быть, я не знаю. То есть мусульманка замужем за такого, это в принципе невозможно. Мусульманка не имеет права по исламу быть замужем за немусульманином. Их брак не является действительным, это считается прелюбодеянием. То есть, что они показывают? Ну, это открытая как бы информация, теории заговора нет. Джордж Сорос самый влиятельный, богатый, кто это все финансирует. Да, я не удивлюсь уже, если, допустим, какой-то принц Англии женится тоже на мусульманке, транссексуалке, боевичке. Да не, это слишком. Я скажу, это слишком. Это Слишком, когда мэром города Нью-Йорк становится гей, мусульманин, коммунист, Мамдани. Нет, это не слишком, это вообще шизофрения. Я тебе честно скажу, если вот в Чехии или в Польше становятся главными мусульмане, то это все, мир потерян, я тебе честно скажу. Я живу в Чехии, мне, человеку, который разговаривает на русском, я разговариваю и на русском, и на украинском, мне тяжело. Мне тяжело. У меня женщина на русском, я на украинском могу разговаривать. Мне тяжело. Я ни к тем плохо не отношусь. Я ко всем ко всем хорошо отношусь. Пардон, простите. Ко всем хорошо отношусь. То есть и к своей женщине. Извиняюсь. Случайно получилось. Давай далеко уходим, короче. Давайте вернемся к нашим мусульманам. Где наши мусульмане? Ответили на вопрос. Все, хватит на этом закончить. Прометей, слышишь меня? Да, слышу. Сорос своего сына женил на мусульманке, ты говоришь? Да. А где ты определили, что ее жена мусульманка? Она шахада. Ты можешь посмотреть? Нет, она является мусульманкой. Нет. По-моему, египтянка, то ли... Прометей. То ли египтянка, то ли марокканка, не знаю. Ты же с Кавказа, наверное, да? Давай друг друга слышать, да? Подожди, то есть ты хочешь сказать, что друг друга публично слышат? Ты что несешь? Есть Мия Халифа. Она похожа на... Она арабка. Но она является христианкой. Почему тебе название Ярус? Может, это Мия Халифа, типа Мия Халифа, она женится, понимаешь? Не является она христианкой. Не неси чушь. Или она светская, мусульманка. атеистка. Ты коммунистов много используешь, поэтому
Когда ты что-то утверждаешь, ты Иди, тебе еще одной стопки не хватает, давай еще одну стопку и давай спать, короче. Задолбали, да. Его... Может, ты всем, умеешь, всем короче, салам, у тебя всем есть салам. телепатические связи, способности, и ты всемирно, и ты Богом являешься, и можешь посмотреть там в голову, скрытые какие-то тайные архивы. Официальная версия всем людям преподносит себя как мусульманку. И знают ее как мусульманку. Она временные браки делает, так же? Можно, Прометей, еще такой вот, был такой историческая личность, очень серьезная, Ататюрк, который был, страшным большим борцом с мусульманской верой в современной Турции, да, вот он хотел сделать из нее светское государство. Вот я сейчас понимаю, оказывается, он имел отца, который был еврей, ходил в еврейскую школу и длительное время жил в Германии. Элай, ты Еврей был вернулся, кто? мусульман вернул с собой? Мусульман взял? Здорово, Котсу. Кто был? Я тебе можно отвечу? Я тюрк. Тебе Я звонят, тюрк. ответь на свой вопрос, пожалуйста. Я тюрк, да, я можно тебе отвечу этому вопросу, который я задал? Слушай, когда Ататюрк пришел, да, Турции не было. Турции уже захватила Англия, Франция, Греция, все страны Турцию поделили. Турции не было. Константинополь... Не Турцию, османскую. Греция захватила. Да, ее не было, вообще не было этой страны, вообще не было. Османской империи, да, тогда называлась. Ататюрк, он был генералом, да, и он в этот момент в одной какой-то маленьком городе он начал борьбу, он начал воевать. Он сказал, турки должны свое национальное государство иметь. Мы должны против иностранных Да этих... нету такой нации турк, о чем ты говоришь? Воевать. Он сказал, мы турки. Нация турк. Друг, обрати, пожалуйста, внимание. Друг, обрати, пожалуйста. Он родился в Греции. Он родился в Греции. Ходил в еврейскую школу. Нет, смотри, Тогда дело не в этом. Нет, да, я тебе скажу до конца. Да. Он всех джигитов собрал, да? Он всех джигитов жил собрал, в Германии, да? Общался с Лениным. Его финансировали немцы. Он воевал, он был генералом Османской Турции. Он был генералом, он у них воевал. Не был генералом, друг. Он был генералом. Читай историю. Ты не просто не шаришь просто. Он был генералом. Он генералом, нации турк нету такого. Он был есть генералом. Такая нация, Он есть. Пускай кровь дадут. И, те турки, которые называют себя турками, пускай сдадут кровь, увидим. Ну-ка, что там у них? Нет, ты уже говоришь про этнос. Нация – это политическая конструкция. Про этнос, да. Есть такая нация, политическая конструкция, как турки. Есть такое. Просто этноса нету турки. Вот это да. Да. И вот благодаря Ататюрку есть Турция. Если бы не было бы Ататюрка, не было бы Турции. Сейчас турки бы сейчас были бы как курды. Поэтому он и называется Ататюрк, отец турок. Да. Отец турок, да. Вот. Он придумал, современный Эрдоган, он Ататюрка дело не продолжает. Он все хочет разрушить Эрдоган. Исламистский у него, да. Он хочет опять в старую эту тему исламистскую входить и хочет ислам Турции возрождать. Это неправильно. Вот это вообще неправильно. Но потом еще 10 лет умоляет Евросоюз принять себя. Наверное, скоро ему ответят, если установим шариат, примем. Нет, вполне возможно. Я сейчас так смотрю, да, реально, это куда катится Евросоюз, это, конечно, да. Может так быть.
Это реально. Абузадам, а как ты относишься к Чингисхану? Очень положительно отношусь. Я его уважаю. Молодец. Я Кстати, знал, в этом ключе не забывайте Россию. Россия то же самое. он разрушил Та же Багдад. самая система. Он разрушил Багдад, багдадский халифат, и он исламское государство разрушил. В этом плане я его очень сильно Элай, у тебя уважаю. очень страшно шумит. Что или кто-то Не, микрофоном? Не меня это. Не меня это. Sen Қазақсың ба? Қазақпын, иә. Жарайсың ғой. Не күлесің оны, не күлкілі не айттым мен қазақпын дегенге? Мен де қазақпын ғой. Не күлесің қазақпын дегенге? Не күлкілі зат па не қазақпын деген сөз? Сен еш оғансың ба не? Күлмесің, не рызы отырсың қазақпын дегенге? Қазақпын дегенге не рызиясың сен енді? Мен де қазақпын ғой, күліп отырмын ғой. Қазақ болсаң енді рызимашы енді қазақпын десең сен оған намыстануың керек, сен не үшін рызиясың сен онда? Қазақымына анженсін. Ол жыламашы, заебал. Боғауыз айтпа сен, бауырым. Боғауыз айтпа. Сен өзің айтып атпасың ба, мынау жерде нелі отырсың сен? Боғауыз айтпа деймін сен, серый кот, боғауыз айтпа. Не матерись, да? Тут люди слушают, а то подумают там. Невоспитанный ты человек, серый кот, не матерись. Не, серые коты, они все воспитанные. Нет, не матерись, неправильно это. Казах нельзя так материться. Казаху брат, да? Ну ты просто наехал на меня, типа, что ты смеешься, да? Я поэтому... Я сказал, казах, ты начал ржать, а что я смешного сказал тебе, говорю? Мен саған айттым ғой, мен де қазақпын деп айттым ғой, Вот все, тогда не смейся тогда, что смеешься? А что тут смешного? Ну вот, ничего не смешного же нет же, что я казах. А что ты так на это самое? Реакция у тебя неадекватная. Прекращайте это там. Прекращайте, короче, выяснение отношений. Серый кот, сен қай жақтың қазағысың? Қай жердің? Естественно. Руың кім? А сен руың кім? Менің руым Адай. Мен Арғын. Арғын, бауырымсың ғой, орта жүзсің ғой, бауырымсың. Слушай, а ты что качаешь тут? Пульмел. Все, брат, все, ты мой брат, ты мой брат, все. Ну, все, братья. Все, давай, сау. Шалом, да, шалом. Слушайте, это правда то, что Мухаммед про своих родителей говорил, то, что они в ад попадут за то, что они были неверными? То есть его родители не были мусульманами? Да. Чисто он не мог за них помолиться или нельзя было? Не разрешил ему Аллах помолиться за мать, но разрешил посвятить могилу, чтобы он вспоминал о смерти. Не ради матери, чтобы он вспомнил о смерти и поплакался там, понимая, что он тоже лжец, скоро сдохнет. За мать разрешится, он за мать помолиться он не разрешил, а иметь там сотни рабынь и насиловать всех разрешил. Алхамдулилля, Он же никахал ее в могиле, не? Что такое было? Да нет. Не? Оливковую и банановую. Нет, там что-то было, он там кого-то рубашку снял, положил, там что-то подобное, но это другая какая-то женщина была. Мать-то его вообще в детстве умерла, и он маленький был вообще. Он там отникахал в могиле, там налетел на нее там. Я не помню, но там какая-то женщина была, я типа подозрительно что-то там не было, что он как-то что-то делал, короче. Короче, на мумии у него тоже легкая эрекция была, как я понял.
Куда мы пустим тут? Все места заняты. Почему не пускаете? Чувак, просто кайфовал, я вижу, по полной программе. Да, молодцом был. Это не чувак, это пророк. Да, Губами пророк. Прометей, я приветствую тебя, я очень тебя уважаю, твой эфир, я подписан на тебя, рад тебя здесь в прямом эфире видеть. Вендетта, я тоже твой подписчик, поэтому всегда твои прямые эфиры захожу, очень мне нравится, очень хорошие темы поднимаешь, спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Тебе тоже спасибо. Да, здравствуйте. Салам алейкум. Мне где это Абушалом? Где Абушалом? Ты слышишь меня? Абушалом? Да, Абушалом. Какой Абушалом? А ты его заместитель, что ли? Я слышу тебя, брат. Иншалла, я слышу тебя. Ты откуда, брат? А, ты Абушалом, да? Алхамдулиллах, да, я Абушалом. Да, я все понятно. Да, брат, да. Слушаю тебя, брат. Брат, ты сам себя отсасываешь, что ли, да? Нет, это я даю, чтобы... Подожди. Аиша, чтобы у меня... Подожди. Аише даю такую Подожди. Гора Арарат, подожди. Аише даю такую Где Гора Арарат? Подожди. Почему вас в рот дали азербайджанцы? Почему гора Арарат где находится? А мне вообще похеру, где она находится. Потому что ты сам себя отсасываешь, понимаешь? Не главное, главное, чтобы ислам... Вот здесь прозвучал Ататюрк из Салоники. Был, руки его ебать. Чатла. Бозитха. Мурет куда? У тебя навыки, молодец, машалла, все. Да, скоро тебе так будут назвать. Бозитха. Прометенян скоро ты будешь, доиграешься ты. Все языки. Я хотел, мусульманин он или нет, узнать у них же. Да, это знаешь, что зачем он? Дебил этот, как Пуштун. Он то Александр Македонский у него. Это дебил. Два слова, которые сюда не умеют. Македонский. Там он приходит, мне доказывает, что грекам и армян евреи сделали геноцид, прикинь, долбоёб. И смешно, и грешно. Да, 100%. Фармат, а то, что Ну, Мандани тогда мы гей... ему морот туда. Фармат, скажи про Мандани, то, что он гей, он об этом сам заявил или нет? Просто я вот что-то смотрю в гугле, там написано, типа, нет, он не гей. Вот этот момент откуда источник? Нет, в этом баре полюбит. Ну, он ходит на все гей-парады, говорит, там, Это слава, есть, да, это есть, что он сторонник, есть. слава вот. геям, слава гейским богам. В туалете его застали со святым огурцом черным. Но он официально этот не делал, да? Камин-аут он не делал, да, сам официально? Пока нет, пока Не знаю. Пришествие. Может быть, не делал? Да, 100%. Да. Просто в гугле написано, типа, что нет, он не гей, но он является сторонником, типа, вот этой всей... Сторонником гея. Андулля. Да, может быть. Там что-то. Пока что, может быть, стесняется, он же стеснительный. Смотри, брат, гей он или не гей, но к пидорам он относится хорошо. Так что делайте выводы. Это правда то, что Мухаммеда его дядя хотел убить, что типа он правильные вещи говорит, или это немного левые источники? Что, дядя, что, убить хотел? Да, Мухаммеда. Да, конечно, хотел ублюдка остановить, понимал?
разбоем занимается, вражду сеет между племенами арабскими. Хотел в итоге, потому что он не остановился, решить с ним вопрос. А этот ничтожество вместо себя двоюродного брата Али в постель положил и сбежал ночью к евреям, к иудеям, в Медину. Поплакался, попросил убежища, а потом и их вырезал, тех, кто его принял. Иудеи. Меня удивляет, когда люди столько знают о Мухаммеде, как они его считают там самым благоверным. То есть это очевидно не мужской поступок, не мужской в покое, не человеческий поступок. Не, брат, я Да они вообще не знают его. Они вообще не знают там. Что верят. Белийский ты? Нет, конечно. Они просто... Ты с кем разговариваешь, Элай? Они просто слушают у себя этих имамов. А имамы это же их бизнес. Они хорошие, там нежные вещи рассказывают. Одно и то же 30 лет и сидят. И эти ничего больше не знают тоже. Ах, удивительно. Да. А сами неужели не считают сейчас я себя особо религиозным? Я верю в Бога, там, в Иисуса, но я сейчас не особо религиозным. Библию я-то читал. Они сами не читают. Давай, Лева, тебе тоже. Армат, а ты можешь рассказать про вот этот Вайнштейн, тебе надо, короче, у себя вот этим заняться. Чуть-чуть потапай, 10 тысяч лайков поставишь, Вайнштейн поднимут. Что ты сказал, Серый? Про вот эту Луну, которую расколовшуюся и тому подобные вещи. Просто я вот увидел то, что там якобы пророк Мухаммед пошел, там расколол Луну, потом обратно пришел, короче, вот это вот. Что-то я понять не могу. А эти вещи Вендетта знает очень хорошо. А где он? Он хорошо рассказывает. Вендетта, где ты? Наверное, Не смеяться. Иногда в ресторан. Как я понял, Мухаммед на волшебном осле на Луну полетел и там эти латки поставил и соединил, не? Наверное, по дороге. А он, интересно, на обратной стороне Луны был, нет, видел там что? Он там мечеть построил. Я можно пару слов скажу тут я к своим братьям казахам. Извиняюсь, если... Смотрите, братья, казахи до мусульман, да, казахи христиане были. А когда Чингисхан пришел, его армии были христиане. И когда они пошли, хан, его внук, когда Хулагу пошел багдадский халифат разрушать, его армия все были христиане. И они пошли Иерусалим освобождать вообще-то. Они пришли освобождать Иерусалим с востока. Просто там, когда они с крестоносцами, там уже были крестоносцы, и с крестоносцами, когда монголы пришли, у них просто была непонятка, потому что католики... Абус, как они доехали? Как они доехали до туда, до Иерусалима? На чем ехали? На лошадях ехали, на чем еще? Не, а через что они ехали? Через все земли, а как через все? Ну, по землям итальянцев шли или как? Нет, смотри, в общем, я скажу дальше, да, смотри. Просто, итальянцы дальше просто от Иерусалима еще. Да, переплыли, как они? Абус, переплыли, как? Не, казахи, братья, смотрите. Католики, подожди, да? Тормозите, да? Не, крестоносцы. Не, подожди, я до конца скажу, да. Крестоносцы были католики.
Ой, все, намешал там, братан. А Вообще, монголы, не туда. монголы, не, смотри, я до конца скажу. А монголы были не католики. А все, кто не католики, для католиков были не христиане. Монголы были не старьяне, а крестоносцы были католики. Поэтому они не объединились, понимаешь? Если бы монголы были бы католиками и объединились бы с крестоносцами, да, то ислама сейчас не существовало бы вообще. Этой религии не было бы. Они бы ее просто стерли бы. Просто в тот момент между католиками и монголами не произошла Это чудо Аллаха. Ой, уже это книгу чудо надо Аллаха. писать. Уже книгу надо Это писать. чудо да. Аллаха, ты не понимаешь. Айналайн Джаном Сол, ты где это прочитал? Кто тебе это рассказал? Я как это? Это история так написано так это. А какую ты историю читал? Книгу можешь сказать? Автора? Аль-Бухари. Википедию почитай. Википедии? Да. Ну, в Википедии там много чего могут написать. Какая стопка? Стопка какая? По счету. Нет, что именно? О чем ты хочешь узнать? Как Багдад разрушили или как что? Что ты хочешь Нет. узнать? Ну, я хочу узнать, как, с каких это пор казахи, тюрки, кыргызы, башкирии и тому подобное были христианами. В каком это веке? Это написано? Это Были, конечно, написано? были. Не, были найманы крестьяне. Но не все же казахи. Найманы, да. Все казахи были. Просто почему говорят сейчас, что были только найманы? Потому что только о них написано, а о других не написано. Ну, значит, на них написали, значит, они подсуетились там, понимаешь? Да, А что ты да, за всех говоришь? да. Не все же там были. Если бы кто-то в тот момент написал о других племенах, что казахи... Ой, братан, не говори, пожалуйста, так, ой, не надо. Все, остановись. Все казахи... Остановись, пожалуйста. 100%. А до этого, я тебе скажу, до этого, они никогда ислам не принимали. Ислам мы приняли, ислам наши предки приняли вот когда, вот в 19 веке только приняли. До этого ислама в Казахстане не было вообще. А тенгри где были? Тенгри тогда где были? Какие тенгри? Я не Потерялись знаю. по пути, что ли? Нет, смотри, я раньше сам намаз читал, да, я раньше мусульманин был, да, и просто... Ну, там где-то, наверное, тенгри и потерялись, когда ты в исламе был. Нет, Если ты не знал, Абус, тот же Чингисхан монгол был тенгрианцем. Не был. У него в войсках были все, и христиане, и мусульмане, и Они все были все у них христиане. были. Чингисхан Не все христианин. были. Не, но это Чингисхан были христианин легионеры. был. Это легионеры были. Не, Чингисхан христианин был, я стопудово говорю. Чингисхан христианин был. Все хорошо, да, Чингисхан был крестьянин, все. Хорошо, он был, да. Давайте закончим, пожалуйста. Чингисхан христианин был, и он шел освобождать святую землю от мусульман. Да, да, он был христианином, да, он был христианином-тенгрианцем, язычником, да. У меня просто слов нет. Ну, Да, у меня тоже. Надо историю читать, брат. Историю читать надо, брат, да, только не по Википедии, не по Ютубам, не... Надо читать книги, изучать свою эту самую историю. Как думаешь, почему он мусульман уничтожал, Чингисхан? Как думаешь? Почему он уничтожал мусульман? Ну, я не могу за всех отвечать, но мне кажется, он просто понимал то, что это, ну, как бы не то, мягко говоря. Не то. Ну, а раз не то, как может язычник думать, что мусульмане это не то? Это может знать только... В смысле? То, что мусульмане это не то, может знать только христианин или еврей. Если ты не знал, ислам это такая же христианская религия, но только другая чуть. Нет. Ислам это не христианская религия, это далеко от христианства. Очень далеко. Это не то, чтобы я ошибся. Не, это аврамическая религия. Это понятно, но просто вот христианство, иудаизм и ислам, это вот они как вот различение идут, да, вот? Не, это просто сейчас либеральные, современные социалистические леваки так просто написали. Ладно, пацаны, давайте, я пошел. Всем... Просто это так сказали, серый кот, это просто сейчас сказали, что мусульмане относятся к аврамическим.
они не относятся к авраамическим? С чего ты взял, что они относятся к авраамическим? Как Кстати, они... нет Подожди, мусульманина, подожди. пусть поднимется по базаре. Скажи честно, сколько ты выпил сегодня? Вот честно, вот только скажи, пожалуйста. Ну, что ты тему меняешь? Мы же сейчас В говорим о смысле другом. тему меняешь? Потому что ты сейчас говоришь одно, ислам и иудаизм Ну, и ты христианство, по это, теме, ну, ты это по все теме. авраамическое. Это Да, все ты по- авраамическое. Ну, А ты хорошо, говоришь, что тогда... ты... Хорошо, обоснуй, как ислам может Узелка, быть салам авраамическим? алейкум. Обоснуй. Повтори, пожалуйста, вопрос, я не расслышал. Как ты, я говорю, ты по теме обоснуй, почему ты считаешь, что ислам это авраамическая религия? А почему это не авраамическое? Ну ты обоснуй, ты же говоришь, что это авраамическая Ну религия. ты первый сказал то, что это не Не авраамическое. авраамическая, да? Я считаю, что это ислам, Ну ты это так не считаешь. авраамическая. Ну, вот ты против этого, против, да? Ты против, да, что это не авраамическое? Против чего? Против того, что это я ни за что Да. не против, я просто тебя объясняю, то, что Кстати, нет все ни вот эти одного вот мусульманина, что поднялся и раскидался. основные вот эти вот три вероисповедания, это все авраамическое. Оно все идет от одного. Нет, брат, смотри, я тебе объясню, да? Есть иудейско-христианская цивилизация. Иудейская это в Америке. Я вот лично, да, я вот как казах, но я живу в Америке, да, я просто среди американцев общаюсь, да. Есть такое мусульманин? понимание. Нет, не мусульманин. Астагфираллах, ты чё? Я не мусульманин. А кто ты тогда? Я христианин. Машаллах. Я христианин. Смотри, я протестант. Я тебе объясню, смотри. Есть иудейско-христианская цивилизация. Так в Америке говорят. Иудейско-христианская цивилизация – это вот то, что сейчас на Западе и всем миром руководит, да? Вот Америка, Израиль, Европа, они установили на этой земле свой тип правления, да? Что так должно быть. Вот. Это произошло от Библии. С Библии это взято. В Библии есть библейские стихи, где сказано, что так должно быть, что правление должно быть такое. Оттуда пошла все то, что сейчас, вот то, что мы сейчас так живем, вот то, что мы сейчас этот мир так видим, это потому, что так решили христиане, что так должно быть. Понимаешь? Поэтому мы живем в этом мире. Поэтому этот мир выглядит таким. Понимаешь? Не от того, что просто так произошло, и этот, как атеисты думают. Нет. Потому что люди вели это, у них есть миссия, видение. У Дональда Трампа, у Беньямина Нетаньяху, у всех есть видение, как этот мир должен двигаться. Понимаешь? И они двигают этот мир туда, к своему завершению. Вот. А мусульмане к этому никакого отношения не имеют. Вообще ноль. Они никаким образом к Богу Авраама, Богу, который вернулся к Аврааму, они никакого мусульмане не имеют отношения. Ноль вообще. Если ты считаешь, что мусульмане являются какой-то частью авраамической религии, то ты должен это доказать. Если ты это не можешь доказать, то тогда ты не должен говорить. Часть шайтанической религии. Да. Ислам это вообще левая, как буддизм, как вот другие, они вообще левая религия вообще. Вот. Они не имеют отношения к нам. Они не имеют отношения к Богу Авраама, Исаака, Якова. Они не имеют отношения к Создателю, Всевышнему Творцу. Они просто своего арабского местного башка они возвели в ранг Бога. Они сказали, Аллах это Творец. Нет, Аллах это не Творец. Аллах это их идол, которого они сказали, что он Творец. На самом деле это просто местный идол, которого возвели в ранг Бога. Понимаешь? И Аллах Мухаммед... это разве не это черный камень в Медине? Да, Которого это все сатанизм. На самом деле ислам, если если ты скажешь мне, да, вот я раньше, когда намаз читал, мусульманином был, я думал, да, сатанизм это какая-то вот секта, религия, где люди поклоняются сатане, да. Вот сейчас я тебе скажу, да, сатанизм это ислам. Вот что такое, если ты мне скажешь, что такое сатанизм, это ислам. Потому что это единственная религия, которая превозносит
человеческие жертвоприношения во имя Бога. Они говорят, ты должен умереть во имя Бога, ты должен себя убить во имя Бога, ты должен других убивать во имя Бога. Это реальные человеческие жертвоприношения во имя их Аллаха. Но Поэтому, зато они свинину не едят. ну, свинину не едят, это другая тема вообще. Зато они свинину не едят. Базаранит. Зато сами себя убивают, да, других заставляют убивать, да, а зато свинину не едят, да. Хрюшек уважают. Вообще, тема свинины, да, вот я лично эту тему изучал, если интересно, могу немного рассказать, да. Вот почему Бог сказал Моисею не кушать свинину? Почему именно вот не свинину? Почему он не сказал Бог Моисею, не кушайте там коров, не кушайте там овец, не кушайте лошадей? Потому что быстро портится свинина в жарких странах. Тогда же не было холодильника. Ну, это тоже одна версия, но другая версия, в общем, другая версия такая, что Бог не хотел, чтобы евреи общались с другими народами и с ними смешались и приняли их религию. Если бы они бы сидели бы за одним дастарханом, да, за одним столом с другими народами, да, и кушали бы с ними еду, они бы с ними подружились. Если бы они с ними подружились, они бы приняли бы их религию. Они бы приняли бы их местных богов, там у них было много местных богов, там Ваал, там еще другие боги, Осирис. Они бы их приняли, их местных богов, и отвергли бы Бога Израиля. Вот. И в связи с этим Бог сказал, не ешьте свинину, потому что все вот эти местные народы, которые жили там, они кушали свинину. Но знаешь, я против этой идеологии, где израильтяне считаются богоизбранным народом. То есть даже в Библии написано так, в первую очередь говорите привет не обязательно. Привет нужно всем говорить, и христианинам, и нехристианинам. Если вы говорите привет только братьям своим, то чем вы отличаетесь от язычников? То есть он говорит, будьте на своей вере стойкие, и максимально общайтесь с другими людьми, тоже разносите эту веру. То есть, грубо говоря, пропагандируйте. Сейчас я плохое слово сказал, пропагандируйте, но вы поняли, что я имею в виду. Ну, иудаизм — это не прозелитическая религия. Ну мы, христиане, считаем, что мы богоизбранный народ. Вот я, например, себя считаю, да, потому что у нас так Библия учит христиан, что мы избранный народ. Я, например, себя считаю богоизбранным человеком. Я себя считаю уже обитателем будущего рая. И любой христианин, который протестантской теологии следует, они считают, что они богоизбранный народ. И это нормально. А чем ты отличаешься от бузлаков? Ты у меня спросил, да? Да. От кого? От будулаков. Что Они же ведь тоже так считают? Что такое будулак? Ну, это радикальные муслимы, так называют радикальных мусульман будулаков. Ну, не знаю, я от них отличаюсь. Я отличаюсь от них тем, что я христианин, я не такой, я не они. Если тебя интересует, я могу конкретно сказать, чем мы отличаемся от них. Скажи, пожалуйста. Говорим? Ну, первое, у нас сказано то, что все мы дети Бога. И христиане, и арабы, и мусульмане, просто кто-то стоит на правильном пути, кто-то нет. И Бог их рассудит. Он говорит то, что все вы мои дети. Никто не имеет власть над жизнью другого. То есть мы не имеем права его считать плохим. Не имеем права его
так сказать, обнулять. Не имеем права его, как сказать, как-то упрекать. Мы можем ему сказать, что есть правда, это дальше его выбор, он примет эту правду, и что нет, или нет. То есть пока человек живой, у него есть шанс принять правду, принять слово Иисуса. Во-вторых, нам нельзя выделять своих, нельзя выделять чужих. То есть, типа, вот мы христиане, можно с друг другом относиться хорошо, а к другим относиться плохо. Вот это то же самое, что я недавно сказал. Если вы говорите «салам, привет» только своим, чем вы отличаетесь от язычников? Вот хотя бы этим. То есть, чем еще наша религия сравнима с мусульманской? Христос отдал свою себя за выступление за все грехи человечества. А что делает мусульманство? Оно только всех судит. Этот может жить, этот не может жить. Сам Мухаммед, как это делал? Прятался за спинами своих учеников, говорит: отдайте за меня жизнь, и вы попадете в рай. Иисус такое не мог бы сделать. Иисус мыл ноги своим ученикам. А Мухаммед, там, не знаю, там его поливки кушали. Я хотел сказать по поводу того, что, ну, кто-то, допустим, говорит христианам, что вот в Библии написано, что евреи избранный народ, но вот читаем Новый Завет, послание к Галатам, 3 глава, там последние стихи из головы. «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно в Иисусе Христе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». Но это именно в Новом Завете говорится. То есть Бог разрушил деление на иудеев и язычников. Он, можно сказать, в христианской догматике дал всем людям возможность стать семем Авраамовым. Вот. Да, согласен. То есть, серый кот, брат, я тебе как казаху говорю, да, ислам никакого отношения к Богу не имеет. Ислам это вообще... знаю. Ислам это Это не я вера знаю, да. Бога. Ислам это не вера Бога, там Бога нет. В общем, если ты будешь читать намаз, да, ты там Бога не обретешь. Потому что это... А кто сказал то, что я это делаю? Нет, Я я тебе вообще это не говорю... говорил. Я вообще просто пример говорю. Это молитва в пустоту. Это просто молитва в пустоту, потому что Аллах, Он не Бог. Понимаешь? Аллах это просто пустое название. И это вообще не переводится как Бог. Люди думают, Аллах это по-арабски Бог, по-русски это Бог, по-арабски Аллах. Нет. По-арабски Аллах, а по-арабски, то есть Бог, будет Иляхи. Илляхи, даже вот если вы знаете шахаду, там говорится ля илляхи илля Аллах. То есть ля илляхи илля Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха. То есть Бог это илляхи. А Аллах это местный их идол, который был в племени Кураиш. Например, отца Мухаммеда знаете, как звали? Отца Мухаммеда звали Абдаллах. Абдаллах. Это переводится как раб Аллаха. То есть отец Мухаммеда еще, до Мухаммеда, пока Мухаммед еще не родился, его звали Абдаллах, раб Аллаха. Он был служителем, жрецом Аллаха. Поэтому и звали его Абдаллах, то есть раб Аллаха. Там стоял такой черный камень, его называли Аллах, и они говорили, это Бог. Но на самом деле Аллах это не Бог. Вот. Просто казахи, мои братья, должны понимать, там нету Бога. В исламе нету Бога. Бог есть только в христианстве. Только там есть Бог, брат. Ну, я тут хотел сказать, что вообще там же есть мнение, что Аллах
это слово, являющееся результатом слияния определенного артикля единственного числа аль, то есть аль-Иллах. Иллах — Аббас, это брат, слово, как я понял, обозначающее Мухаммед Бога. всех заставлял поклоняться своему пахану, не? Да, совершенно верно. Аллах – это идол, которому поклонялся отец Мухаммеда, поэтому его звали Абдаллах. И вот это вот, я тоже раньше, когда намаз читал, я думал, что Аллах – это эль, существительное типа на английском языке the Аллах, the Иллах. И ты когда добавляешь, аль-Иллах, это считается как бы Бог. Нет, это вранье. Это вообще ложь. Адам, брат, это вообще в это не верь. Это просто происки дьявола, чтобы пихнуть ислам, как будто это религия, это как будто от Бога. Вообще нет. Это не от Бога. Тоже Это, было написано. знаешь, если бы сатана реально, он очень хитрый. Он очень реально постарался, чтобы людям пихнуть веру в Бога, но через то, чтобы люди думали, как будто от Бога. Там и у них есть Иисус, понимаешь? Там у них есть и все, и как бы единобожие, как будто у Который них... по описанию похож больше на Антихриста, чем на Иисуса. Да, смотри, там у них вот как будто есть таухид, как будто есть, да? Всего лишь пророком. Да, там как будто есть таухид, да? Как будто вот думаешь, вот вера в Бога. Как будто там есть Иса, но если ты внимательно Коран изучишь, да, и хадисы, да, все их Иса, он враг христиан. Их Иса — это враг христиан. Их Аллах, он враг христиан и евреев, и всех людей. Их религия — это вообще то, что сказано Иисусом. Все, что если бы, например, да, сесть и написать антибиблию, да, то нужно, если хочешь написать антибиблию, то напиши Коран. Коран — это антибиблия. Это это враждебная книга Библии, Коран вообще-то. Кстати, что меня еще всегда интересует? Мусульмане всегда сидят и оправдывают ислам, оправдывают. Почему Библии не нужны никакие оправдания? Они сами себе врут, эти мусульмане, клянусь. Только это... Но справедливости ради Библии тоже нужно защищаться, так сказать, от нападок по типу... Ну, например, вот есть люди, которые осуждают, допустим, то, что Бог убил первенцев в Египте и прочие, получается, явления Бога. Но это тоже нужно же разъяснять, получается, людям. Ну, они были, тех, кого он убил, они были не просто идолопоклонниками, не просто те, которые были в ошибке, они осознанно принимали идеологию и веру того, кто был против жизни. Уже даже не буду говорить это слово, там, сатана, они были антижизнь, понимаешь? Это был такой элемент, который нужно было истребить. Брат, я согласен. Я хочу добавить, да, если человек спрашивает, а вот в Библии, в Ветхом Завете, Бог почему делал так, Бог почему делал так, если мусульмане у вас спрашивают, да, почему Бог сказал, уничтожайте там хананеев, там, уничтожайте там других, да, вы просто спросите у себя, мусульмане, вы, мусульмане, себе задайте вопрос, почему Аллах уничтожил весь этот мир и позволил спастись только Нуху и его семье. Если вы такой задаете вопрос, спросите себя, почему Бог сделал всемирный потоп и только позволил семье Ноя спастись? Вот вам ответ на ваш вопрос, почему Бог так делает. Мы это не знаем. Это его план. Адам, ты же про это говорил, там дети египетские, то, что младенцев приносили в жертву Баалу. Не, это филистимляне.
А я говорил именно о первенцах Египта. Ну, в Филистимляне непонятно, почему их Бог говорил уничтожать. Я бы не хотел, если честно, жить по соседству с людьми, которые склонны к предательству, к нападению на безоружных евреев, которые только что пришли в Ханаан, и которые при этом приносят своих собственных детей в жертву кровожадному идолу. Да, антижизнь. Баурум, ты когда принял христианство? Я с самого рождения. Нет, я вот к своему брату обращаюсь, в казаху. Серый кот, я христианство принял так, в 2017-м, 9 лет назад. 9 лет назад? Да. А что тебя сподвигло к этому? Я как понимаю, ты до этого был намаз читал, все тому подобные вещи делал, да? Да, я просто, брат, искал Бога, да, я хотел, чтобы... Вот у меня был вопрос, поиск Бога, да, кто такой Бог? Я его искал, да, и я его не нашел в исламе, я его нашел именно в христианстве. Потому что после Корана я начал читать Библию, да, и Библии я многие вещи для себя открыл, да, и я в это уверовал, я увидел откровение. Я вот реально видел откровение. В моей жизни оно произошло. Сверхъестественные такие вещи, которые невозможно объяснить, что это случайность. И я это увидел, и я испугался реально того, что моя жизнь, она руководится свыше. И я реально поверил в Иисуса. Я всегда считаю, что Иисус это Бог. Я последние годы, когда намаз читал, там же, когда ты стоишь, сперва читаешь короткую потом Аль-Фатиху читаешь во время намаза, да. А я что делал? Я с братьями, когда в джамагате стоял, намаз читал стоя, да, я вместо Аль-Фатихи я читал «Отче наш» на казахском языке. Да. Я читал «Отче наш», я про себя читал, да. Да, я джамагат, я вот стоим, да, братья, да, рядом, да. Я был в серьезном таком радикальном джамагате был. И где ноги к ноге, да, где нога к ноге должна быть прижата. Ну да, там, ну руки так, да. Нога к ноге прижата, это не просто, это тот, кто в теме, тот поймет, да. И я когда стоял, и вместо Фатихи начал читать «Отче наш», да, и мне реально один раз, да, и мне реально пришло это откровение, и я во время намаза это почувствовал, да, присутствие Бога. Я сказал, я про себя говорил, да, Бог, если ты есть, я уже чуть ли не стал атеистом. Я про себя сказал во время намаза, Бог, если ты есть, явись ко мне, откройся мне и скажи, кто ты. Кто ты, Бог, я хочу тебя знать. Я прямо так сказал во время намаза. И Бог мне открылся, брат, понимаешь? И от того, что я стал христианином, я не стал русским. Люди думают, вот, христианство примешь, орыс болып кетесің, там, қазағыңды ұмытасың. Нет, не так, брат. От того, что я стал христианином, да, я наоборот стал больше казахом, потому что Иисус сказал, что каждая нация это важна. И мы стали реально, мы когда переводили Библию на казахский язык, мы все песни, которые в Америке в церквях поют, начали переводить на казахский язык. Мы реально начали казахские слова разрабатывать, понимаешь? Какие слова можно применять для такого значения, какие слова можно применять для такого значения, вот, которые, например, нету, но мы их начали вытаскивать. Вот, например, есть, например, Кипчакская Библия. Ты слышал, серый кот, есть Кипчакская Библия. В 13 веке кипчаких есть Библия, которую в 13 веке написали. Вот. Мы эту Кипчакскую Библию взяли, и эту Кипчакскую Библию начали оттуда брать слова.
Какие слова казахи раньше использовали, которые они забыли, когда ислам пришел, свои слова они начали пихать, а какие мы слова мы раньше использовали, но какие мы забыли. И мы у кипчаков эти слова начали брать, понимаешь? Мы начали брать эти слова, это начали использовать, это начали в жизни применять. И понимаешь, мы казахский язык обогатили наоборот. Понимаешь, для нас это христианская вера, это не просто обрусение, как думают. Мусульмане же как преподносят? Вы примите христианство, вы станете русскими. Понимаешь? Ну, это просто для них нужна причина, чтобы как-либо там оскорбить, унизить и тому подобных. Хотя по факту христианство это как это вот римская, не римская, вот тема же есть. Да. Да, у нас несторианская. У наши предки Кирей и Найманы, они приняли несторианское христианство. И чем отличается несторианское христианство, если интересно, я тебе могу объяснить, да, от католиков или православных. Вот чем отличается? В том, что мы несториане, да, Найманы, Кирей верили в то, что Мария, она не Богородица. А католики и православные считают, что Мария Богородица. То есть несториане верят так же, как протестанты. Вот современного протестанта в Америке спроси, кто такая Мария, он тебе прояснит, кто такая Мария, да? И несториан то же самое верил в это. То есть мы не верим, что Мария Богородица. Мы считаем, что Мария это обычный человек, и она не рожала Бога. Вот, мы вот так верим. Она не рожала Бога, Мария. Она родила обычного человека. Вот, кстати, как армян, появился по-моему, Иисус? тоже так. Как появился Иисус? Ну, как вот, если Мария не рожала его? Вот, она родила обычного человека. Иисус, он был обычным человеком. То есть у него же такая же плоть, он также плакал, он потел, и все остальное физическое у него было, если мы читаем Библию. Но в него, когда он прошел крещение, Иоанн Креститель, когда его крестил, в него снизошел Бог. В него снизошел Бог, и он стал Богом. Но он был запланирован изначально до рождения всего. Бог сказал так: в Ветхом Завете еще есть такое, да? Он сказал: я как человек на землю приду. Бог много раз говорил: я приду на землю как человек, я вас спасу. И Бог много раз заговорил, и у семьи Иисуса, Иисус, он сам потомок короля, царя Давида. Вот Давид, он был царем Израиля, если в курсе, да? Его сын Соломон, царь Израиля. Все потомки были цари, да? Пока Израиль не уничтожен был. И Иисус, он родился от семьи царя. У него отец Иосиф был потомок этого Давида, и мать была потомком пророка Давида. И он оттуда родился, и все пророчества, которые сказаны были, свелись в нем. То есть это был человек, но в нем был внутри Бог. То есть это невозможно как-то понять или объяснить, брат, понимаешь? А если ты не христианин, тебе это сложно будет понять, как это мог Бог быть человеком. Да. Как может Бог в человеческом обличии ходить по земле? Это сложно Это понять. же Бог, он все может. Да. Он Бог, он все может, понимаешь, брат? Для этого просто человек должен принять Бога. Ты не должен бояться, ты должен просто открыть свое сердце Богу и сказать: Бог, я верю, что ты есть, но кто ты? Откройся мне, войди в мое сердце и покажи мне себя. Не бойся этого сказать, да? И когда ты так скажешь, он Бог, он всех слышит, он в твое сердце войдет. Он реально в твое сердце придет, и он тебя откроет, твои глаза, серый кот. Он скажет: вот я – это Бог, вот я такой.
И ты реально начнешь это все чувствовать, ты начнешь это все реально видеть. Ты начнешь видеть разницу. Понимаешь, брат? У меня, у меня дома, были дорогие такие, Саудовской Аравии мне братья Джамагата привозили. У меня были дорогие такие картины с аятами Корана. У меня были много таких вещей, да. Знаешь, я когда принял христианство, я эти все вещи, да, или же сжег, уничтожил, или же просто людям отдал, которые в это верят. Понимаешь, я свой дом от этого освободил, брат. Но это мне стоило, брат, карьеры. Мне это стоило, брат, карьеры, да, потому что я реально, у меня была серьезная карьера, я двигался серьезными Да, мне людьми. кажется, там не только карьера, там и с семьей, видать, какие-то проблемы были мне. Я вот сам по себе как бы знаю, да, вот это все. Когда ты уходишь из этого, ну, от тебя все отворачиваются. Да, Говорят, ты да, предатель. да, Ну, все это как бы я... отворачиваются. Да, отворачивают, типа, ты предатель, ты там свой род, там свой вестухум, там что-то там предал. Ну, по факту, если вот так вот посмотреть, ну, они просто заблуждались. Их обманули. Вот Если так еще вот посмотреть. разница между христианством и мусульманством. Вы слышали притчу о блудном сыне, который ошибся, ушел, но его опять приняли? Вот в христианстве тоже так. Если есть человек, который отвернулся от христианства, его не изгоняют, его там не высмеивают. Ну, знаешь, не нужно тут сравнивать христианство и ислам, это абсолютно разные идеологии. Потому Я что так христианство, говорю. оно как вот добро, помоги, там, то все, а тут в исламе тут обыкновенный фашизм, как я понял, да, вот. Если ты свой, то ты свой, если ты ушел, то все, давай. Салам алейкум, здесь. Лучше Абыся, принять. можно вопрос Абызу задать? Я так понимаю, вы исторически осведомленный человек. А вот расскажи просто про шумерский эпос. Вот вы что знаете? Там ведь тоже есть описание и библейского потопа, и еще масса других исторических явлений. Вот. Что вы об этом знаете? Салам, брат. Я читал про это, так изучал, но особо сильно я в эту тему не в курсе. Но если в курсе, вы читали, наверное, что при Аврааме был такой Мелхиседек. Вы слышали, кто такой Мелхиседек? В Библии, Торе, у евреев, в Торе, да и в Ветхом Завете написано, что был такой Мелхиседек, король и священник города Салима и древнего Иерусалима. И я считаю, что вера в Бога Творца, она была всегда у людей. Вера в единого Бога Творца была всегда у людей, потому что если мы читаем Библию, то есть Адам, да, есть его дети, Каин, там, Авель, там, убитый там Сиф, потомки Сифа, Ной. И это все мы читаем в Библии, да, и это просто, я думаю, шумеры эту тему взяли эту тему просто шумеры это взяли. Это мы не можем сказать, что это шумерская вещь, понимаешь? Потому что это есть уже в Библии. Не-не-не, вот что за просто дело в том, что красавица? шумерам 6000 лет назад еще были вот эти все как бы глинописные рукописи. И вот, можно даже, наверное, в утвердительной форме сказать, что все исторические последующие описания вот этих, вот, допустим, та же самая история с потопом, или вот вы упомянули про Адама, в шумерском эпосе он вообще описывается как Адапа, первый человек, который был на земле. И вот, допустим, вот во время вавилонского пленения евреев, когда их освободил Кир, они ушли и знали вот эти все истории, которые были у них. То есть если вот вы просто сказали, что шумеры взяли, да, как бы это нет, но они же на самом деле были 6000 лет назад еще, и получается, что ровно наоборот. Последующие, вот там, допустим, и в иудаизме, и в Библии, и в исламе есть вот эти все упоминания про тот же потоп и все остальное. Это просто как некое взаимствование у более поздних, так сказать, исторических реалиях они сделали.
Ну, я понял. Нету мусульман, интересно, в чате 97 человек. Ну, мы же не знаем, юзер, понимаете, мы же не знаем, сколько лет было Аврааму. Мы же не знаем, может быть, Авраам жил 10 тысяч лет назад. Мы же не знаем, когда он жил. И мы не можем этого утверждать, сколько лет назад жил Авраам, чтобы говорить, что кто древнее, Авраам или шумеры. Но это никакой принципиальной роли не играет, понимаете? Принципиальную роль играет то, что до нашего времени сейчас нам что дошло о Боге. Что мы знаем о Боге? Вот что принципиально для нас важно то, что вот сказано о Боге вот так вот. Что человек должен быть таким, человек должен быть таким, человек должен, например, хотя бы 10 заповедей возьмем, да? Не возжелай жены ближнего твоего. Вот, например, да? Важная вещь. Не возжелай жены ближнего твоего, ни его скота, ни его земли, ничего не возжелай. Это важнейший принцип, который есть в Библии. И если ты просто этому следуешь, ты не будешь возжелать ни земли соседа твоего, ты свои участки не будешь, его участок воровать, ты его не будешь, его землю завоевывать, ты не будешь его жену возжелать, ты не будешь его семью разрушать, понимаешь? Это же важный принцип. Если он сейчас есть, а у шумеры нам ничего не оставили же, нам это оставили только евреи. Если евреи такое оставили, и оно нам в жизни помогает, почему нам этому не следовать? А что говорят мусульмане? Мусульмане говорят, забери его жену, и на его жене, завоюй его жену, и на его жене женись. Это один принцип, а другой принцип, где Иисус говорит, вот у тебя только одна жена, живи только с одной женой. Семья – это муж и жена. Семья – это когда один мужчина и одна женщина. Это называется семья. Понимаешь? И этот принцип, который нам дошел, он же идеальный принцип. 100%. А что бы вы сказали на то, что есть исторически очень похожие описания, так можно сказать, людей, вот, допустим, тот же Гор, да, тот же Митра, и еще там ряд есть, так называемых божеств, которые, идентичны Христу. Вот они, все родились там в день зимнего солнцестояния, все они там воскресали, все они исцеляли людей, и очень много схожести есть. То есть как бы тоже такой инструмент, как компиляция, взаимствование более поздних описаний вот этих происшествий. И вот там все как бы, в точь-в-точь, так же вот как им было по 33 года, то есть там очень много как бы есть таких схожестей, вот прямо аналогично Христу. Вот вы слышали об этом что-нибудь? Ну, слышал, да, я слышал про это все. Это все же уже давно известные факты, все это знают. Просто, брат, я хочу сказать, юзер, что это не важно, что у них было, что было там описано, это все не важно, брат. Важно то, что сейчас мы имеем на руках, брат. Вот мы на руках имеем, вот какой наш мир, вот какая наша цивилизация? Вот наша цивилизация – это не египетская цивилизация, наша цивилизация – это не христианская, не шумерская цивилизация, наша цивилизация не исламская, наша цивилизация – это иудейско-христианская цивилизация. Вот люди, которые верили в Иисуса, построили эту систему современного мира. Каким должен быть мир? Какими должны быть страны? Какими должны быть законы мира? Понимаешь? Я вас перебью, но вот, допустим, китайская цивилизация с вами бы не согласилась в этом. У них совершенно самобытное мировоззрение. У Хорошо. них не христианство. Чем китайцы отличаются от Запада? У них коммунистическая идеология Карла Маркса, которую создал еврей по имени Карл Маркс. Они живут по Карлу Марксу, Китай.
Как они не согласятся со мной? Им дали, им евреи, китайской всем этому миллиарду народу, как жить, сказал еврей. И они по еврейскому закону живут. Да почему? Ну что вы? Ну у них Лао Цзы, у них конфуцианство, у них настолько все переплетено гармонично. У них коммунистическая партия Китая правит Да, их страной. это же чистая формальность. Там давно всё- Нет. Ты попробуй это сказать в Китае, тебе за это расстреляют. Они чтят Карла Маркса так же, как их современного лидера. А попробуй сказать, что Карл Маркс лжец, или же что его книга «Капитал» – это ложь. Тебя Но ведь сразу они же же так и расстреляют. сами про себя говорят, да, мы, коммунисты, но только с китайской спецификой. Нельзя сказать, что в чем специфика? В чем специфика? Скажи мне. в том, что у них гармонично сочетается как бы их древняя традиция, их там тысячелетняя история социализма. Им удалось гармонично все так строить, создать свою идеологию серединного пути, один пояс, один путь, и они тихо сапают, потихоньку занимаются экспансией всего мира. Уже, в принципе, половина мира ими закредитована, и они вполне как бы могут тоже претендовать на том, что 21 век это будет век Китая. Юзер, когда в Китае будет конфуцианство или буддизм государственной религией, тогда вы можете мне сказать, что Китай – это другая цивилизация. Но до тех пор, пока что мы сейчас на самом деле реальность, давай будем говорить о реальности. То, что сейчас в Китае коммунистическая партия правит Китаем, который им написал еврей, мы будем говорить, мы будем исходить из этого. Ладно, Юзер? Реальность такая. Они коммунисты, Китай. Другого нет. Другое это все просто как бы было бы, если бы там или что было бы. Но реальность такая, что там коммунисты рулят Китаем. И современный Китай, он стал таким, потому что там рулят коммунисты. А не то, что Вечер добрым всем. конфуциане там или буддисты. Нет, только из-за этого. Поэтому, Юзер, давай будем исходить из реальности сегодняшнего дня. Маршал Душин, приветствую. Маршал, бюсты крыша Масейра. Абойз, один вопрос насчет Библии. Ты говоришь, что ты прочитал Библию. Там в Библии указано, что Ибрагим, это Авраам так называется, был в Мекке. Ты видел это, где ты читал? Читал такое? Не, я такого не видел. В Библии такого нету, что Авраам был в Библии. Вообще-то, смотрите, Не, ты не понял, не в Библии. Я имею в виду в Библию, но что он был в Мекке. Понимаешь, такого о чем нету. я? Верта, такого нету. Верта, смотрите, вы сами себе задайте вопрос. Если вы арабский язык знаете, да, Верта, вы себе спросите, почему вы, мусульмане, то есть не вы, а вообще почему мусульмане назвали его Ибрахим, а не Абрахам. Потому что по мусульманскому языку Абу – это отец. То есть если у меня есть сын, например, Дауд, я себя буду называть Абу Дауд. Правильно? Если у вас есть сын Муслим, вы будете называться себя Абу Муслим. То есть Абу – это отец. Теперь Абрахам – это по-еврейски Абу Рахам, отец народов. Почему они исказили его имя и сделали Ибрахим? Иб – это не отец по-арабски же. Откуда они это взяли? Это означает о том, что этот Коран – это ложь. Понимаешь, брат? Коран – это ложь. Потому что если бы они следовали вот этой логике, что Абрахам – это отец народов, то у них на арабском языке Абу – это отец. Они бы его так и назвали бы Абрахам. Но они его сделали Ибрахим. Они исказили. Это сатанинское дело, брат Верта. Поэтому ты должен знать, что Коран – это сатанинская религия, брат. Знаешь, я арабам не верю. Абсолютно. Как говорится в русском пословице, поговорке,
Я на этом деле собаку съел. Я на практике узнал все об этом. И читал, и этих людей узнал. И жил среди них. Разговаривал очень много, годами. Так что насчет этого я знаю. Я дальше иду. Потому что там говорят... Я даже задал бы вот такой вопрос, если ты понял, что это за религия, и ушел оттуда. Откуда взялось слово «умра»? Понимаешь слово «умра»? Откуда взялось? Когда ты изучаешь одну религию и понимаешь, не то что понаслышке, а сам читаешь и практикуешь, и плюс узнаешь этих людей, те, кто принесли тебе это. По факту же арабы нам это все сказали. Арабы же написали. Ну, там еще есть Бухари, там муслим, еще есть Перстон, Тирмизи и муслим там. Мы не знаем, кто они на самом деле такие. Но, тем не менее, через 220-30 лет после всего этого пророчества, как они говорят, они начали писать это. А это очень 2 века, еще 30 лет, понимаешь? Хотя люди не помнят, что было там 50 лет, 100 лет, а тут 230 лет. Они еще парятся там на солнце, под солнцем, там еще и жарко. Там в декабре тоже босую ногу не положишь на землю. Понимаешь, в декабре, декабрь месяц. Там разницы нет, там очень жарко днем. И, короче, они парились под этим солнцем. 230 лет приходит какой-то узбек и говорит, что я собрал столько-то хадисов. А если так учитывать, что он должен изучить язык, понимаешь? И что он должен еще ходить, собирать это. Они же не жили в одном палатке или в одном доме, или в одном улице. Они по разным местам жили. А в то время нету ни мотоцикла, ни поездов, ни самолетов, понимаешь? Он должен на своем лошади или на верблюде передвигаться там. И плюс этих людей уже давно нету. А там передавали, и еще говорить, что это достоверно, это курам насмех. Ну и понимаешь, я это просто понял, увидел, все. Даже в современное время это очень тяжело так сделать там, на месте. Это я говорю за счет 23 года, 22 года тому назад. Я там был и все это видел. И как все это меняется, как это идет бизнес у них. Понимаешь, я увидел это бизнес. Ничего более. Когда я им написал, я хочу приехать в хадж, но я не молюсь, они мне сказали, приезжай. Понимаешь, я до того, чтобы поехать туда, я пишу, я не молюсь, но я хочу приехать в хадж. Они говорят, приезжай. И никаких вопросов нету там в аэропорте. Не спрашивают, ты молишься, не молишься. Главное, ты деньги принес. Я на своей шкуре, как говорится, узнал об этом, что эти люди такие люди. Я хотел узнать их и узнал. Хотя это мне обошлось не так уж дешево. И еще, когда я туда поехал, последний момент, когда я туда поехал, знаешь, что я сделал? Я сказал, вот этот, который тебя ведут группы, старшему, что я потерялся, утром я потерялся, и вечером 2 часа, даже больше, чем 2 часа, я пришел обратно. Мне спрашивают, где ты был? Я говорю, я не знаю, я заблудился. А на самом деле я ходил по всем местам, хотел изучать не этот пятачок, который они хадж делают, а в другом месте, внутри, где они живут, изнутри узнать, что там, как там. Когда я одному таксисту говорю, это днем было, останови, я хочу молиться, он меня высадил. Он говорит, какая молитва, ты о чем говоришь? Понимаешь, для меня это шок было. Потом дальше на автобусе я поехал. И вот так я приехал, так я узнал этих людей для себя. Так они попросту тебя не пускают в то время. Не знаю, сейчас это как. Хотя для нас это было открыто в 90-м году. Вот такие истории. Поэтому я у тебя спрашиваю. Я просто хочу узнать, понимаешь?
когда с человеком говорю, я хочу ему сказать, смотри, первое было Тора, да, потом Инджил, да. Там же не говорят про это, что Ибрахим там был, а про Мусу говорят, про Ису говорят. А почему там про него не сказано? Потому что они скопировали у этих стена плача есть, оттуда это взято они. Они увидели, что это приносит деньги и бизнес. Это еще раньше, я не имею в виду сейчас, еще, в общем, раньше это было. Вот Верта, так они копируют. И то, что ты говоришь, что они скопировали, это правда, да, они скопировали. Верта, Это смотри. не секрет. Верта, смотри, я сразу же на этой теме добавлю вам, да, Верта, смотрите. Первое дело насчет скопирования. Смотрите, я когда читал Коран, я думал об именах пророков, которые написаны в Коране, да. Теперь смотрите, в Коране есть пророк по имени Ильяс. Почему он говорит, вот Ильяс, Аллах говорит, да, Аллах говорит, да, вот есть, вот пророк Ильяс, пророк Юнус, говорят, да. Теперь подумайте сами, просто головой подумайте. Красное. Да, почему этого пророка зовут Ильяс, а этого зовут Юнус? Почему Аллах так говорит? Если эти пророки были бы, и их звали бы Ильяс и Юнус, а если теперь брать оригинальные это их имена, то спроси у любого араба, как переводится имя Ильяс и как переводится имя Юнус. Они скажут, я не знаю. Они скажут, это пророки евреев. Тогда ты спроси у араба, если это пророка евреев, как у евреев назывались эти пророки? Ильяс и Юнус. Они скажут тебе, евреи тебе скажут. Ильяса звали Ильяху, а Юнуса звали Йона. И теперь у евреев спроси, как переводится Ильяху? Он тебе скажет, Ильяху, Бог Яхве. Как переводится Йона? Ты спросишь у еврея. Еврей тебе скажет, Йона переводится голубь. Теперь ты спросишь у араба, а почему Аллах в Коране написал, что пророка зовут Ильяс, и почему пророка зовут Юнус? Почему? Спросишь у араба. Он скажет, не знаю. Смотри, когда я читал, я тебе там было отвечу, Иона. Смотри, И я тебе Иона отвечу. было там. Да, а я ты тебе говоришь отвечу. Иона. Да, Верта, смотри, я тебе отвечу. Смотри, потому что когда греки эту еврейскую Библию переводили на греческий язык, в греческом правиле грамматики, когда пишешь имена, ты в конце пишешь «ус». Иса, Иешуа они сделали Иисус. Вот. Ильяху они сделали Илияс. По-гречески это Илияс. А Йона – Йонус. Понимаешь? Это все понятно. Это греческие слова. А потом, что сделали арабы? Они Коран, когда писали, они вступили, им нет, чтобы это писать как в оригинале взято, потому что Аллах, если Он Бог, Он же к своим пророкам обращается с их именами же. Аллах, если Он Бог, Он же не будет говорить, так, это потому что гречески переведено Ильяс и Юнус, давай я теперь буду говорить так, потому что греки так перевели. Аллах, если Бог, ему зачем это греческий язык, правильно? Он не будет так делать, он будет говорить, вот этого человека так зовут, я буду ему говорить так. Вот. А он так не говорил. И это означает, что Коран, копия, Верта, я просто подтверждаю твою версию, брат, вашу версию, брат, вы старше меня, что Коран это конкретный плагиат, копия. Это все эти имена скопированы. Даже, например, возьмем, вот другой вопрос, брат. Вы говорите, что хадисы написал Бухари. Теперь откройте Википедию и напишите. Бухари, имам Бухари. В каком году он жил? Да. В каком году жил вообще имам Бухари? Вот Верта очень точно, очень мудрую вещь говорит. Любой человек, зайдите сейчас в Google и откройте Википедию и напишите имам Бухари. И вы увидите, он жил после 250 лет после смерти пророка Мухаммеда.
250 лет. Теперь, что такое 250 лет? Это вот примерно как современный чеченец и примерно даже до Шамиля, наверное. Шамиль это 18 век. Да, да. Вот теперь, да, вот какой-нибудь чеченец, он решил написать все слова Шамиля. О чем говорил Шамиль? Теперь вот... Болтал он много. Да, Верта говорит, да, в то время автомобилей не было. Вот Бухари, он из Бухары, он узбек. Этот узбек должен сесть на своего ишака, поехать в Саудовскую Аравию и везде объезжать людей и спрашивать, о чем говорил вообще пророк Мухаммед. Секундочку, да. Бухари, извините, Бухари узбеком был или вы просто так говорите? Он с Бухари. Кто в Бухаре живет? В Бухаре живут узбеки, брат. И этот один из главных имамов узбеком был? Да, он был узбеком, да. Представь, а не арабом, я сам офигел сейчас. Он с Бухари, он узбек. И смотри. Ребята, извините, можно слово сказать? Прошу прощения. Добрый вечер всем. Бюсекуль Маршлоуэл. Тут это Вендетта Хост, да, у вас тут, я смотрю. Он сейчас намаз делает. Он сейчас намаз делает. Аллах, я в бар, иногда и в ресторан. Красавчик. Но зря. Если он будет здесь, я бы хотел ему пару слов сказать, и я бы вышел, или вы выкинете меня, я бы ему хотел пару слов сказать, и я вылету потом. Если можно, если он разрешит. Что не может отвечать. Да. Вот но если вдруг он зайдет, я тут посижу пока, да. Я по-чеченски там ему пару слов скажу, чисто от души. Красавец парень, молодец. Извините, что я вас перебил всех, да. Аббас, смотри, Аббас, там есть такой хадис номер 7542. Это звучит так. Иудеи на иудейском языке читали и переводили на арабском языке. Сахих аль-Бухари. Они учили арабов тому Торе, который было у них. Тут все, блядь. Если ты запомнил это номера 7542, Сахих аль-Бухари. Они учили. Можно один вопрос к вам, Верта? Верта? Да. Это вы говорили то, что когда вы были в Медине, это то, что камень трогать. Нет. Вы там смотрели на местный быт. А что вы там увидели вот в этом помещении, когда вы там были? Вот какой местный быт? Чем там вы таким занимались, что было интересно? Вот расскажите. Там ритуал стандартный для всех. Это кто едет на хадж. Это чуть-чуть разница, чем умра, потому что тот, кто едет в хадж, он должен побывать в Мине 3 дня, в Муздалифе переночевать и на Арафате побыть. А тот, кто едет на умру, он просто этих 7 кругов делает, и там есть Сафа аль-Марва, так называются такие сугробы, пробежать 7 раз между ними и бросать камни. Вот это разница между ними, вот, которую я сказал. А то, что заходить внутрь Каабы, я внутрь не заходил. И внутрь обычно не заходит, там ничего нету. Например, это из блоков сделаны вот этот Кааба, а там есть накидка, называется кисва. Они закрыли ее с 3 сторон, четырехугольно, как все видят, потому что там дождей не бывает практически. Очень редко. А то, что я там видел, там все одни мигранты, приезжающие люди, а сами арабы только работники. И плюс работники из Бангладеша, из бедных стран, так как говорится, они работают там. А сами арабы туда не ходят. Просто работники там, это бизнес, понимаешь, это доход, миллиарды приносит. Люди обмануты этим камнем. Этот камень был когда-то похищен в 930 году. Джахир аль-Джанаби, он был похищен им и увезен в Бахрейн, хранил там 22 года. Этот камень он не отдавал. За этот срок он постарел. Он потом продал и разбил этот камень. И сказал, что это не из рая камень. Я не мог бы его похитить и хранить его 22 года, плюс я не мог бы его и разбить.
Так что это всего лишь обман. Он хотел этим доказать и доказал. 22 года – это не маленький срок. И он за этот камень потребовал у них большие деньги. Сегодня там 24/7 стоит солдат, они меняются и охраняют этот камень. Потому что после этого тоже его украли, только этот второй случай, этот, который украл, он далеко не ушел, они его поймали и вернули. Но с первым у них получился большой промах. 22 года человек хранил у себя этот камень. Что сказать, это Кааба из шлакоболков такой сделаны и накидка кисова. Что может быть внутри, если дом построили четырехугольный, там квадратный дом такой, и внутри что может быть? Ничего нету, и все. Да. А шииты тоже в это верят, в этот камень, или только сунниты? Когда-то они все были вместе, в одном команде они были. Это еще после смерти, как они говорят, пророка, они разделились, потому что Абу Бакр, они считали, что должен был стать Али, потому что Али двоюродный брат, и плюс у Али дочь Мухаммада, Фатима звали ее. И Али как-то принял его смерть, когда хотели его убить, когда он был маленький, спал на его постели и накинул какой-то накидкой, а в то время Мухаммед ушел из Мекки в Медину. Ну, у них такое родство было, они и родственники, и плюс там его дочь он отдал за своего двоюродного брата. И раз Айша сказала, что его Мухаммед хочет, чтобы ее отец был правителем, халифом. И люди не были согласны, в том числе Али тоже. И вот так они поссорились. И через 2 года этот Абу Бакр умирает, потом они все время спорят о власти, потому что там большие земли, большие трофеи в то время. В то время это добыча, деньги, ну, как сегодня, миллиарды есть же у людей. Да. Вот у них получился такой спор. И потом Муавия – это сын Абу Суфьяна, это другая история. Это не Муавия был, а Зубайр, по-моему, они хотели. Я после забыл, стал Муавия же, после халифом стал после Да, это после Али, после всего этого. Я что хочу сказать, когда убили Османа, вот там они разошлись, вот там они поделились. Сначала эта группа была одна группа, и там так разделились хараджиты, сунниты и шииты. И гражданская война у них продлилась 5 лет. Они вот так разошлись там. А за Али вступились, как так называемые шииты. Еще брат Айши, родной брат Айши, воевал против Айши, потому что он изнутри знал, что это его сестра, она обманывает. Потому что когда Умар был халифом узурпированного, он тоже это знал. Не Абу Бакр, что его отец узурпировал за то, что его дочь обманула людей, сказала, что мой муж умерший, мой пророк, хотел, чтобы мой отец был. А потом, когда Умар был, она себя спокойно вела. Когда Усман тоже, когда там был, она спокойно вела. И потом, 4, когда Али становится, она опять же начала протестовать против него и собрала армию. Это называется верблюжья битва, так они на верблюдах. И Айшу верблюда тоже там убивают. И за это, наверное, они назвали ее так, верблюжьей битвой. И его сын, в смысле, его брат это знает и стал защищать Али стал своей сестры. И двоюродный брат Мухаммеда, Аббас, тоже стал против Айши. Вот эта история, которую они сами написали. Я это, честно говоря, прочел по книгам, это раньше было. Как там это было написано? Я это запомнил в то время. И сейчас люди, я вижу, это повторяют.
Они все выложили сейчас онлайн. Весь Коран, все хадисы, что-то они учат где-то в Медине, и они все это выложили в интернет. Вот такая история у них там. И это тоже людям надо знать, чему они придерживаются, за кем они идут. Они сами там разошлись. Вот так это шииты стали. Они были, еще раз повторяюсь, одной командой, но там они не увидели несправедливость между собой. И они разошлись. Одни стали хариджитами тогда, другие суннитами, а третьи шиитами. Все, Айша своей смертью умерла или убили ее? все воевали против, все власть, за власть, все. Добрый вечер. Добрый. Что обсуждаете? Последние Религию два обсуждаете? слова. Для нас она, как религия они преподносят, но для них самих они это бизнес большой. Все, больше ничего для них. Для них это бизнес, деньги приносит, а для нас кровь, страдания, разруха, ссоры, что угодно плохое, только ничего хорошего. Нам говорят, когда умрешь там все будет у тебя. Ну, ты. Вот как и Мухаммед говорил своим сподвижникам: умрите за меня, и вы попадете в рай, сам как трус убегал. А где он говорил этот год? Можно узнать источник? Ну, сейчас я так источники не помню, но это достоверные источники были. А где именно ты должен указывать источник, не? Ну, их столько, там Аль-Бухари, там Ибн Таймия, Ну, по-моему, именно Ибн где Таймия. написано? Можешь там номерок или что-нибудь сказать? Сейчас где я буду искать? Посмотри ты, это ты же мусульманин, Ты да? христианин, подожди. Да, ты же мусульманин. А ты кем считаешь человек, который женился на 3-летнего? Что? Ну, человек вот 90 лет, он женится на 3-летнего. Кем ты считаешь его? Ты про Мухаммеда говоришь, который на 6-летнем Не, женился? просто в общем говорю, просто кем его считаешь? Вот 90-летний человек женится на 3-летней девушке. Про кого ты говоришь? А? Про кого ты Да говоришь? без разницы. Да без разницы, просто ответь. Кем его считаешь? Ну, про кого ты говоришь, интересует меня. Да, Кто не, это я без тебе разницы, вопрос хоть и задал. на Ты 3-летнего. кем считаешь просто Любого который вот человека, любого примерно тебе человека. 90 лет, ты женишься на Любого, 9. любого человека, кто женится там на Ну, 3-летнем, просто на я просто 6-летнем. хочу узнать твое Да, мнение. я Никто тебе не женился отвечаю. так. Просто Я тебе скажи. отвечаю, любого человека, кто женился там на 5-летней, на 6-летней, тем более на 1-летней, на 9-летней, ну, это ненормальный человек. Ну, кем его считаешь? Плохим человеком. И все? Просто плохой? Ты не провоцируй, ты же знаешь, если ты это слово сейчас говорить, будет блокировать. Зачем ты Да провоцируешь? не будет. Где провокация? Вы что, на провокацию? Да, ты же знаешь, это слово нельзя говорить. Здесь будем говорить, эфир заблокирует просто. Да не Вот блокирует мне пишут, ничего. Коран, сура 65, аят 4. Ага. Позволяется и до 3 лет в Коране. Да? Мгм. Ну, Ты полностью прочитал его, да, Коран? Просто ты? я слышал, Я что... прочитал. У меня Да, всё я электронно полностью понял. прочитал. Что конкретно, о чем вопрос? Дайте я скажу. это Я вендетта вот хищника именно вот, учился. дайте вот серьезно, я с вами нормально разговариваю же, не перебиваю вас. Можно я скажу, потом вы скажете? Ну, давай. Я слышал то, что вы считаете, что мусульманам там в Коране написано то, что убивать евреев, убивать там христиан. А вы полностью еще это, читали эту суру? Алло. 9 сура, 29 аят. Что гласит? Ну что гласит тогда, скажи мне. Кто такой? Убивайте джихад? неверных, пока они не Ага, верят в последний день Вендетта, а ты Аллаха. полностью его прочитал? Да нахрена мне все ваше эту Камасутру полностью читать? Вендетта.
А там Вендетта. говорят, те, кто нарушил закон с вами. Какой те, кто нахрен нарушил закон? Какой закон? Не, да, Чтобы Вендетта, быть давай. вашими рабами, чтобы Вендетта, чтобы вашими рабами давай быть, без вот этим агрессии. закон. Вендетта, А? подожди. Я с Чтобы тобой вашим нормально из разговариваю. вашего подчинения, Нет, чтобы вы- не, я выйти против нельзя, ничего да? не имею, то, что ты не веришь. Вендетта, можешь послушать меня? Слушай, это Опс, а кто такие тогда кафиры? Вендетта Кто, арма что валар. такое Сашидов джихад? дарасвик. Саваш. Это объясни Аль-Кафира. тогда. Чего говорит? Вендетта Оп, здесь? что такое джихад? Вот это скажи, кто такие кафиры? Другую тему. Джихад, Да. давай объясним, что такое. Вот нападают на твою страну, ты защищаешься им. Свою родину защищаешь. Алло, 29 146 глава нападения на спящих многобожников, вследствие чего поражение детей и женщин. 3012 Сахих Хадис. Какой защита? Ваш пророк ночью, гребаный этого что ублюдок, было? нападал... До этого что было, Да Вендетта? закрой на минуту, одну минуту. Ваш пророк ночью на спящих нападал, отправлял на концерт Кобзона их мужчин, забирал женщин, детей в рабство. А до этого что было? Что было до этого? Я понял вас. Вы просто Что тексты было берете до из этого? какой-нибудь там суры, Ваш там, пророк и дозволял обсуждаете. вообще отправлять на концерт Кобзона даже детей и женщин. Представь, вот смотри, Вендетта, вот мы с собой вот враги, вот примерно я пример веду тебе. Я убиваю Вендетта твоих врагом там... не советую. Подожди, дай я скажу. Вендетта, вот пример Какие приведу. враги? Кто нападал на Саудовскую Аравию? Да подождите, дайте я скажу. Твой же пророк грабил караваны, Нажимать надо. Вы не будете слушать? бомбил свой народ. Я как-то не смог. Читай Вендетта, описание. выключи. Ну, Еще как Вендетта. маленький ребенок, взрослый мужик. Вендетта. Сказки здесь рассказываешь нам. А? Функ? Нет, правильно. Оп, босс, смотри. До этого ты говоришь, да? Вот смотри. Вот Сирии, да? Вот Сирии, Иране не Подожди, я вопрос Мы тупые, веду, а он что умный, ли. да, здесь? Дайте я скажу, или у вас уважения Иди нет, читай между свое собой? писание, зашел. Знания не Хорошо, знает, нету где. хорошо, я прочитаю, хорошо, без проблем. Учит нас здесь. Вендетта, По я два не высших учу вас, образования я здесь сидят люди. Иди А и читай ты- свое писание. А ты читал свой? Ты христианин, да? Ты мне кто? Папа или мама мне указывает? Иди Подожди, своим ты детям христианин? указывай. Ты христианин, подожди. Инопланетяне. Веришь, да, в инопланетяне? В Коране написано Опс, создатель я миров. христианин. Да, верю. Создатель Кто миров, такие другие планеты кафиры? есть у тебя в Коране. Хорошо. Вот я с этой планеты пришел. А, На Альбураке. а чем докажешь? Подожди, Опу, скажи, кто такие В Коране кафиры? написано и в Сунне. В Коране написано слово Аллаха. Ты что, В слово Аллаха Коране не веришь? написано то, что ты пришел. Да, во-во. Против Аллаха, что ли? Красавцы, пацаны. Смертный. М. Простой Они все человек Ты с мне не Аллахом спорит. ответил, кто такие кафиры. Я на твои вопросы отвечаю, ты на мои почему? Слушай, за год. Ребята, можно слово сказать? Пацаны, извините, пожалуйста. Тут только что Вендетта заходил. Вендетта, Кузауи. Собачка оторвалась. Вендетта, Извините, Кузауи. пожалуйста. Бля, Давай пару на слов русском сказать. будешь разговаривать. Я не буду вас Без слова, без слова. перебивать. Вендетта, Кузауи. Вендетта, дал ахту боль асаваш. Абеш полнок некбуй, дал ахту боль хасаваш. Не культурно на своем языке разговаривать, когда друг... Айос пармату беш пол некбуй ашлило штал хумдуй. Ху аур ашудештала дал ахту боль кшишини. Ху ашудештала дел да сошусушун. Дал муклаис саук тадезан чултя вайгошак итардон дал мукла. Дал ахту большу. Масе соар кусар ашхик сохик эл я чвасок чва духкани сок чва аш хик эл я чвасо ар кусар асос шик зажим ладуш хайрусо далахту большу армати масера вай ночи коман вай ночи хуманти ал меллах чвасагана далахту больцер масера ердукас ишт ар кусар асос зажим шик ладуш хайру
يا что- والله صحبك Да, يلا да, انت да. روالاس مس مелосак учаешь Маршалду Масага. انت يا Приветствую доллар всех шон слушателей. Маршал, Я вот, марш во деле марш хуй она вас не ладух, что со швак легко хар изволь бог. Религии, адвокаты не нужны. Религия сама за себя, Аллах должен ее защищать. Вы там адвокатами все становитесь. Человек сидит на скамье подсудимых за грабежи, разбои, педофилию. Вы беретесь этого человека защищать. Вам самим-то не стыдно? Не стыдно вам? Арабы нападали на всех. Там в Аравийском полуострове жили евреи, они работали они в оазисах. Арабы чем занимаются? Грабежами, разбоями. Нападали Вот на этот, всех. вот этот Медини, еврей, После по-человечески этого, после Мухаммеда захвата встретили. Аравии, они Он не взял всех, остановились. замочил. Подожди. Это что за мужская честь? После Как он с захвата ними Аравии поступил? они не остановились. Северную Африку захватили, не остановились. Испанию захватили. Полезли во Францию, по морде дали. Захватили Южный Кавказ. Хазары защищались, отбили. Китайцы при Таласе дали по морде. О чем вы рассказываете? Типа защищались. Что это? Забашьте, кому вы рассказываете? Я понимаю, у вас мозгов нет. У людей мозги есть. Какие вещи рассказываете? Это, подожди, хорошо, мы не будем никакие сказки рассказывать. Тут человек говорит мне то, что Это меня не депортируют сказки, из Германии. это истина. Истину не скроешь. Какие сказки? Для вас это То, истина. что вы Для нас там в это... 7-8 веке, 10 веке там обманывали в песках дураков там, необразованных дикарей-то. Сейчас люди Хорошо, образованные. ветеран, ты образованный человек, да? Ветеран. Разумными был, с вами кажется, разбрасываться не надо. Разумные Давайте люди из один этой человек религии будет уходят. говорить. Разумные люди из религии ислам уходят. Это не разумных людей. Ветеран. Слышь, ветеран, Слышу, да. а ты христианин или кто, я не пойму? Какая разница, кто бы то я ни был? Зачем такие вопросы? А ну, Кто я? Вопрос, мы сейчас говорим, обсуждаем религию ислама. Хорошо. Кто ты там? Я на такие вопросы глупые ответы не даю. Хорошо. Разницы нет, кто какой это религии даже и национальности. Послушай меня. Вот у вас какой цель вот тут сидеть и вот рассказывать, какой плохой ислам туда-сюда? Вы думаете, что вы можете переубеждать там 2 миллиарда Чтобы человек? людей из иллюзий выводить. У Магомеда цель была. У Магомеда какая цель была? У Магомеда. Начнем с этого человека. Кто это был за человек? Давайте дадим этому человеку характеристику. И после этого дадим религию, которую он принес. Давайте дадим характеристику этому человеку. Хорошо, Давайте дадим. Чем он занимался? Нет, давай вот будем конкретно говорить об этом человеке. Чем этот человек занимался, чем он жил? Он учителем работал, врачом был он. Или религию распространял, это общее, это знаешь, как он распространял, мы знаем. Нападая на караваны, население. Это не выход, религию распространял. Как он жил, Подожди, ветеран. Как он жил, я говорю. А кто меня затыкать не надо, я тебе вопрос задаю. Подожди. Не твои разговоры не нужны. До этого почему Как он жил, ты можешь сказать? Давай дадим характеристику. Почему до этого римляне... Ответь ему на вопрос, тебе же вопрос задали. Нет, подожди. У меня твое словословие, это блядство, это на словах, мне это не нужно. Я тебе задаю вопрос. Чем этот человек занимался в своей жизни? А то распространял религию, это общие слова, а мы знаем, как он ее распространял. Я тебе задаю вопрос, как он жил, чем питался, как зарабатывал. Давайте обсудим жизнь этого человека. А дальше уже религия, посмотрим, как он ее распространял. Мы тоже знаем. Эти араб-бедуины, они сказали, как он ее распространял. По ночам не спал, нападал, насиловал, продавал рабство. Давайте об этом человеке будем говорить. Расскажи об этом человеке что-нибудь, расскажи. Что ты знаешь про него? Давай. Ну, ветеран, этот мужик ушел. Но если по факту говорить, да, то
Например, у египтян... Сейчас, минуту. Ayarda pederas. Ayarda. Apēmar bo pīdarī, to hazāri, hadīs tu pētiš līdzot 73, 90, Мы даем характеристику этому человеку. Чем он... Мы давайте человеку даем характеристику. Сказки убираем. Подожди. Мы убираем сказки. Что летаем куда-то. إذا قمير شربي كلنا حولنا كلنا حولنا وش مش هوشكيت سو كلنا عشون حولنا مش هوشكيت وش أهنان باليريا ست وش هوشكيتو كلنا هونسو كان دوي رودولف بلاتسي هوشكيتي وش أهدو نان دوي أساس قوة وصلوا تردو حنان نحونا عندك قوة والله قبل يدي سو كلنا عشون حولنا كان ها حولنا سو كلنا هون رودولف بلاتسي هوشكيت وش محجر وش حول حتى واتس حيول كلنا موسو Pēmar pannete augšētos. Нет, я в Кельне живу. Давай приедем, давай завтра встретимся. Здоровье поберегите, не надо на него нервы тратить. Нет, из-за этих свиней у меня просто, конечно, у меня уже нервы начинают. Из-за этих свиней он завтра же на разборки не придет. Я приду на Рудольф плац. Не надо, не, ветеран, Он не не надо. придет. Не Он надо не свои придет. нервы тратить, сердце. Свинья это вот, свинья натуральная. Сердце Свинья. будет болеть потом. Ветеран, да. Свинья. За свои слова не ответишь. Мне сегодня 57 лет. Подождите, мне сегодня 57 лет стукнуло. Я с ним один на один уйду. Но я его живым не отпущу. Или я живым не уйду, или он. Давай, завтра. Я за свои слова отвечаю. Он кадыровец, ветеран. Это тварь свинья поганая. Это. Вот все мусульмане такие. У них ничего человеческого нету. Свиньи натуральные. Кого я не встречаю, все такие. Кого не встречаю, все такие. Аксакалов не уважают, я знаю, да, они не уважают аксакалов. Дай Бог Да и вам мать здоровья. своих не уважает. У них вот такие отцы и матери были, что таких они не воспитывали свиней-то, а? Да, да, согласен, ветеран. Потому что в исламе Пускай нет... придет